Rahmatullohi barakatuh jamoat. Bizning bugungi mavzu, shulay deyalarmi? Tema Крестный ход. Uruslarni mana bu shuqinchiqlarni xodi Ufa bo'yinda. Bizga shul kerakmi? Bizga мы дожили до этого момента, получается, да? Чтобы bizning yerlarda uruslar komanda berib yurar ekan. Biz boshqirtlar, totarlar musulmon bo'la turib, shunlarga ko'z yumamiz. Ko'rmaganday bo'ldik. Bu durust tugul. Bu o'zimizni qo'rqituv ham o'zimizni, как говорится, osga tushiruv. Так. Выставлю кое-что и пройду сейчас я. Что-нибудь послушаем насчет этого? Кыргызстан может стать первой республикой, которая отправит на СВО женские батальоны. Это обдумывает Ради Хабиров. Он хочет формировать женские медицинские батальоны. Ради Хабиров сейчас попал в немилость Кремлю. Москва никак не хочет утверждать на пост главы правительства республики Андрея Назарова и укрепить власть Хабирова в республике. В итоге глава Башкортостана хочет зайти с другой стороны. Он может поменять отношение к себе, если выжмет из республики еще больше людей на СВО. Сейчас Башкортостан по потерям и так лидирует среди всех регионов, хотя Уфа и близко не выплачивает такие огромные деньжищи, как Москва и другие регионы. Сейчас Хабиров хочет отправить на войну еще и женщин. При этом его жена, которая тоже поддерживает войну и у нее есть медицинское образование, на СВО, конечно же, не попадет. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народа. Ишеттегез. Башкирских женщин на фронт. Вот так вот. Короче говоря, bizni boshqirtlarni kishiga da sog'lamalar, полностью qirib bitirga uladi endi bu Xabirov. Xabirov hayvon kelib, uruslarga kirgan, ko'tina kirgan. Bizni хочет уничтожить. Как Путин уничтожает Россию? День народного единства, государственный праздник, который напоминает нам о дружбе народов на территории нашей страны и ее многонациональности. О чем тут говорится? Провели задержание, несколько человек забрали. Да давайте это выставим, пока послушать. Стекла, его пытались поджечь. Так, üç kişi. İki yoktan da üç kişi. О том, что мы многонациональный народ Российской Федерации, Так, соединенный выставлю общей пока. судьбой на своей земле, Конституция сообщает нам с первой страницы. Это то, чем мы гордимся. Не мононациональная страна, а десятки и сотни народностей и этносов на одной всё. рекордно большой территории. Принято считать, что они, если уж не жили всегда, то теперь-то точно живут в мире. Суровая реальность напоминает, что это не так. В Челябинской области... Димон, Димон, ты откуда появился? Пизда, блядь, крестоносцам, блядь. Кресты в задницу будем сувать, твари ебучие. Той самой национальности. Малайлар, Все это случилось за kim пару bo'lsa недель до biznikilardan shu Дня Toshbosh bilan suylashib qo'yig'iz ali. который был когда-то создан, чтобы Shu qutarsanig'ini yozig'iz. после десакрализации 7 ноября. Я лакинец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Знаменитое путинское высказывание, которое потом еще долго склоняли и высмеивали, на самом деле имеет страшный подтекст. Нации через запятую он перечислял в честь одного лакца Нурмагомедова Гаджимагомедова, уроженца Дагестана. Тот погиб не просто в начале, а в самый первый день войны, 24 февраля 2022 года. Заебись. Совсем скоро стало ясно, насколько Путин был внезапно прав. Представители всех тех национальностей, которые он назвал Вече, погибали и терпели лишения в войне, которую он начал. Такой вот объединяющий фактор. Несогласных ломают через колено. Что объединяет Да. народы А внутри сегодня- России и насколько они действительно Сегодня прямо едины? құлағым bilan eshitdim, что какой-то Умар говорит, я русский. Если такая возможность представится.
что делать с Чечней, а каково живется Бурятии и другим национальным республикам. Есть ли вообще кого поздравить 4 ноября, кроме одного человека? Наша встреча с вами проходит накануне праздника, который имеет 20 лет назад, когда идея о празднике 4 ноября только появилась, его создатели наверняка и представить не могли, что в итоге день такого внутрироссийского интернационализма, если и будет с чем-то ассоциироваться, то исключительно с русскими националистами. А так оно в какой-то момент и получилось. Это наша земля, пролитая кровью наших отцов и дедов! Русские марши монополизировали дату 4 ноября за собой. В этот день устраивали марши националисты в десятках городов. Кроме лидеров националистических организаций вроде Константина Крылова, Дмитрия Демушкина и Александра Белова, там были замечены не менее 2 десятков депутатов Госдумы. Организации-заявители, например, движение против нелегальной иммиграции, быстро стали запрещенными, акции в Москве со временем вытеснили совсем далеко от центра, в Люблино, а лидеров, как того же Демушкина, кидали в тюрьмы. И тем не менее, сейчас он вспоминает про то время не без гордости. Моему русскому маршу не было альтернатив сегодня до Болотной площади никаких. То есть 25 тысяч человек. Самое большое по географии, 13-й год, было 100 городов мы провели русский марш. И только в Москве, вот в 12-й был самый большой, 25 тысяч было собрано. То есть не было альтернатив никаких. То есть самая большая акция левых, ну не системных, конечно, я имею в виду антикап, это было там в районе 500 человек. Партия Яблоко там собирала, не знаю, там 150, 200, может быть, на какие-то мероприятия чуть больше. Но в любом случае это были несущественные вот эти уличные резервы. Но при этом националисты никогда не входили, то есть ни в какое политическое поле. Партию националистов ни разу никому не дали зарегистрировать. Вне зависимости от отношения к русским маршам нельзя не признать само то, что они были, показывало, с национальной политикой в стране все далеко не оптимально. А если сейчас маршей нет, то не потому, что проблем не стало, а из-за того, что власть закатала это явление в бетон. Проблемы же никуда не делись. Главная повестка русских националистов – это не мигранты. Надо понимать, мигранты – это как раз тема-то вторичная. Главное – это вымирание русских. Если мы будем и других коренных народов, давай добавлять, если мы будем там, кстати, по северным народам, статистика даже похуже, чем по русским, по некоторым. Ну, если мы будем вымирать, неважно, будут нас замещать мигрантами или нет, нас оно кто-то заместит, но это неизбежно. И уже мигранты – это производное от этого, что идет замещение, и оно, вне сомнений, для власти тоже ничего хорошего в стратегическом плане не сулит. А это создает для них большие сложности и угрозы. Если уж об угнетающем неравноправии и вымирании говорит представители русского, безусловно, самого доминирующего на территории страны народа, то что уж говорить об остальных. В начале года волнения случились в Башкортостане, городе Баймак. Он, как и Коркино, редко попадал в новости раньше, а теперь про него только и говорили. Дело в том, что именно там судили Фаиля Алсынова. Известный здесь общественный деятель посмел возмутиться тому, что на родине скоро начнут разработку золота. По версии следствия, Алсынов выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются жители Кавказа, Средней Азии, армяне. В своей речи, на самом деле, Алсынов в частности сказал, что армяне уедут на свою родину, Карахалык к себе, русские в свою Рязань, татары в свой Татарстан. Экспертиза же установила, что выражение «Карахалык» переводится как «черный народ» и указала, что значение словосочетания соответствует значению слова «черномазые». При этом, согласно татарской энциклопедии, «Карахалык» буквально переводится как «чернь» или «черный люд». Все это было в 2023 году, а в январе 2024 накануне приговора на улице вышли тысячи жителей Башкортостана. О, На самом деле, кто-нибудь вспоминал про Алсынова сегодня? Глава Башкортостана, Так, Умберкише пенсионер Ради Хабиров. справа толсто счастливо. Решили придать происходящему оттенок национального конфликта. Общественнику в итоге дали 4 года колонии поселения, на многих его защитников завели административные, а на некоторых и уголовные дела. Власти, как принято говорить, выбрали жесткий способ подавления и добились своего. Но в памяти надолго осталось. Башкортостан готов снова при случае полыхнуть, а власть совершенно напрасно использовала... Я готов. Башкортлар готовы или нет со мной пойти на Москву? Конфликты между национальными... Кто со мной, как говорится, пойдет, записывайтесь. Менің телеграм-каналға бірге барамыз жиылға. Большая часть налогов, которые собираются в Коме, уходит в федеральный бюджет. Если я не ошибаюсь, вот сегодня была информация, там порядка 70%.
И, соответственно, на развитие самого региона, самой республики Коми остается совсем немного. Наш бюджет, он с дефицитом собран. Многие люди уезжают, нет возможности развивать человеческий капитал. То есть для того, чтобы получить образование или еще что-то, люди уезжают в Москву, Санкт-Петербург и обычно там и остаются. То есть в самом регионе очень плохая ситуация с инфраструктурой, там нет дорог. У нас часть населенных пунктов только по воздушному сообщению доступна, ну или там часть зимой по зимникам. Для того, чтобы это поддерживать, нужен хороший уровень инфраструктуры. Сейчас все находятся на выживании. И уровень зарплат, конечно, в Коми, он ни с кем никак не сравнится даже с Санкт-Петербургом или там Нижним Новгородом, не говоря уже про Москву. Лана Пылаева ученая, она исследовательница в области теоретической химии. Сейчас больше изучает историю и культуру своего народа, Коми. А еще последовательно и подробно объясняет, как ее республике, да и другим, могла помочь деколонизация. Процесс разрушения иерархии между Москвой и регионами. И его не надо путать с сепаратизмом. То есть, если в первую очередь мы говорим про разрушение иерархии, то можно вполне остаться в составе федерации, но тогда народы и жители региона получают право распоряжаться этой местностью. Например, право сейчас проходит у нас стройка в районе поселка Харьков, хотят построить большой горнолыжный курорт. И люди выступают против этого. Как ты думаешь, их кто-то спрашивает, кто-то интересует, например, права оленеводов, которые там пасут свои стада, экологическая экспертиза, потому что один из последних кусочков нетронутой природы на Урале. Нет. То есть, опять-таки, это идет сверху, есть какие-то заинтересованные лица, у них есть бюджеты, и мы не можем распоряжаться своими ресурсами. То есть, формально у нас есть это право, а фактически нет. И Коми в основном вытаскиваются из какого-то чулана, когда происходит какой-нибудь праздник, идет очень красивый, то есть какой-то фестиваль, все поют песни, все едят шанишки, и потом все, мы забываем о том, что есть Коми. Конечно же, мнение этнических Коми или даже жителей Коми не учитывается никаким образом в принятии реальных решений. Нам поставляют очередного какого-то там главу республики, который не планирует жить в этой республике, он планирует приехать, собрать как можно больше денежек в свои карманы и просто уехать. То есть регион де-факто не развивается. Из него выкачиваются ресурсы, из него выкачиваются полезные ископаемые, и все. Мы не имеем вот этой возможности самим решать, те люди, которые действительно живут в республике Коми. Проблема в целом Российской Федерации, я об этом многократно говорила, заключается в том, что Российская Федерация является федерацией только на бумаге. Де-факто это унитарное государство, и вообще Российская Федерация — это в некотором смысле такая зона, где есть общак. Общак находится в Москве, а регионы в виде налоговых поступлений сбрасывают свою часть в этот общак, и уже пахан, то есть Москва, решает, кому сколько достанется, нравишься ты. Ой, я это первый раз слышу. Четко говорят. Получишь меньше. И мало кто на это Кем обращал внимание, что в 2004 году, когда были отменены выборы... Короче, тема хорошая. Насчет Коми как раз. Появились как раз в Коми люди. Ниди халак екен алар, Комидagi халак. О, Ника, салям. О, Ника, пропавший человек. По которому как дела? Налоговые поступления были перераспределены, и абсолютная большая часть налоговых поступлений из регионов уходила в Москву. Так, Бишкеши, жетекші утра. Организации популярное приложение усилий для национальных активистов. То есть Россию многие из них воспринимают как метрополию, а нацреспублики как настоящие колонии, из которых эта метрополия ресурсы высасывает. Ну и где они неправы. Все это во многоследствие национальной политики, которая установилась еще в СССР. Сталин, который, кстати, начинал свою советскую карьеру с поста Народного комиссара по делам национальностей, взяв полную власть, принялся расправляться с элитами, а затем и с национальной идентичностью многих жителей Советского Союза. Письменность во многих республиках насильно переводили на кириллицу. Религиозных лидеров, даже алтайских шаманов, отправляли в лагеря. Страшнее всего выглядит история про массовые депортации целых народов. Те самые Харьков, да, бомбили опять. Условия в них. Отправлялись в никуда, оказавшиеся на территории СССР, поляки, корейцы, китайцы, карачаевцы, калмыки, ингуши,
балкарцы, азербайджанцы, армяне, греки, турки-месхетинцы, литовцы, эстонцы, латыши, венгры. Но, пожалуй, самые известные Да. случаи депортации... А где этот Номад? Номада нету, что ли? Чеченцы. Народы, которые Сталин одним махом признал сотрудничающими. Наверное, с спят уже, у них 12 время. По мнению историков, весь сталинизм был выстроен на шовинизме. После победы в войне в мае 1945 года на торжественном приеме Сталин предложил выпить за один из народов, а именно за русский народ. И я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. И я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Даже говорить на родных языках в то время было порой опасно. Спустя десятилетия борьбой с нацидентичностью занялся и Путин, который в 2017 году перегрозил тем, кто слишком уж активно насаждает изучение бурятского, татарского, башкирского и других языков. Русский язык для нас язык государственный, язык межнационального общения. Ну, если государственный, какого хрена тогда на Украину лезешь? На Украине украинский есть язык. Если национальные языки станут Лезет он в больших со своим узкожоповским языком, блядь. распал России. Твари. Что касается Нацисты. многочисленных разговоров о распаде Российской Федерации, то здесь удивительно, что Владимир Путин и его оппоненты де-факто говорят об унисон. Сам Владимир Путин очень любит обращаться к этому аргументу о распаде России-матушки. Да, И, соответственно, для того, чтобы она не распалась, мы должны сплотиться. Раздолбать. Сильно. Вот сегодня я как раз хотел насчет вот этих нациков, которые прошли. Потом будем обсуждать там. Много информации накидали. Почитаем. Что там? Ход был этот, крестный ход в Уфе, блин, который нахер нам не нужен. Итог такого отношения к некоторым Я не могу нациям, понять. живущим внутри России, отношение как к иностранцам, в плохом смысле слова. Исчерпывающую ситуацию показал на ютубе блогер Степа Клубок. Вы на канале Степа Клубок. И сейчас у нас просто экстренное включение, потому что мы только что узнали, что Чувашия — это не Россия. В качестве эксперимента он стал звонить по телефону московских арендодателей и честно говорить им, что приехал из Чувашии. Реакция превзошла ожидания. Мы только русские. Ну, как всегда. Я из Чувашии приехал. Можешь вам населиться? А мы иностранцы не заселяем. Вы можете прогуглить то, что Чувашия — это Россия. Из Чувашии мы. Где находится? О, а я вам говорил всегда. Эти придурки даже карту не знают. Тварье узкожопое. Узкие мозги, потому что не знают карту вселенной. В частности, она была и есть. И очень показательно, что Владимир Путин за 25 лет своего де-факто бессменного правления не обратился, например, к реформе школьной образования. В частности, например, дети в школах не изучают другие регионы, плохо в целом знают географию, плохо знают, какие народы населяют Российскую Федерацию, и это является очень мощным катализатором для ксенофобии, в том числе внутри страны. И очень интересно наблюдать и бишкиши на утро. отсутствие этой школьной реформы. Мне мой знакомый рассказывал, как он со своей подругой ездил в Татарстан, они ездили на поезде, и уже на подъезде к Казани она начала у него активно интересоваться, какой валютой пользуются в Татарстане. Он ей ответил, что Татарстан — это часть тоже Российской Федерации. Он сказал, я понимаю, да, что это Российская Федерация, но валюта здесь какая? И, в общем-то, мне кажется, что это все демонстрирует, что люди очень плохо знают друг друга. Ксенофобия — это вообще не просто какие-то красивые слова на бумажке. На самом деле это очень важный инструментарий для автократов и диктаторов. То есть люди, которые не знают друг друга, они испытывают некую боязнь по отношению друг к другу, и, соответственно, они не могут объединиться. И Владимиру Путину это очень выгодно, то есть он всегда может придумать какую-то байку, миф о другом народе для того, чтобы оттолкнуть
оттолкнуть от него, соответственно, другой этнос. И мы сейчас это видим на примере ситуации с Украиной, когда он придумывает все более витиеватые черты украинцам и таким образом создает образ врага. И также, собственно, мы сегодня видим, что образ врага обкатывается и на мигрантах, мы наблюдаем антимигрантскую истерию, и также на представителях народа Рома. Опять же, тоже наблюдаем ту же картину, что есть некие иные, против которых мы должны сплотиться. Но ничего не гарантирует того, что завтра этими иными не окажетесь вы. Образ врага Путин наиболее успешно воплощает в чеченцах. Руководить республикой после войны был уполномочен клан Кадыровых. И уже 20 лет Рамзан делает все для того, чтобы никто не забывал. Он кровавый и жестокий. И скажите Путину спасибо, что жестокость эта распространяется только на некоторых непокорных, а могла бы на всех. Я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас шайтан. И если с созданием собственного имиджа у Кадырова все в порядке, своих целей он, судя по всему, добился же, то с правами чеченцев он и не думает разбираться. Точнее, ему, видимо, нравится бесправие, в котором они находятся. На мой взгляд, пытаются как-то в будущее посмотреть, именно чеченцы пытаются в будущее посмотреть. Но этого будущего на территории Чеченской Республики у них нет. Соответственно, они не заняты тем, чтобы там чувствовать себя россиянами. Они не чувствуют себя россиянами. Тот или иной чеченец, у которого сегодня есть российский паспорт, он ограничен в передвижении, он ущемлен в правах. Есть много-много сообщений, например, куда-то, даже в Ростов, если чеченец хочет устроиться куда-то на работу или что-то, ему снять жилье крайне сложно, потому что в объявлениях открыто пишут, что только славянам сдают квартиру, дом или что-то в этом роде. То есть чеченцы не чувствуют себя частью Российской Федерации. Но активно этим, то есть вот этим положением пользоваться тоже они не могут, вот этими льготами. Только кадыровцы пользуются этими льготами. И вот тут получается такая разница между чеченцем и кадыровцем. Если ты работаешь на оккупационный режим, грубо говоря, на Российскую Федерацию, именно в правоохранительных органах, вот тогда у тебя появляются какие-то привилегии. Но если ты хочешь заниматься бизнесом, если хочешь ты учиться, имеется в виду чеченец, если хочешь там, не знаю, наукой какой-то заниматься, то тебе везде будут ставить препоны. Тем самым ограничивая рост, карьерный рост или учебный рост. Один из стереотипов о Чечне. Туда закачивается много денег, и все они оседают у местных. И вот этот стереотип, он верен только наполовину. Деньги действительно приходят, действительно в огромных количествах, но, во-первых, ими надо делиться с теми, кто дает, то есть с Москвой. И делиться надо даже Кадырову. Нам показывают такую картину. 360 миллиардов рублей ежегодно закачиваются в Чечню. Это типа такая дотация для Чечни. Но мы не видим, чтобы 360 миллиардов рублей Чеченская Республика получала. То есть мы не видим отдачу как таковой. Во-первых, около 300 или 400 тысяч мертвых душ приписано к населению Чеченской Республики, которые якобы проживают на территории Чеченской Республики. Эти деньги, то есть социальные льготы, выплаты, которые есть с федерального бюджета, эти выплаты оседают в чьих-то карманах. 360 миллиардов рублей проходят через так называемый режим Кадырова, и неизвестно, какой процент оседает в кармане у Рамзана Кадырова. Не может, чтобы Рамзан Кадыров владел всеми 360 миллиардами рублями. И тем более это продолжается каждый год, уже сколько, на протяжении 15-17 лет. На мой взгляд, Чеченская Республика, сегодняшняя Чечня, для российского бюджета это такая черная дыра, где можно пропустить ту или иную финансовую схему и получить в наличку деньги. Из 360 миллиардов рублей где-то 60 миллиардов, может быть, оседает в карманах у Кадырова и его окружения, а остальная сумма наличкой уходит обратно в Москву. Мы помним, да, что Рамзан Кадыров в первое время, первые там несколько лет, наверное, он в Москву ездил только на машинах, то есть он не летал. Он из Чечни таким большим кортежем ездил
в Москву. Зачем? Он возвращал деньги обратно в Москву. Это происходит по сегодняшний день. И еще один важный момент. Чечне позволяют получить деньги, но не зарабатывать. Разница коренная. Российская Федерация за 2 войны уничтожила всю экономику Чеченской Республики. Всю ту экономику, которая была еще в советское время. То есть на территории Чеченской Республики был нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий 2 завода. Были химические предприятия, были фабрики, заводы, легкой и тяжелой промышленности были. Был сталолитейный завод, например, в Грозном был. Он тоже полностью уничтожен. Все это полностью уничтожено для того, чтобы, по крайней мере, послевоенные 3 поколения не могли ни на что рассчитывать, кроме российских денег. Вот за счет всего этого сегодня Чеченская Республика является частью Российской Федерации, то есть субъектом Российской Федерации. Ни более, ни менее. Если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этой государстве. Мы 100% выполним ваш приказ. Спасибо. Все это нужно Путину, чтобы показать Чечне. Пока есть я, то есть Путин, вам есть на что жить. Денег я даю столько, что даже после воровства Кадырова и отката в Кремлю что-то же остается. А как только меня не будет, то не будет и денег. А возможности зарабатывать самим я вас давно лишил. Все это создает напряжение сейчас и наверняка станет катализатором локальных конфликтов после ухода Путина, как на территории бывшего СССР, когда Союз развалился. И речь не только о Чечне. Например, у нас есть Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. А в действительности эти республики должны были быть объединены по принципу Кабардино-Черкесия и Карачаево-Балкария, потому что эти народы гораздо ближе друг к другу. То же, что мы имеем сегодня, это постоянные противоречия этих этносов, постоянные противоречия, и мы это наблюдаем. И опять же, сепаратисты, например, Северного Кавказа, поэтому обязательно Чечня да, Дагестан да, бүтініміз мы станем, никакие мы не дотационщики, бүтін бойлық бізде. Когда мы все станем, иншаллах, все лягут. Всех узкозадых нахрен будем казнить. Как Иван Грозный казнил, так же и мы будем казнить их. Только так мы можем очистить сволочей этих. Только так. Как они сейчас, например, украинцев пленных мучают. Все, как говорится, мы будем припоминать им. Все будет... Вспомнить все будет, короче говоря. Вспомнить все. От и до. По-другому никак. Под председательством президента Бориса Ельцина проходит заседание Совета Безопасности России. На нем обсуждается положение в Северной Осетии и меры, которые необходимо предпринять для прекращения противоборства между осетинами и ингушами. Тут, конечно, можно возразить, но иначе-то быть и не может. Страна, в которой много национальностей, она всегда будет испытывать проблемы межнациональных отношений. Вспомнить хотя бы США. Тоже ведь большое государство, населенное не просто преимущественно, а полностью мигрантами. Столько конфликтов там было, от разборок итальянской мафии до акций БЛМ. И все же принципы, по которым строилась американская нация, в корне отличаются от российских. Объединялись люди идеологически близкие. То есть неважно, это были французы или немцы, голландцы, выходцы из Российской империи. Это было совершенно неважно. И поэтому вообще США стоят на наднациональной идее. Сами жители США определяют себя просто вот как принадлежащие не к национальности какой-то, а к данному месту рождения, разделяющие эти американские ценности. Еще один важный нюанс и отличие. Если в России интересную тему сказала. Но у нас Башкортостан бля Татарстанда будет. Башкортлар, татарлар коренной. Другие килгенделер была. Сплошные ровные линии, которые делят США на штаты. Разделение, штаты формировались присоединением территорий, какую территорию покупали, там как Луизиана у Франции купили, какую-то отвоевывали, как у Мексики, там Техас, например, отвоевывали. Но действительно не было какого-то такого компактного расселения национального. Что-то знакомый голос у нее. Которого стыдятся очень многие
многие американцы, это период Второй мировой войны после Пёрл-Харбора, после нападения на Пёрл-Харбор, когда выселили большое количество японцев, живущих на побережьях, которые жили и на Тихоокеанском побережье, и на побережье Атлантического океана. Их переселили в центр Америки. После этого, через несколько лет после окончания Второй мировой войны, им, во-первых, присудили всем компенсацию, писали официальные письма извинений от государства и так далее, так далее. То есть это вот этот момент, когда вдруг компактно японцев переселили в такие лагеря для интернированных фактически в центре США. Но это момент, которого американцы действительно очень стыдятся и об этом вспоминают и просят за это прощения. И на официальном уровне, и на финансовом уровне тоже все это было произведено. Но если говорить о естественном расселении... А сегодня США черт Путин еще говорит в своем, запросе на Украину. Есть и там Чайна-таун и так далее, но типа, образом все равно оказывается, вот плавильный котел, Донецк или salad bowl, салатное место, и еще Луганск, оказывается, понимаешь, это русские, да, как будто земли, и Украина будет, оказывается, платить, блядь, какие-то дотации за разруху. Охуевший, блядь. И говорит, блядь, Карин, и как это национальным языком будет, оказывается, русский, блядь, на Украине. Хуй вам в сраку, блядь, узкожопые нахуй. Ваше место только в Москве будет. Мрази, блядь. Поэтому у демократов есть некоторые проблемы сейчас с штатом Мичиган. Поскольку многие... Башкортостанда, блядь, только будет башкиртали и татартали только. Русского языка вообще нахуй не будет нигде. Поэтому есть отдельные примеры, но в целом, в основном, все очень так распределено по всей территории США, таким тонким слоем. Иммигранты находятся во всех штатах, абсолютно везде. Национальные проблемы, конечно, остаются. Как забыть, например, компанию Black Lives Matter, да и то, что значительную часть своей истории США были страной рабовладельцев. У самого отца-основателя Джорджа Вашингтона были рабы. Нужно сказать, что действительно в 90-е годы был всплеск, еще один из всплесков напряженности, но и до сих пор ощущается, что полностью эту тему не проговорили, но она не в полной мере касается национальности, потому что здесь цвет кожи играет роль, а это касается все-таки наследия рабства и наследия не полностью проведенной Латиф салям. Ну явно. А у нас, как говорится, черных-то нету. Как говорится, мы-то не черные, если уж на то пошло. Поэтому, как говорится, узкожопые нацисты не могут нам, как говорится, предъявить. И когда они говорят, мы черные, мы ни хера не черные, если что. Который отмечается каждый год. В остальном же нации, которые населяют Российскую Федерацию, все чаще и громче напоминают о том, что мы недовольны и тем, как распределяются доходы и дискриминации. Дружба народов, о которой говорили и в советское время, которую провозглашают сейчас, на самом деле, как была, так и остается мечтой. Но Шухрат Исмаилов, что ты пишешь? Чем больше мы это слушаем, тем больше смертей. Верить в это, прикрывать жопу тех провокаторов, которые ведут эти стримы. Шухратик, о, ты Кутаксанага откуда вылез, блядь, манкурт сраный, блядь, Шухратик, блядь, узбексыңмы, таджиксыңмы, Шухратик, аузыңа 80-90 нахуй, Кутаксанага, жауап бер, пидорас, пока я тебя не заблокировал, ублюдок, не позорь нахуй узбеклерни, аңладыңмы? Кутаксанага, блядь. Съебись отсюда. Это то, чем мы гордимся. Не мононациональная страна, а десятки и сотни народностей. О, крестный ход прошел показания. Татарларны начнут еще чукындырага скоро. Само собой. Татарларны, башкиртларны чукындыралар скоро. Всех начнут обратно нахуй. Но башкиртный татар не может понять этого. В цыганском квартале, как называют его местные, мстить за женщину выдвинулись десятки и сотни жителей Коркина. Объект мести представители туристов. Короче говоря, послушали полчаса. Давайте теперь перейдем
самая интересная тема это вот этот ебучий ход. Мы будем его называть ебучим ходом. Это самый настоящий ебучий ход, а не узкий ход, а ебучий ход. Поэтому мы должны, как говорится, с этим ебучим ходом конкретно разобраться. Башкортостан татар должен понять, что такие ходы, как говорится, конем или без коня, им с рук сходиться не должны. Наверное, мы вас до этого уже предупреждали, башкортларны татарларны, что это будет. И все, кто-то там говорил, не может быть. Кто-то там говорил, не может быть, кто-то писал, помню. О, Мурат Салям. И все говорили, что-то, не будет, диделяр. А я вам что говорил? Что оно уже будет. Оно будет. Просто под разным соусом нахуй. И вы не поймете, как оно произошло даже. И вот они прошлись. До хрена фотографии мне поскидывали. Это просто кошмар, блядь. И вот давайте сегодня будем эту тему разбирать, как они, блядь, такие темы прокатились, как говорится, прям аж тошнилово нахуй. Тошнилово, как они, вот эти хуеплеты, крестоносцы сраные, блядь, идут по... еще по Татарстану еще прошлись они добавок. До этого я только Башкортостан видел. Заебись. Башкортостанда, Татарстанда, вот в Уфе неонацисты из организации «Русская община» провели узкий марш и крестный ход одновременно. Священники РПЦ присоединились к маршу, неся иконы. На шествие запретили использовать любые башкирские и другие флаги, заявив, что их использование будет расцениваться как провокация. Нихуя себе, 1552, блядь, нахуй, в Казани, блядь, 15, блядь, октября не дали же провести? Пидоры. Через месяц, грубо говоря, они проходятся, блядь, по нашему, через 20 дней, грубо, по нашим, блядь, улицам Уфы и Татарстана. Заебись, да? Башкортлар, татарлар это проглотили, да? Мы проглотили это, да? Мы не вышли нихуя. Мы не вышли нахуй, блядь, протестом, блядь. Как я говорил, блядь, минимум 100 тысяч нахуй. Минимум. Беркам шикканы юк нахуй. Значит, шикмагач, блядь. Утыздан иллига хатлы мужики, вылазьте нахуй наружу. Приезжайте сюда ко мне. Хоть и на улице будем жить, нахуй. Вот здесь мы будем сейчас, блядь, жить, нахуй, формироваться, блядь. А потом уже идти, нахуй, не крестным ходом, блядь, а полностью, нахуй, ходом уничтожения, нахуй. Ход уничтожения Москвы, блядь. Вот с этим ходом мы пойдем туда, нахуй, на Москву. Башкортостан, блядь, Татарстан, блядь. А не так, нахуй. Ля-ля-ля-ля, нахуй. Мы любим русских, мы любим русских. Вы заебали, пидоры, блядь. Особенно татарлар, блядь. Гнидосные татарлар, гнидосные, блядь. Которые меня затрахивают своими ебучими смс-ками, нахуй. Пишите мне, блядь, нахуй. Негатив, блядь. Тварье ебучее, нахуй. Постоянно айтам етін негатив yazсаң да таштағастылары. Нахуй, лайк, нахуй. Подписка, лайк, иди нахуй. Подписка, лайк, иди нахуй. И вот и все. Ранее провластные ресурсы РБ называли инсайдерскую информацию о планировании данного шествия. Провокация западных спецслужб и украинским ЦИПСО. Заебись нахуй. Да. Короче, пиздец полный. Башкортлар куда смотрят, дали бы им всем пизды. Понимаете? Люди пишут, аукаться надо, наверное. Люди пишут, как говорится, что надо пизды давать. Или сизга нәрсе, блядь, нахуй. С первого класса учить надо, что ли, нахуй? Что надо делать в таком случае? 1000 раз говорил, блядь, как Алсынов вылазить не надо. 10 человек нахуй слева, 10 человек справа, блядь. Вылазить надо 100 тысяч минимум. Дальше, эту же тему сейчас продвигаем. Татарский митрополит борется с иноверцами и называет Казань оплотом российской государственности. Сегодня по Казани во время крестного хода снова пронесли символ ее завоевания и геноцида. Так называемая икона Казанской Божьей Матери. Изначально появилась как провокация с целью пропагандировать среди нового поколения недопущение всякой борьбы за независимость от Москвы. Ведь согласно этой иконе Казань была захвачена, вырезана и сожжена московитами по благословению свыше.
остановимся здесь. Нашу кожу, Божьей Матери, деганно, блядь, постоянно я подъебывал всегда нахуй. Казанские Божьей Матери, блядь. И этот, не вкуривал, блядь. Теперь вот мне дошло теперь после этого нахуй. Блядь, я охуеваю, блядь. Сколько нахуй людей, я помню, услышал, увидел, блядь, нахуй. Башкортстанда, блядь. Мына шундай, блядь, полупокерлар, нахуй. Энкасыма татар, энкасыма киндер урыс, блядь. Они ездили куда-то, где-то нахуй, я не знаю, оно где-то находится, блядь, где-то, блядь, Подмосковье, что ли, находится, тоже, блядь, какой-то, где-то, я не помню где, вот сюда, блядь, на Казанской Божьей Матери, туда ездили, Шуканырга, нахуй. Я охуевал над этими людьми, блядь. Татарлар, ну вот такие метисы сраные, нахуй. Менің кебек метислар только нахуй, менде урыс қаны yok, блядь. А оларда урыс қаны бар, все, ұмытылған оларда татарлығы. Вот эти метисы недоделанные, нахуй. И вот они вот туда ездили, блядь. Вот теперь я вспомнил, вот куда они пиздовали, значит, что, и в Казань ездили, что ли? В Казань не ездили они, блядь. Где-то же они в Москве жили, блядь. В Москве куда-то и ходили, нахуй. Может, там есть тоже, блядь, какая-то такая же поеботина, нахуй. После завершения шествия казанский татарстанский митрополит Кирилл пообщался с журналистами и рассказал о роли патриарха Гермогена. Гермоген, блядь. И семнахса Гермоген. Может, этот гермодит, нахуй, еще какой-нибудь. Дерматит, нахуй. Ёб твою мать, нахуй. Простатит, может, блядь. Который и сделал данную икону главным символом оккупации татарского народа. Герой настоящий лидер духа, как сейчас говорят, лидер общественного мнения. Он был настоящим... Чё? Тут пишет. Лидером общественного мнения для конца 16-го, начала 17 века. Недаром он был избран патриархом в очень сложное время. Благодаря верности, стойкости, мужеству и его непреклонной решимости за сохранение веры, православной и целостности государства, народ за ним пошел. Он ему поверил. И вот эти письма, которые он послал, грамоты распространились прежде всего из Казани. Самое удивительное, что Казань, которая была присоединена к русскому царству всего за несколько десятилетий до этого, стала оплотом российской государственности в начале 17 века. То есть отсюда пошло движение из Богородицы, вместе с русский народ освободил страну от иноземцев и иноверцев. Ха! И дал еще много времени на развитие нашего Отечества. И в этом во всем заслуга патриарха вот этого Дермантина, нахуй, потому что именно он и как получатель иконы из пепелища здесь, как под Кремлем, знал все ее чудеса, ее силу, знал ее дух, и этим духом пытался также направить ведущий народ. Кутак башлар, блядь. Ой, бля, кутак башлар. Они, нахуй, уничтожая татар, блядь, оказывается, какой-то оплот там нашли. Хуеплот вы там нашли, блядь, нахуй. Хуеплот, блядь. Нашли они оплот, блядь, в Казани, блядь. Вы же вообще оборзели, нахуй. Потом, блядь, вы что-то нам будете предъявлять, то, что, нахуй, мы, какие-то там, блядь, нацисты или что-то такое, нахуй. Узкий мир, нахуй. Вам, я же говорю, блядь, мы будем, иншаллах, живы, да, блядь, пизда вам будет, нахуй. От всех мусульман, нахуй, это я говорю. Пизда вам всем нахуй будет, нахуй. Путин это хуйня, блядь. Вот и всему народу, нахуй, всему народу, который сейчас, нахуй, хлопают ладошки, которые прутся, нахуй, на Украину, вот всем вам, нахуй. Всем вам, нахуй. Путин всего лишь, нахуй, хуйня перед всеми вами, нахуй. Вот вам всем будет пизда, нахуй. Всем, нахуй. Чмошники ебучие, нахуй. За все, нахуй, будете, нахуй, платить, блядь. За татар, за башкортов, блядь. За Салават Юлаева, нахуй. За все, блядь. За все будете это отвечать, нахуй. За Чечню отдельно, нахуй, будете отвечать. Отдельно, блядь, спрос будет за это, блядь. Что там дальше? Слава богу, для каждого из нас мы живем в стране с огромной тысячелетней историей, в которой много героев духа. Среди них очень ярко светит имя этого Дермантина, нашего казанского жителя. Нашего казанского жителя, блядь. Я хуею. Нашего казанского митрополита, нашего святейшего и святого патриарха российского, рассказав митрополит. Охуеваю, блядь. На чужой земле они говорят нашего, блядь. Ничего нашего нету, блядь. На Украине то же самое. Украина это украинцев, не ваша. Там вашего ничего нету, пидоры. И в Крыму тоже вашего нету, ублюдки. Слова об освобождении от иноверцев это о том, что якобы Москву освободили от владычества польских католиков. Польские католики находились, оказывается, в Казани. Охуеть можно. Достаточно лживое утверждение, поскольку тогда московитами был организован госпереворот, который столь
Не любит современная московская пропаганда гондоны. Тем более, что Речь Посполитая это далеко не только поляки, как утверждают пропагандоны нахуй из Кремля. Речь Посполитая почти наполовину состояла из православного населения, а также имела значительную часть мусульманского населения. Литки и крымские татары. Понимаете? Мразё, блядь. Узкожопые нахуй. Вы, блядь, пидоры нахуй. Чужое, блядь, нахуй даже отобрали нахуй. Чужое, по сути, блядь, вот это православие отобрали, блядь. Ой же, блядь, пидоры нахуй, многобожники. Финно-угры, это же многобожники из севера, нахуй, пидоры. Вы же из пизды, блядь, вышедшие, блядь. Где-то там, как эти чукчи же, не меньше чукчи жили, вы такие же, блядь, мутанты ебаные. Вы мутанты, нахуй, тут, нахуй, взяли чьё-то, нахуй, непонятно чьё, это православие, под себя переписали его, нахуй, и вы потом претесь с этим ебаным крестным ходом? Вы гондоны, нахуй. Вы потом еще на мусульман пытаетесь, у которых, у мусульман, блядь, есть истина. Вы на них хотите что-то, блядь, нахуй, излагать какое-то говно свое, блядь? Нихуя. Нихуя, блядь. Правда всегда пробьет. Правда, блядь, всегда придет, блядь. Поэтому вы вот за эти, блядь, свои, нахуй, хуевые дела, нахуй, будете, блядь, реально, нахуй, отвечать, нахуй, в этой жизни, в этой, нахуй. В этой. А в последующей там Аллах решит с вами, что делать. Вот так вот. Нам, нахуй, не страшны, нахуй, ни Хабирова, ни Минихана, ни Кадыров, блядь, ни Путин, нахуй. Мы, блядь, нахуй, будем хуяриться, блядь, с вами, нахуй, с народом тупорылым, узким, нахуй, народом, блядь, нахуй. А ваши крысы, нахуй, будут в этот момент куда-то щемиться, бежать. Но мы их догоним, нахуй. Выведем, нахуй, их тоже, блядь, на обозрение всем, блядь, всему миру, нахуй. Только пока мы дойдем, нахуй, надеюсь, они будут живы, эти гондоны, нахуй, больно старые. Однако стоит обратить внимание именно на то, что митрополит Казанский и Татарстанский, находясь на татарской земле и зная, что большая часть татар мусульмане, рассказывает о том, что русская Казань изгоняла иноверцев и стояла за веру православную. А также прекрасно зная о жестоком завоевании Казанского ханства, цинично и ехидно говорит о Казани как о плоти России, помогающей сохранить целостность ее государственности. Какой нахуй плот, нахуй? Плот, нахуй, вон, блядь, у кого там был, блядь, нахуй? Плот, блядь, у этого Ноя, блядь, ковчег, нахуй. Вот к нему и пойдете, нахуй, с ковчегом, блядь, своим, блядь. Пидорасы, нахуй. Поэтому, как говорится, Казань, Уфа, блядь, нахуй, вам не ковчег, блядь. Ваше болото ждет уже. Торфяники горят, нахуй. Ждут вас, нахуй. На съедение, блядь, нахуй. В московских болотах, нахуй. Вы туда поедете, пидоры. Туда, нахуй. Ваше дело, блядь, начиналось там, блядь. И там будете жить, ходить в лаптях, нахуй. В камышах будете собирать, нахуй, камыши. Делать лапти, нахуй. Ублюдки. Так, такая же поеботина опять в Удмуртии, наверное, тоже было. Давайте прослушаем, что тут в Удмуртии происходило. Какие-то, нахуй, машины, блядь, нахуй, с этим пидорасистскими флагами, нахуй, русни, блядь. Проехали, непонятно почему-то. Ну, наверное, опять это какие-то крестоносцы или что это, блядь. Не могу понять, кто такие. Цветочки какие-то, хуй поймешь, блядь. Так, непонятно. В Удмуртии манкурты наносят тяжелые душевные травмы русским экстремистам. В Ишкаре, Удмуртия это, оказывается, ёпта. В Ишкаре 26 автомобилей участников православного автопробега разукрасили свои машины под гжель, нарисовали огромные бумажные ромашки и талмасы на капотах, а также флаги Удмуртии. Многие водители и пассажиры, а также их дети были одеты в традиционные народные костюмы. Среди участников автопробега были также мигранты из Средней Азии. Непонятная хуйня. Все они демонстрировали показательную любовь к России. Манкурты, наплевав на свое происхождение и историю своих семей. Однако предателям не рады нигде, даже среди тех, ради кого они предали свой народ. У русских нацистов от таких видео не случится приступ умиления. Их чуть кондрашка не хватило, поскольку все они выступают за запрет какой-либо национальной символики коренных народов, за депортацию мигрантов, за запрет других языков. По их мнению, империя должна быть едина, монолитна. Никаким другим
другим и всяким нерусским не место в ней. Сегодня русские телеграм-каналы переполнены публикациями ненависти на эту тему. Для них эти перформансы манкуртов лишь жалкая попытка примазаться к русскому миру, чтобы русские сжалились и не покончили с их национальными культурами. Уже сейчас да побыстрее. Так они воспринимают любых манкуртов, которые рассказывают, будто любят Россию, но при этом до сих пор не готовы называть себя русскими. Манкурты так и не поняли, что в России можно быть либо русским, либо русофобом. Иного не будет. Не для того Москва тратила много времени и ресурсов на русификацию, чтобы наблюдать, как аборигены в колониях выходят демонстрировать, якобы они дружны с русскими. Сами аборигены давно должны были стать русскими. Ну как сегодня, я же говорил, нахуй, какой-то Умар, блядь, нахуй, орал, что ему спрашивают, кто ты, он говорит, русский. И там какой-то, было, перекличка, нахуй, кто ты, нахуй, какой-то день, блядь. Все, блядь, на рожу, блядь, чурки, блядь. А я, говорит, я русский, блядь. Ха, сука, я хуею. Ну, Умар, блядь, дагестанец, я русский орёт, блядь, я хуею, нахуй. Ну, блядь, ну, остается только раком стать, нахуй, чтобы конкретно, нахуй, чтобы русские, нахуй, тебя отымели, и ты станешь почетным русским пидором, блядь. Другого варианта у вас уже нету. Если только с нами не пойдете, как говорится, раскулачивать московские болота, нахуй. Только таким образом. Так, идем дальше. Получается, в Удмуртии это... Удмуртлар бит инде бир айтканим сизге нахуй. Блять, эти многобожники, это какие-то еще эти шайтанами водятся они, блять. Они там шукуналар, аленасашлер, порчу наводят. Это хуйней страдает же. Это же пиздец. Это же нахуй шайтаны нахуй. Удмурты, по сути, блять, нахуй. Ебанутый народ, блять. Ебанутый народ рядом с Казанью, да, он вроде, блять. Вот она, короче. Вот так вот. Короче говоря, тоже, блядь. Я с ними больно не в ладах, нахуй. Удмурты тупорылые, нахуй. И нахуй они не нужны, блядь. Так. Курский депутат заявил, что мародеры воруют коров. Охуеть. Об очередном мародерстве в Курской области депутат облдумы Алексей Золотарев рассказал на подкасте «Без границ» 31 октября. По словам Золотарева, тысячи животных вывезли из фермы, которые обстреливали ВСУ в более безопасную зону. После этого мародеры начали воровать животных с фермы и подсобного хозяйства у людей. Где конкретно находится ферма, депутат не сообщил. На шашлыки хули, жрать-то охота, наверное, блядь, там. Чё, блядь, мясники появились, нахуй, да? Как говорится, людей уже заебались, блядь, нахуй, кушать, блядь. Теперь уже на коров перешли. Ну, пиздец. Суки, нахуй. Дичи. Голодные дичи, нахуй. Так. Так, окей. Переходим на другую тему. Так. Как раз сейчас вот до этого эфира списывался Башкортостан, блядь. Ну, с одними блогерами, короче, да, семья блогеров. И она мне ответила: извините, конечно, но у меня немного другое направление, и эта тема для меня не актуальна. Надеюсь, вы меня поняли. Короче говоря, Башкортостандагы, Татарстандагы блогерлардан кутак-то нахуй сұрарға керек түгел. Потому что кутакны да олар жәлләп бирмәскә могудлар. Короче говоря, шайтаны, блядь, эти блогеры все, Башкортостанда да, Татарстанда да, они, которые пытаются, блядь, на национальной почве играть, нахуй, это все пидоры, нахуй. Пидоры, нахуй, московские манкурты, нахуй, это все, как говорится, они вот это любят, они не могут, нахуй, перешагнуть своего, так скажем, эго, наверное, свою вот эту шаблон свой пидорасический, потому что они бабки потеряют, если эту тему подымут, засунут их нахуй куда подальше и так далее. Ну, даже не в этом суть. Я им сказал, чтобы они, я голосовой им кидал, они мне только пишут, они боятся даже голосовой скидывать мне. Я им сказал, нахуй, чтобы эти пидоры, нахуй,
грубо говоря, блядь, просто дали доступ моим каналам ихней аудитории, блядь. Мне всего лишь это нужно было, чтобы Башкортстан bilan Татарстанның ішіне блогерларны кешеләре аркылы безне бүтән минем сөйләгән хәбәрләр шунда керсен дигәнем. Но алар, как говорится, даже на этом скупились. Вот так вот. Я сколько до этого, я помните, говорил, чтобы они мне написали, эти всякие блогеры, певцы, блядь, песню, стихи, короче, мин татарда, мин башкор деп. Нихуя, онарга да бермәделәр бит. Ну, короче говоря, с блогеров, нахуй, нам нечего иметь. Как говорится, будем всех расстреливать, всех блогеров, нахуй, будем хуярить. Не топили, нахуй, сейчас за Башкортостан с Татарстаном. Всякую, блядь, дерьмо показывают на своих каналах, нахуй. Хихи-ха-ха, у них, блядь, радость, нахуй, полные штаны, нахуй. Значит, мы их будем только мочить, нахуй. Семьями поголовно. Они семьи работают, семьи мы будем хуярить, нахуй. Бебейлярина оставим, а всех, блядь, после 18 всех будем хуярить. Потому что они нахуй не нужны. Лишний, этот, как говорится, әрем тамаклар. Безге кутака да кирәкмиләр. Потому что, исходя от этого, если Башкортостан или Татарстан будет независимым, они какой блог они будут вести дальше? Про Русню они там явно не смогут что-то писать. Значит, получается, мы их будем арестовывать за аккредитацию войны, аккредитацию независимости. Вот таким образом каждый блогер Башкортостана, Татарстана будет нахуй сидеть за решеткой. Окей, договорились. Вот примерно такая участь нахуй придет каждому нахуй. Каждому. Блогерлар, надеюсь, когда-нибудь меня увидят здесь нахуй, передайте им, блядь, пидорам, блогерам. Кто не хочет сейчас работать с нами нахуй, они пойдут нахуй на убой. Это не угроза, а это факт. Так. Внимание, на мусульман обращаются узким. Вот здесь что происходит? Давайте послушаем. Мусульмане какие, где, что? Опущенные стукачи. Алимович Меликов. Мы представители селения Ленинау Казбековского района. Все здесь стоящие ребята. Ленинау Казбекский район. Военная операция. Каждый из нас сначала Тихо, конечно, блядь. специальной военной операции принимает участие на передовых линиях, выполняя определенные задачи, специальные тыловые. Надеюсь, слышно. У нас с данного села на сегодняшний день около 400 человек принимают участие на специальной военной операции. У нас порядка 15 человек покинули нас на специальной военной операции. Человек 20 у нас на данный момент без вести пропавшие. Сегодня мы вынуждены обратиться к вам с помощью. У нас проблема такая. Сейчас мы стоим на землях, которые были выделены для семей участников СВО. Сегодня мы здесь собрались, чтобы поставить границы по межеванию, и каждый, чтобы отметил свой участок. С утра начали, работа идет, но по каким-то грубо говоря, по-ихнему чеченского народа собрались и снимают эти колышки, которые были забиты на каждом участке. Чеченский народ и какие-то дагестанцы. СВО сегодня выполняют задачи, приезжают на 30 дней домой отдыхать, приходят на свои земли, чтобы отметить свои границы. Те люди, которые находятся здесь и никогда не принимали участие на СВО и не планируют. Инде остановим. Добавлю свое. Карагыз, туганлар. Это Башкортостан и Татарстана тоже касается. Вы имеете в виду. Вы не думайте, что вы где-то там, блядь, нахуй на стороне. Это Дагестан и Чечня. Примерно до этого я помню, слышал такую хуйню. У них какой-то сыр-бор был, что какой-то кусок земли с чеченцев или дагестанцев внутри Дагестана. Что-то до этого лет 10 назад такая хуйня была. Сейчас. Ну, короче, вот это сыр-бор. Когда-то еще, блядь, нахуй я смотрел про это видос. Короче, смотрите. Да-да, чеченец здесь. Короче, смотрите. Короче, здесь хоть и чеченцы, хоть дагестанцы, это наши братья мусульмане, понятно. Но минус какой здесь, блядь? Башкир, блин, Татарда, да та же тема, нахуй, насчет земли.
Вы пидорасы все. По сути, вы пидорасы манкурты. Вы пидорасы. Каждая нация, нахуй. Каждая, блядь, нахуй, нация, которая, нахуй, не может за свою жопу ответить. И вы, нахуй, пошагастылары, нахуй, жалуетесь на ТВ, блядь, тиктокеры ебаные. Не зря вам, как говорится, все сказали тиктокеры, нахуй. Вы все тиктокеры, нахуй. Ладно, я, блядь, в тиктоке что-то снимаю, блядь, против вас иду, нахуй. Но, блядь, нахуй, вы реально, снимая вот это, блядь, опущенность, тут и написано, опущенные стукачи из Лениногорска какого-то, блядь. Вот эти, нахуй, стукачи, не знаю, кто им стукачами назвал, блядь, не знаю. Короче говоря, в итоге, короче, и та сторона, нахуй, по идее, нахуй, лашкамоны, блядь, нахуй, натуральные, нахуй, лохи Москвы. Вы, Башкортостанда, Татарстанда, Чечняда, Дагестанда, поехали убивать украинцев и на эти деньги хотите разбогатеть, купить земли, потом на этих кровавых землях, нахуй, хотите воспитать ишле семья. Ишле семья это как бы многодетские семья, блядь, как это было на русском, блядь, многодетная семья. Вы, мусульмане, борода до колен, блядь, ташагана хатля балада, и вы, гандоны сраные, блядь, таким образом выходите взрослые, блядь, нахуй, мужики, миннанда, нахуй, күчлілердір бегенде, и на это жалуетесь, блядь. И с какой битегіз, блядь, это делаете? С какой вы рожей, нахуй, такие дела делаете? До этого на днях только про узбеков говорил, которые умоляли Кадырова, чтобы ему отдали 1 800 000 и 3 ляма там что-то кинул какой-то нохче, блядь, или чеченец. Нохчик явно не кинет, а какой-то ушлепок чеченец, нахуй, кинул кого-то. И тут вы между собой, блядь, чеченец с дагестанцем не можете какую-то землю поделить. Вы же трупы. Вы же сами трупы, которые на 2 метра пойдете. На 2 метра вам... Блять, рост ваш, блять, пусть будет 2 метра, нахуй. Вот 2 метра, нахуй, могила вас ждет. 2 туда, 2 сюда. 2 метра вас ждет, блять. Эти земли, нахуй, как говорится, кому насыпь, тому насыпь. Если нет насыпа, не будет у вас, нахуй, этой земли и ничего, блять. Потому что вы на кровавые бабки, нахуй, пытаетесь купить, нахуй, которые... Так скажем, если вы еще останетесь живы, может, вы там будете что-то строить. Если вы останетесь живы, приехали, говорит, он говорит, блядь, на отпуск, и мы хотели накупить земель, но земель там не дали, что-то, это. Короче говоря, Башкортостан, Татарстан, еще раз я вам говорю, помните, рассказывал, как, блядь, в Москве один уебок, мой родственник, узбек, нахуй, поехал, блядь, на СВО, блядь, заработать на квартиру в Москве, блядь, нахуй. Не знаю, сегодня как раз таки об этом я спрашивал, но вроде молчат, говорит, значит, пока жив. Ничего не было, хабара не было, говорит. Ну, понятно, значит, альхамдулилля, пока жив, но, как говорится, я ему и жить, как говорится, скажу, не желаю, и не умереть не желаю, мне похуй на него, блядь. Вот после вот этого, то, что я услышал, мне до пизды до него. Итоги, говоря об этом, не отходя от кассы, вот такое унижение из Башкортостана с Татарстаном, нахуй, тоже до хрена. Если помните, нахуй, Ильдара Юмагулова, если помните, блядь, вот этот Корахалок, Алсынов, все потом засунулись, нахуй, по тюрягам. Итог какой? Итог плачевный. Это опускание, нахуй, народа. А потом все, кто там лишнее что-то вякнул, закарахал и пошел, блядь, в тюрьму. Короче, все одинаково, одинаково, все одинаково. Короче говоря, ничего не меняется. Просто сценарий другой. Здесь про землю, а там было про Куштау, то же самое земля, нахуй. Просто гора. А здесь про землю какой-то 25 соток, наверное, 30 соток им выделили, наверное. И вот на этого сыр-бор идет. Короче, надеюсь, я донес вам более интереснее. Послушаем дальше. Они приходят сюда и снимают эти метки. Почему так происходит? Почему этих людей военкомат не привлекает, не проверяет и не отправляет в зону проведения СВО? Потому что там находятся ребята. Я по себе знаю, на первой линии очень большая нехватка кадров. Очень большая. Там люди востребованы.
Если Дагестанский эти люди акцент. позволяют себе творить такие дела, снимать просто ковышки с земель, значит, им здесь делать нечего. Значит, этих людей можно привлечь. Этих людей нужно отправить на СВО. От них там будет какой-то толк. Уважаемый Сергей Алимович, к вам большая просьба. Принять во внимание Я не могу наши понять, обращения, Сергей разобраться, Алимович, почему кто его эти ебал люди, и кто его они, рожал? такие Сергей делают. Алимович, блядь. Вот, например, если взять, когда участки раздавали, не обделили никого. И чеченский народ получил свои участки, и аварский народ. Всех О, аварцы, бля, мои любимые аварцы, которые участники СВО, орут то, что которые они, сейчас блядь, здесь стоят, эти, вот они дотационщики. все здесь сегодня могут вам подтвердить. Мы сюда пришли, чтобы отметить свои границы. Вот за нашей спиной собрались люди чеченского народа. Они снимают эти ковышки. Но никто ничего не делает, никто на это внимание не обращает. Почему эти люди занимаются такими делами? Также я хочу обратиться к военкому Казбековского района. У главы администрации есть список, есть поименной список всех жителей села Леннау. Хотим, чтобы подняли эти списки, проверили, почему эти люди не принимают участие в специальной военной операции. Почему ни один человек из них на данный момент там не находится? Почему они здесь? Так, прочитаю комментарий. Спасибо вам, что рассказываете правду. Класс. Восклицаю. Многие этого еще не понимают. Украина столетиями борется за свободу. Эта война будет решающей. Слава Украине, слава героическому народу Украины и ВСУ. Олга! Украина, Олга, Башкортостан, Олга, Татарстан, Ичкерия, Дагестан. Как раз к этой комментарии пока вспомнил. Вот я буду вспоминать и буду говорить. Добавлю. Речь, это видос, запись. Пока не забыл. Короче, смотрите. Башкортостан, Татарстан и всем. Особенно Украине. Ника тоже тут, да, Ника не ушла. Как раз эту тему я сегодня говорил в Телеграме, чтобы не забыть. Вот сейчас вспомнил. Буду говорить на русском, чтобы вы поняли. Тема такая. Украинцы. Я до этого уже озвучивал в ТикТоке, уже где-то, я не знаю, в мае я открывал ТикТок, вот с тех пор озвучивал. В Ютубе до этого говорил, первые времена. Такие маленькие ролики, вот с окна выкрикивал. Еще где-то говорил. Но так и меня так послушают, но никто как бы огласки не дал. Кто-то сказал, с кем-то надо встретиться, я так и не нашел. Короче, с кем встретиться, я не помню. Пишите в телегу. Итак, украинцам заявляю, Зеленскому передайте, чтобы или со мной он встретился, или, я не знаю, его пусть какой-нибудь пешка, пусть со мной встретится, я не знаю, какой-нибудь там рядовой какой-нибудь, похуй кто. Такая речь. Башкарлар, татарлар тоже, чтобы это слышали. Пока Зеленский пытается победить сам в одиночку Украину, он будет просить до тех пор, пока он нахуй, не знаю, не позеленеет, не посинеет. Потому что Башкортостан с Татарстаном в такой же ситуации, которая хочет, как говорится, отделиться, но у него нету ни денег, ни людей, ни оружия. Поэтому требую украинцев, я не прошу у турков, потому что турки нахуй нам не нужны. Прошу украинцев услышать и дать мне поговорить с кем-нибудь возможность, чтобы я эту мысль донес. Или донесите мою мысль, я не знаю, как скопируйте эти мои слова. Донесите мысль Зеле, там, руководящему этой инстанции, чтобы Башкортостан с Татарстаном ждет конкретной помощи. Только таким образом, с правого фланга, когда мы зайдем, блядь, победа будет за нами, за всеми. Пока вы будете биться только в одно ебало с русней, вы заебетесь. Почему? Потому что вы бьетесь с моим народом. Вы не с русней бьетесь, а башкир-татар, блин. А башкир-татар никогда нахуй назад не отходил и не отойдет. Поймите это. Они никогда нахуй не отойдут.
Никогда. Это такой народ. Ему приказали, он пошел. Ему похуй за себя. Поэтому вы должны это осознать и услышать, блядь, мой призыв конкретно. Выведите это нахуй везде, по тиктокам, везде, везде. Мои тиктоки, меня, вот эти слова, конкретно, блядь. Я сегодня тоже был дохуя услышан в новостях, что Америка там мнется, блядь, Европа мнется, все мнутся, что происходит. Каждый день мою территорию, моей тети, Харьковскую область долбят. Заебало меня это все. Короче говоря, срочно нужно вводить нахрен войска в Башкортостан с Татарстаном. Только тогда можно будет нахуй разъебать эту Москву. Только тогда. По-другому никак. Конечно, я когда эту тему осуществлю, надеюсь, тогда уже и Ичкерия, и Дагестан тоже, само собой, с нами зайдут. Вот только тогда мы сможем это провернуть. Поэтому давайте максимально насчет этого подымем вопрос. Соединяйте меня с этими вышестоящими лицами. Давайте будем говорить. И будем обсуждать эту тему. Все, вот эту тему я поведу сам. Я лично выйду со всеми на связь, поведу я сам. Найду людей даже. Найду людей, которые за мной пойдут. Найду людей. С вас оружие и место дислокации, чтобы ближе было к Башкортостану, Татарстанам. Я не знаю, блядь, туда с парашютов будем скидываться нахуй. Или ковер-самолет нахуй, я не знаю. Любым способом надо войти и, как говорится, надрать, как говорится, узкожопым зады всем, блядь. Во-первых, зачистка Башкортостана с Татарстаном будет, потом пойдем на Москву, 1500 километров. Марш-бросок нахуй. Это будет нахуй 24-й год или 25-й год, когда мы, как говорится, точно, блядь, дойдем до этого, так скажем, решения. Мы должны пойти. Все. Вот это заявление, пока я не забыл, сказал. Прошу, как говорится, распространить. Спасибо. Собираются, Слушаем наводят дальше. смотр, снимают Сейчас помощи, почитаю. которые забиты на участках. Что они этим хотят добиться? Мы хотим, чтобы вы вмешались Контакты? лично и проконтролировали. Украина этот уже процесс. справляется? Потому что я сегодня здесь стою, разговариваю. Контакты я есть у меня, обращаюсь к пишите. вам. Завтра меня могут похоронить. Да, И моя Ника Зеленский трубку пусть возьмет срочно. Как говорится, Франция, Макрон на линии. Не Украины оружие до хрена. На Украины, не Украины оружие до хрена. Каждый из нас с начала проведения специальной военной операции принимает участие Молодец, на передовых Алга линиях. Алга илим. Само собой, татарлар, башкортлар, Алга. Главы всех видов. У нас с данного... Короче, понятно. Вот это ощущение стукачи от Ленинаула, Акташ Ахуя. Ахуя. Вот эти ахуи, короче, что-то на друг друга бычатся. Но суть, как говорится, упали, как говорится, в моих глазах нахуй. Заебали. Так. Зелье это временно, у нас решает народ и армия. Тогда давайте с народом и армией буду говорить я. Давайте предложите наше предложение, которое конкретно возьмется. А то там ебутся там пару человек, рота башкорт. Но это мало. Это мало. Нам нужно войти конкретно с оглаской. С оглаской, блядь. А не так, что рота башкорт принимает каких-то людей по каким-то, блядь, критериям. Нахуя эти критерии? Брать будем всех нахуй. Все пленные, добавлю, все пленные из Башкортостана, с Татарстана идут с нами. За ихний косяк они будут отвечать вот теперь на Москву. Вот которые берете пленных, башкортов, татаров, берите пленных. Много берите их нахуй, всех подряд нахуй. Они пойдут нахуй на Москву первым, как говорится, партией нахуй. На первой линии нахуй. Под присмотром нас. Только таким образом нахуй будет, как говорится, ихнее, как они говорят, блядь, когда отправляют из тюрьмы. Отбеление, что ли, очищение, блядь, нахуй. Ну вот, очистим вас мы от грязи, нахуй. Вот этих манкуртов, которые пришли уже на Украину. Только таким образом. Помощь есть от многих, но есть много факторов, которые не буду озвучивать. У нас воюет 3-й батальон чеченцев, очень много других народов, спасибо им.
Нет, нет, понимаете, нет. Вот я понимаю, и башкиртов там чуть-чуть есть, и татар есть, это Сибирь нахуй есть, блядь. Нет, 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 вы не можете понять этого. Нет, нет, нет. Это тематика другая. Вы не можете понять. Вот это то, что там идет, вот это идет. Пусть она идет, она вместе с вами миксованно идет. А наша цель, именно Москва. Вам же нельзя выходить. Вот вы мне конкретно скажете, вам же нельзя выходить за территорию. Вы же до Курска только пока вышли. Дальше же вам нельзя идти. Команды ФАС не было же с Америки, с Европы. Поэтому команда ФАС и команда нахуй нам не волнует. Мы, башкиртлар, татарлар, идем на Москву. Мы, как бы, в кавычках, россияне, которые и смело мы можем идти. Нам Америка, Европа нипочем. И Украина, и Турция, нахуй нам никто не нужен. Нам просто нахуй нужно, блядь, оружие, боеприпасы, блядь, поддержка, блядь. Все, вот это нам надо. Только не из Турции, нахуй. Нам нужно то, что, блядь, нахуй, чтобы разъебать Москву. Все, и все, мы идем нахуй. Другого варианта нет у нас. Нам не надо спрашивать, можно ли бомбить Москву, нельзя. Мы сами себе хозяева, блядь. Мы, блядь, хозяева этого земли, блядь. Все рашки, блядь. Все рашки, нахуй, мы земли, наши земли, нахуй. До Москвы, нахуй, до Рязани это наши земли, нахуй. Вас всех, блядь, загоним, нахуй, в Москву, блядь, и закроем, нахуй, запечатаем, нахуй, на 200 лет. Суки, чтоб сдохли там, блядь, пидоры, нахуй. Может, потом после вас появятся более нормальные, нахуй, сука, финно-угры, блядь. Более обдуманные шаги потом начнут делать, спокойно жить там, нахуй. Чесаться не будет у них жопа, нахуй, потом. Сука, чтоб переть на татар и башкиртов. Понимаете смысл, что? Вот в чем проблема. Поэтому мы должны, блядь, не зацикливаться на Украине. На Украине есть свои. А мы идем дальше. Нам нужен проход. В идеале Куандыкский коридор. Нам, по сути, и Украина не нужна. Нам нужен Куандыкский коридор, который, блядь, будет, нахуй, нашим входом, чтобы, блядь, дойти до Москвы. Все, у нас свои земли есть. Нам, по сути, Украина не нужна. Нам нужна, блядь, поддержка вот этого положения. Нам кому опереться? Некому. Потому что все, блядь, богатые татары, башкиры не хотят выделять деньги на оружие. Не хотят. Даже не хотят вон связываться, блогеры сраные. Не то, что там оружие, блядь, нахуй. Они даже слушать меня, нахуй, не хотят. Боятся, потому что им, блядь, своя шкура и деньги интересуют. Они едут на войну за денег, нахуй. Деньги им нужны, понимаешь, блядь. Бедные они в Башкортостане, в Чечне. Вот так вот. Так, ладно, тут комментарий до хрена так стало, я не могу понять, что за проход ему надо. Да. Комментатор Цинкемюзе вообще. Что за проход нужен? Пройти на территорию Куандыкского коридора. Ты, наверное, новичок здесь, не поймешь? Ну, там вам тебя объяснут сейчас, объяснят люди добрые. Что за проход нужен? Мы же через Украину, нахуй, не пойдем, наверное, на Уфу, блядь. Нам же легче в Куандык зайти сразу. Или, говорю же, парашют нам нужен, блядь, чтобы спуститься, блядь. Нам надо сперва ёбнуть Хабирова. Хабирова ёбнуть, власть Башкортостана в руки взять. Потом Татарстан ебануть. Миниханова в жопу отыметь. Потом дальше уже пойти, понимаете? Вот в чем прикол. Нам Москва-то сразу нахуй нам нужна, блядь. Сперва свои территории надо зачистить нам, блядь. Там дохуя узкожопых. Их мы будем чисто нахуй зачищать, блядь. Как они зачищают на Украине украинцев, так же мы будем зачищать узкожопых. А то мне один пишет, я с Башкортостана, русский, что ты хотел, мы живем дружно, блядь. Хуй вы дружно живете, гандоны. Крестный ход нахуй сегодня ходил, что это дружно? А? Что это дружно? 1552 не провели? Это дружно? Салавата Юлаева памятник убирает, это дружно? Узкожопые, где дружба? Гниды! Дружба у вас только нахуй самотык Путина. Вот самотыки свои из жопы вытащите. Через 100 лет может, блядь. Может потом можно будет с вами дружить. Когда перестанете в самотыках нахуй ходить, блядь. В заднице.
от Путина. Так. Тут что? Медицина здесь бессильна. Что тут творится? На празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде россиянам, в том числе детям, показали муляж убитого солдата ВСУ. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Друзья, к нам обратились воины 82-й отдельной десантной штурмовой бригады. Ну, короче, это спрос. И тут комментарий. Лучше бы показали муляж срущего чемодан пыню. Сука. Хуею, блядь. Понятно, короче. Да, детям, блядь, трупы, короче, какие-то муляж показывают, блядь. Вообще ебанутые, нахуй. А им дети не нужны же. Им дети не нужны. Они что, блядь, у них рожалка, нахуй. Вы что, блядь, нахуй? Дефицитная, нахуй. Одного родят и говорят: я родила, нахуй, пизда порвалась, блядь, больше не буду рожать, блядь. Типа так ноют, блядь. Какие им, нахуй, дети, блядь? Вон они, блядь, в Китае усыновят кого-нибудь, нахуй, из Китая, блядь. Их дохуя там, блядь. Возьмут какого-нибудь, нахуй, 30-летнего ребенка, блядь, в армию. Так. Так, идем дальше. Что там? В Грузии начались масштабные протесты. Украина хочет мобилизовать 500 тысяч. Чего? Украина еще хочет мобилизовать 500 тысяч. Откуда возьмете? Кстати, как раз моя тема. 500 тысяч украинцев. Вы откуда возьмете людей-то? Как раз таки Бог помощь. Мы вам помощь. Так что берите нас. И мы пойдем. Но только не на Украину мы пойдем. А мы пойдем через Уфу на Москву. Если вот такой расклад устраивает, давайте. Я завтра уже выезжаю на сборы. Так. Майя Санду, уникальный президент для СНГ, получает зарплату 850 евро. Живет в своей двухкомнатной квартире. В обычном многоквартирном доме отказывается от президентской резиденции ради сокращения расходов на себя. Странный какой-то президент. Вот у Хабирова 2 резиденции. И при зарплате от 6 тысяч евро не платят за коммунальные услуги. Ну да. У Хабирова 6 тысяч евро, оказывается, зарплата, блядь. Мы узнали. Нельзя всех забаню. А как модератором ставить? Я не умею их ставить. Куда нажимать-то, блин? Мне бы еще научиться модератором ставить. Если, наверное, в начале надо его ставить, а вас же в начале нету. Где вас искать в начале? Хз, блядь. Так. Так что, туганлар, мына шундый хәл. Так, татарлар, башкортлар бармы мында вообще? Юкмы? Атакамс и Химарс вам помогут, башкурт баурлар. Да. Поэтому я его говорю, блядь. Нам, Ника, вот реально я тебе говорю, передай своей власти. Ты же в Киеве, передай. Пойди весточку напиши там. Скажи, вот этот канал, вот этот, блядь, башкурт нахуй, хочет, короче, связаться. Иди, сходи в ментовку, любой тебя услышит. Сходи в ментовку там, я не знаю, куда-нибудь, сходи куда-нибудь в Киеве. Прям завтра же, когда там. Скажи то, что я хочу вот такое предложение сделать. Пусть они нам помогают. Пусть не ищут где-то там людей, блядь. Вот мы есть. Пока, конечно, я один, конечно, но я есть. Как говорится. Все это, как говорится, я из Татарстана. Ога Татарстан! Урысларны сигерге, блядь. Біз татарлар һәм башкортлар. Урыс тугель, вот это запомните, блядь. Без шукунган тугель нахуй. Так. Призыв к Навальный и Яшин. Поддержите военную помощь Украине.
Послушаем вот это. 17 ноября в Берлине Юлия Навальная, Владимир Карабурза и Илья Яшин планируют провести большую антивоенную акцию. Требования этой акции: российские войска вывести из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политических заключенных. Ну, требования совершенно замечательные, я к ним полностью присоединяюсь. Также я хочу отметить положительное, то, что, ну, как минимум один из организаторов этой акции, Илья Яшин, заявил, что... Если вам надо помочь, то точно на вас рассчитывать не будут. Самим себе надо помочь. Нет. На нас рассчитывать не надо. С нами надо, как говорится, работать. Расчет, как говорится, все от Аллаха. А с нами надо работать совместно. Вы Зеле вот сказали же, вот 500 тысяч, короче, набрать. 500 тысяч он где? В Африке будет набирать? Русне тоже так же набрать надо кого-то. Всем надо набирать. Поэтому я и говорю. Если, как говорится, рассмотреть это с другой стороны, с правого фланга, то Башкортостан с Татарстаном реально, как говорится, вам поможет. Реально вам поможет. Потому что мы хотим выйти, значит, как говорится, насчет этого мы уже в интересе. И если мы хотим независимость свою, значит, мы уже, как говорится, с вами можем сотрудничать. А вы просто ищете где-то там, за морями, в Америке, там, в Европе что-то, но никак не можете достучаться до них. Ну, пытаетесь, но, как говорится, не получается конкретно. А когда вам что-то дают, значит, нужно выполнять. И поэтому, чтобы его донести и выполнить, нужно, как говорится, связаться с нами просто. Мы, как говорится, выполним все. Просто, как сказать, наверное, все-таки, вот мы-то болтаем между собой, да, ведь? Не тот контингент, наверное, просто тут сидит. Военные на войне, а мы просто говорим, как говорится, мечты свои, которые никак не можем осуществить. Ладно, послушаем дальше. Что лично он не собирается нести флаг страны-агрессора. Ну, которая, кстати говоря, во многих европейских странах вообще... Тут пишут. СБУ и ЗСУ, обратите свое внимание на диаспоры в России. Они вам помогут 100%. Вот я и говорю. Вот, видите, вот люди здесь вот нормальный совет дают. Минки лишаем шуном, блин. Я же вам говорю. Только мы можем обуздать свой народ. Вы не можете понять. Башкирты и татары, украинцы не обуздают. Не обуздают. Вот это вы поймите. Вы не обуздаете ни чеченцев, ни дагестанцев. Не обуздаете. Оно будет, как вы говорите, орки. Орки будут идти. Потом за ними еще корейцы будут идти. Потом, может, еще Китай будет идти. Все. И не станет Украины, блядь. Поэтому я считаю, кабениться тут не надо. Надо конкретно дела делать. Может даже, блядь, если бы сейчас подключились, вот, допустим, да, по такой тематике, да, ведь, а может уже, блядь, 1 января, нахуй, мы бы уже, как говорится, грубо говоря, сидели бы в Кремле, с Путиным чай пили бы, нахуй. Ну, конечно, у Путина в жопе, нахуй, был бы уже какой-нибудь, нахуй, ёршик, блядь. Ну, конечно, примерно так. Но, увы, не хотят же помочь, не хотят. Ладно, послушаем вот эту вот активатику. Запрещен. Но вообще, честно говоря, сама идея взять российский триколор в руки и идти с ним по Берлину, где живут тысячи украинских беженцев, которых вот под этим флагом пытали, убивали, насиловали. Это, мягко говоря, наплевать на чувства украинцев и, мягко говоря, совершенно наплевать на то, что Украина сейчас сражается с путинским режимом. Но давайте вернемся к требованиям акции. Российские войска вон из Украины. Вот как вы считаете, кому обращено это вон? Но вот Владимир Путин, услышав от рассерженных тысяч россиян, которые вышли в Берлине и произнесли громко это требование. Вот засыт ли Путин, испугается ли и выведет ли свою оккупационную армию с территории Украины?
Ну, вот, честно говоря, мне кажется, что очень маловероятно. Так давайте подумаем, ну, кто может реально выгнать российских оккупантов с территории Украины? И мне кажется, честно говоря, ответ очевиден. Сделать это может на сегодняшний день только сильная украинская армия. И в том числе российские добровольцы, которые сейчас воюют в составе Збройных сил Украины. И когда один из организаторов этой акции, Юлия Навальная, в одном из интервью начинает говорить, что она не уверена, стоит ли давать Украине оружие, то, честно говоря, это антивоенная акция становится, мягко говоря, странной. И я обращаюсь публично к организации. Здесь узкожопый слева пишет. Слева в Ютубе что, никого нету? Ну что, собака, страшно стало? Уже не знаешь, куда и метнуться? Игорек, блядь, Игорек, нахуй, ёпта, нахуй, пидорёчек. Я-то уже метнулся, ёпта, если я не метнулся бы, нахуй, вы бы там меня уже давно, нахуй, ёбнули бы. Ублюдки. Я вот именно доношу башкирт, блядь, татарға, чтобы они, блядь, ебли везде вас, нахуй. Узкожопых, нахуй. Они сегодня позволили, блядь, пройтись по крестному ёбаному ходу вашему. Этого не должно быть в следующий раз. Этого вообще не должно быть. Поэтому будем идти до тех пор, пока вы, нахуй, не сгинете, нахуй, с Башкортостана, с Татарстаном, блядь. Куда хотите, туда ебашьте, пидоры, блядь. Но у вас не должно быть там, блядь. Нигде, нахуй. Поэтому имейте в виду, что крестный ход в Башкортостане, в Татарстане, это уже, блядь, нахуй, перейти все рамки, блядь. Все рамки перейти, блядь, нахуй. Что, блядь, не уважать национальные, нахуй, территории. Понимаете смысл? Поэтому, нахуй, вы не можете себе, блядь, просто как-то, блядь, донести, наверное, что ли, блядь, что вы уже преобразили, нахуй, всю Россию, нахуй, этим узким миром, блядь. Но это не так. Внутри-то, как мы-то, людей дохуя, просто они боятся, молчат. Но мы-то, которые уехали, не будем молчать. Потому что мы-то в демократической стране. Тут как раз-таки об этом и нужно разговаривать. Чтобы вас разъебать полностью. Расчленить, нахуй, эту рашку-фидорашку, блядь, нахуй. Которая, нахуй, создала, блядь, империю, которую, нахуй, никак не можем разъебать, блядь. Потому что наш народ, манкурт, вот этот манкуртский народ, блядь, внутри нас, и дает, блядь, о себе знать, что они, блядь, нахуй, стоят как стукачи, сдают нас, нахуй, и так далее. Кстати, сегодня почему-то в Уфе какие-то сколько-то вагонов, нахуй, ушли, блядь, из рельсов с углем. А может, это все-таки диверсия? Где-то пишут в комментариях. Мне это понравилось. Поэтому, как говорится, побольше бы таких диверсий. Уходили пусть, нахуй, вагоны, которые гонят, нахуй, военную технику, блядь, нахуй, по этим рельсам, блядь, на Украину. И так далее. Взрывать, нахуй, аэропорты. Взрывать, нахуй, все, блядь, нахуй, заправки, хуявки, нахуй. Ну, конечно, можно и с людьми, а можно и без людей, нахуй. Но главное, нахуй, ущерб. Создавать колоссальный ущерб по всему Башкортостану с Татарстаном, блядь. Чтобы они начали понимать, что же творится? Чтобы они потом, нахуй, начали шелестеть и смотреть YouTube-каналы, нахуй. Наши каналы, блядь. И вникали, что, блядь, нахуй, речь идет о независимом Башкортостане с Татарстаном, а не о том, что вы, нахуй, гниды узкожопые, будете проводить у нас, блядь, на моей Уфе, блядь. Я из Уфы, гондоны, нахуй. Вы проводите, блядь, у меня крестный ход, гондоны, блядь. Я мусульманин, и вы, пидоры, блядь, на моей земле вот эту хуйню делаете, блядь. Да, потом сейчас начнутся говорить, блядь, говорить, хуль ты ругаешься, нахуй, туда-сюда. Знаете, одну вещь, блядь, нахуй. Крестный ход, блядь, и ругание, нахуй, оно вообще противоположные вещи, нахуй. Противоположные. Вы, получается, со своим крестным ходом, блядь, пытаетесь, нахуй, напугать, блядь, своим ходом, блядь,
башкиртов и татар, мусульман на своей земле, что вы, блядь, нахуй, узкожопые, нахуй, выше всех, блядь. А мы никто, нахуй. Мы рабы, нахуй. Нихуя этого не будет. Пока я жив, нахуй, этого не будет, нахуй. Ну все равно мы дойдем до вас, нахуй. Умрем, но нахуй. Разъебем всю, нахуй, эту Русь, блядь, ебучую. Не будет этого, нахуй. Повод ваш был, блядь, в Грузии. Повод был, нахуй, в Киргизии. Поводов дохуя вы создавали. Но вот этот окончательный повод вы сами себе, нахуй, топором ноги рубите. С Украиной. Вы сами себе создали эту почву, нахуй. Это будет пизда ваша. Это ваша последняя пизда, нахуй. Другого варианта у вас уже нет. Уже вариантов нету. Дальше Украины вы не попрете. И тут потом как раз таки речь была такая еще. Здесь охуенно услышал такую тему, что Украина сдержала, оказывается, Молдавию тоже поход Путина. Поэтому Молдавия, если молдаване тут есть, должны, блядь, ноги целовать, нахуй, украинцам, что эта война не дала, нахуй, с Одессы перебраться, нахуй, в Приднестровье и так далее, и попасть в Молдавию. А то давно бы уже там танки стояли в Молдавии Путина, блядь. Понимаете смысл, молдаване? Поэтому сейчас вся эта война, нахуй, связана с всеми нами, кто был в СССР. Все в этом повязаны. И Грузия, и остальные. Все повязаны. Поэтому вы должны осознать, каждый народ, начиная с Узбекистана, Таджикистана, должны осознать, что это наша общая война, нахуй. Хоть вы 1000 раз, нахуй, там будьте независимым, нахуй. Но вы все равно, блядь, зависимы, нахуй. Подметаете Москву, нахуй. Пытаетесь вымести бабки оттуда. Но нихуя у вас не получается. Ходите гуськом, нахуй. Потом вас чмырят, нахуй. Пизды дают, отправляют, нахуй. Вон таджика одного держит уже с 3 детьми, нахуй. В каком-то Сахарове, наверное, или где-то в другом... каком-то регионе России, блядь, в обезьяннике, нахуй. Холодные полы, все холодное. Вот показали такое даже. Так что издеваются уже сколько-то там времени, они там торчат, блядь. То ли год, то ли сколько там живут они. Так что вот такая участь вам нужна, да? Азиатам и другим. Поэтому башкирт, блядь, татар должен осознавать сейчас каждый шаг, который творится, блядь, и записывать себе в мозги, что, блядь, рано или поздно мы это разъебем. Пусть это будет Руслан Габасов, пусть будет это я, Кашапов, разницы нету, Руслан Айсин, разницы нету. Любой, кто не был бы после нас, должен это понять и услышать. Записи это остаются, рано или поздно оно будет прокручиваться, как я вам вчера там песни пел, как говорится, в этом в ТикТоке, что видел какие-то клипы, нахуй, 15 лет тому назад загружено туда, блядь. Татарские песни 15 лет назад загружены. Так что и это останется. YouTube, если не сгинет, нахуй, и это останется. Так что будете смотреть, нахуй, вспоминать. Если я сдохну где-нибудь. Вот так вот, туганлар. Комментариев очень много, честно, не успеваю отвечать. Но, Матакя, заходи-ка, слева тоже зайди, там что-то дохуя пидоров там сидят. Вычисти-ка их. Что там они хотят, блядь? Слева тоже кто-нибудь пусть садится из нашей темы. Так. Орстан Фазыл. Когда Ванга сказал, что СССР распадется в 1979 году, все смеялись. Россия тоже скоро распадется. Иншаллах, иншаллах. Ванга, конечно, тоже Аллах Та'алям тугленда, но иншаллах пусть так будет. Главное, распад, я, как говорится, молюсь за распад, блядь. Распад, только распад. Только распад. Георгий Ингрия. О, Ингрия, Георгий, Ингрия. Это Ингрия, где Петербург, что ли? Георгий, Ингрия. Вот Ингрия тоже хочет, как говорится, само собой, свои земли взять. Петербург, это Ингрия, короче говоря. И само собой мы хотим, чтобы Ингрия тоже появилась. Как говорится, мы будем уже не в Петербург, не Пидербург нахуй ездить, а в Ингрию будем ездить. И его всякого они назовут по-другому, потому что, как помните, я говорил, Петр по-марийски будет Педр. Педр,
Понимаете, педер не так больно звучит, да, блядь, педер. Поэтому Петербург не хотелось бы ездить, блин. А вот в Венгрию мы поедем, иншаллах. Давайте послушаем вот эту активатику. Этой акции. Юлия, Илья, Владимир, скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что именно украинская армия в состоянии выгнать российских оккупантов из Украины? Понимаете ли вы, что для этого украинской армии нужно современное оружие, и в том числе дальнобойное оружие в состоянии поражать центры наведения ракет на территории России? Понимаешь ли ты, Юля, что уничтоженный современным дальнобойным оружием на российской военной базе российский бомбардировщик, это значит, что будут спасены жизни детей, по которым не будет выпущена русская бомба. Это значит спасенные жизни мирных украинцев, на головы которых сейчас падают российские бомбы. Это значит, что не будет жертв. Это значит, что не будет уничтоженных детских больниц. Современное вооружение для украинской армии означает тысячи сохраненных жизней, тысячи жизней украинских женщин и детей. Дорогие организаторы акций, Юлия, Владимир, Илья, вы это понимаете или нет? Я считаю принципиально важным для вас, организаторы акции в Берлине, публично высказаться в отношении поддержки украинской армии и российских добровольцев, которые воюют в составе украинской армии. Но прежде чем вы выскажетесь, я хочу вас честно предупредить. Если вы всерьез начнете поддерживать украинскую армию и российских добровольцев, которые воюют в составе ЗСУ, то вы имеете хорошие риски стать экстремистами и террористами. Против вас могут быть сфабрикованы уголовные дела. Вот на днях 5-е уголовное дело было сфабриковано против меня в России, и я арестована заочно. Но это еще не все риски. Сейчас вы ходите по высоким западным кабинетам и, конечно, сильно ругаете Путина, но ни словом нигде не говорите про помощь украинской армии. И как только вы упомянете про требование помощи, реальной помощи украинской армии, вот тут-то вы можете потерять свою комфортную жизнь, вы можете потерять западных доноров и вот эти встречи с западными политиками. Потому что для западных политиков такие требования не очень-то приятны. Но хождение по этим высоким западным кабинетам и раздавание интервью с критикой Путина без требований дать нормальное вооружение украинской армии ни на йоту не приближает ваше же требование вывода российской оккупационной армии с украинской территории. Чем меньше военной помощи получит Украина, тем больше украинских территорий будет оккупировано, тем больше политических заключенных будет брошено в тюрьмы, тем больше мирных украинцев отправятся в пыточные, тем больше российская армия бросит ракет и бомб на головы жителей Украины, тем больше будет смертей. Я прошу организаторов акции в Берлине Юлию Навальную, Владимира Карамурза и Илью Яшина публично высказаться по вопросу военной помощи Украины. Мне очень интересно, что вы выберете – комфорт или реальное сопротивление путинскому злу. И я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Без ваших донатов и без вашей помощи дальнейшая работа медиапроекта «Активатика» невозможна. Дело в том, что из-за активной помощи Украине мы лишились финансирования, и теперь только благодаря вашим донатам мы можем продолжать нашу работу. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, и большое вам спасибо. О, интересно. — 17 ноября в Берлине Юлия Навальная, Илья Яшин, Владимир Карамурза
планирует провести антивоенную акцию с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных. Требования абсолютно актуальны, и я к ним полностью присоединяюсь. Но, как вы считаете, засыт ли Путин, увидев тысячи россиян на антивоенной акции в Берлине? Кинется ли он выводить войска из Украины от ушедшихся антивоенного шествия? Когда один из организаторов Юлия Навальный накануне антивоенной акции в интервью заявляет о том, что не уверена, стоит ли давать Украине оружие, антивоенная акция становится странной. Юлия, Илья, Владимир, скажите, кто, если не сильная украинская армия с нормальным современным оружием, в состоянии выгнать российских оккупантов из Украины? Понимаешь ли ты, Юлия, что уничтожен на базе благодаря современному западному дальнобойному оружию российской бомбардировщик — это сотня спасенных жизней. Поэтому я очень прошу организаторов акции в Берлине публично высказаться по поводу военной помощи Украине, поддержки украинской армии и российской добровольцев, которые воюют в рядах ВСУ. Дорогие друзья, напоминаю вам, что в связи с активной поддержкой Украины сейчас наш медиапроект не имеет иного финансирования, кроме ваших донатов. Пожалуйста, поддержите вашу работу. Ну, тут донаты, там что-то, короче. Вот так вот. Эстония, там, Таллин и так далее, короче. Ну, Активатика найдете, кому, как говорится, хочется донатить. Вот такая тема. Ну, все, я думаю, почти с ней согласен. Но, как всегда я говорил, что эти ушлепки, получается, нахуй, узкожопые, блядь, в Башкортостане, там, Татарстане, должны понять, что это наши земли. И в наши земли, нахуй, не нужно ходить со своим крестным ходом, блядь. Вот и все. Это раз и навсегда надо, блядь, вам зарубить себе в задницу, нахрен. Что вы, блядь, со своим, нахуй, крестом, блядь, нехуй ходить, блядь. Вспомнил как раз Рамилю Саитову, которая сносила ваши ебучие кресты, нахуй, по Башкортостану. Тоже засунули то в дурку, то туда, то сюда, нахуй, засовываете, гниды, нахуй. После этого вы, пидоры узкожопые, нам друзья? Вы нам друзья? Вы нихуя нам никогда не были друзьями, гниды нахуй. Вы захватчики. Захватчики всей нахуй нашей территории. Вот и все. Сейчас вот вам, понимаешь, мало, блядь, Украину хотят, блядь, разъебать. Ублюдки. Молдова не товар. ЗСУ сорвали планы стареющего Путина. Безумный провал. Стареющий Папу хотел купить Молдову на ЗСУ. Но ЗСУ аннулировали сделку. Это фиаско, братан. Стареющий Путин хотел купить Молдову. Вот так вот. Давайте послушаем, о чем там речь. Стареющий Владимир Путин думает, что все продается. Ну и покупается. Он думает, что все продается, как его орки, которых он покупает за 2 миллиона рублей и отправляет в Украину на обнуление. Хотя в Курской области они обнуляются значительно дешевле, потому что им там не платят соответствующих доплат за СВО. Ну, тема не про Башкортостан, Татарстан, и про Чечню тоже. Путин потребовал купить ему Молдову. Но что-то... Мы про все. Мы здесь обсуждаем про все. Все против Кремля, короче говоря. Если все против Кремля, присоединяйтесь, как говорится. Мы вот топим против Кремля. Само собой, и против Кадырова. Мы против Кадырова, против дагестанских вот этих властей сраных. Короче говоря, мы за свободу. За Ичкерию, за Дагестан, за Башкортостан, за Татарстан и так далее. Против Москвы. Пошло не так. Давайте поговорим об этом, потому что на болотах вообще-то визг, крик и да, здравствует Курская Народная Республика. Администрации президента. А тут с администрацией президента все очень просто. Администрация президента это администрация стареющего Владимира Путина, который постоянно проигрывает на постсоветском так называемом пространстве. Хотя, еще раз, постсоветское пространство – это не политологический термин, а исторический. Ну так вот, нет, ну это просто безумный провал. Это могло бы быть феерической победой пророссийских сил. Если бы эти пророссийские силы были. А там есть, как всегда, у нас пророссийская слабость.
Я бы сказал, не пророссийская слабость, а российское безумие. Они хотят бомбить, убивать и при этом требуют, чтобы их любили. Значит, кто обеспечил победу Майи Санду во втором туре? Значит, результат, он налицо. Это, соответственно, 55 плюс с хвостиком процентов. За Александра Стояногло проголосовали менее 45%. Это убедительная победа. Так вот, кто ее обеспечил? Я утверждаю, что эту победу обеспечили все мы против Путина, украинские вооруженные силы, так сбройные силы Украины. Потому что если бы не украинская армия, то они бы не играли бы. Короче говоря, понятно. Я его слушал. Короче, про Молдавию там. Надеюсь, Санду выиграла? Нет, я так и не понял. Надеюсь, Санду выиграл, да? А тут пишут, выиграла, не выиграла. Хз. Так. Оказывается, смысл единства россиян – это ненависть к украинцам. Вот это я же читал вам. Репортаж в Нижнем Новгороде вместе со страной, погружающей на дно. Муляж мертвого украинца на праздничной выставке – это, наверное, самая красноречивая иллюстрация российского фашизма. Ну да. Система коммунизма и система вот этого путлерского режима – это полный ебанизм того, что в Кремле до сих пор там, да, лежит Ленин. И теперь у них мумитроль нахуй, понимаете ли, блядь, с украинцами. Получается, там Ленин был у них, блядь, теперь, блядь, садомаза, этот путинская нахуй система показывает мертвого, или там муляж, я не знаю, живой он, не живой, ну, пластиковый, какая разница. Но суть то, что, блядь, вот они как дичь, как будто бы, да, человека как дичь показывают. Они, блядь, понимаешь ли, убили там медведя, привезли и показывают на весь аул, короче, вот, смотрите, в Нижнем Новгороде, вот так вот. Это то же самое, если помните, в 1552 году, когда Казань текла вся в крови, по всей реке, по Волге, как всегда, я в тот раз тоже говорил об этом, плыли мертвые мужики, может там они детей, женщин убивали, может тоже, вдобавок они мертвые спускались завязывали их в бревна, на бревна какие-то, на плоты и спускали по Волге вниз, по Татарстану вниз, чтобы все видели там дальше, ниже Волги, там Ульяновск и так далее, все, чтобы они там видели, что Казань была захвачена и чтобы не рыпались нахуй. Понимаете смысл? Поэтому мы живем в 21 веке. Мы не должны вот такой всякой хуйне верить на это. Мы чисто ради Аллаха должны это делать. Ради Аллаха мы должны идти, просто идти на джихад. И все, идти на Москву как джихад. Вот реальный джихад это. Потому что они, вот, только что, вот видели, чеченцы с дагестанцами не могут поделить эту сраную землю, которую это разделил этот русский царь во времена царства, да, пидорасов. И вот с тех пор у них сыр-бор из-за какого-то нахуй огорода. Нахрена нам это надо? Это нам не надо. Мы когда, блядь, будем отдельной страной, мы разберемся. Этот чеченец, дагестанец разберется, татар, башкирт разберется, башкирт с казахом разберется. Все мы сами решим. Сядем, чай попьем, бишбарбак покушаем и все. Или джиджигал наш поедим с чеченцами, и тоже будет нормально. Проблем нету. Поэтому главное, нам раздолбать это шайтанское логово, вот это московское, понимаете? Только потом мы сможем возобновить свои там тысячелетние связи, в которых мы раньше жили. Понимаете, вспомним, как говорится, наших предков, как они жили дружно, как они, как говорится, уважали. Был везде мусульманство было. Вот, примерно в 900 году Казань приняла ислам. В эти времена нам нужно спуститься. Понимаете? Где не было Руси, не было этих узкожопых. Имеется в виду спуститься по отношениям. Они, конечно, в древности я вас не зову, как говорится, чтобы так не подумали. Спуститься именно таким отношением, где раньше был шелковый путь и так далее. Вот эти дела надо совершать, понимаете? Ну, между собой торговать, базар-мазар, вот так, короче. Вот эти моменты, чтобы на каждом шагу мечети были, как говорится, выходя, как где-то тоже, где-то постоянно говорят же, на этом пути
на шелковом пути, на этих территориях, то ли Тимурлана, то ли кого, с одного территории, допустим, начал движение, допустим, с Таджикистана до Чечни, девушка могла пройти сама, и никто ее не изнасилует по дороге. Вот в эти времена мы должны дойти. Мы должны создать эту ситуацию. Вот эти страны у нас должны быть в окружении нас. Чтобы мы могли между собой ходить спокойно, и никто нас не ограбит, не обует, не разденет нахрен. Телефоны не спиздят по дороге, блядь. Вот. А это когда будет? Когда каждый будет занят своим государством. В каждом государстве, когда будет истинный ислам, истинное вот это, блядь, лицемерие, вот этого дерьма, которое исходит там с наших, так скажем, в кавычках, блядь, этих имамов и всякой вот этой белоберды, которые читают Коран и не могут ответить за Коран, который они читают. Они, я не знаю, они, не знаю, даже у меня слов даже не списывается, они перед Аллахом станут, что, вот я служил царю русскому, но я не мог перед ним выйти, но я убивал своих мусульман. Примерно они вот так будут, наверное, отвечать. Вот эти все имамы в Башкортостане, Татарстане, Чечне, Дагестане, все они вот так будут. Но мы же не они. Мы же на такой грех не должны пойти. Мы же не они. Мы должны, значит, идти таким образом, что мы превзойти должны этих тварей. Потому что они опозорили нас возле этих узкожопых, не то слово даже, а перед Аллахом они пытаются нас воспитать в таком, в дерьмовом, блин, так скажем, положении, в котором сейчас мы находимся. Мы так не хотим. Поэтому наши дети в дальнейшем должны жить в нормальной ситуации, а не вот эти, блядь, конспекты, которым дают там Хабирову, Кадырову, Минниханову, дают, читай вот это, говори своему народу. Нет, мы под такую дудку мы не должны жить. Уже надоело, сколько можно жить? Мне 39. Сколько нам еще осталось, неизвестно жить. Поэтому мы должны как-то уже встать и нахрен послать этот узкий корабль. Раз и навсегда. Задрали уже. Так. Сейчас по новостям еще раз. Который не пропустил. Ну, вся тематика про русский ход, конечно, вот этот, который в Башкортостане. Ну, этот русский ход, конечно, и на Кавказе, мне кажется, хотелось им сделать. Будет или нет, неизвестно. В Кабарде будет оно или нет. Вот этот момент интересный. Потому что ведь об этом уже высказывались они. Давайте вот посмотрим в дальнейшем, что будет дальше. Так. Башкирских женщин на фронт. Об этом я говорил, да, в начале этого. Так. Так, Германия, что тут говорят? Германия выделит Украине 170 миллионов евро экстренной энергетической помощи, сообщила глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербак во время своего визита в Киев. Вот смотрите, 170 миллионов евро. На 170 миллионов евро сколько можно оружия купить и сколько можно одеть людей в этот спецформу, бронежилеты и так далее. Представляете, сколько бабла уходит на отопление? Допустим, а на такую белоберду всякую, блядь, оно сколько уже ушло, блядь? 69-й пакет, блядь, с Америки, там скоро будет 70-й пакет с Америки. Но эти же деньги же можно же было бы, блядь, чуть-чуть нахуй выделить, блядь, этим, вот, которые я призываю, батальонам Башкортостана, Татарстана, которые пойдут и разъебут эту Москву. Понимаете, нужно размышлять таким образом. Ага, украинцам, если вглубь нельзя, стрелять атакамсами и другими всякой херней нельзя, значит, башкортам и татарам и чеченцам можно стрелять. Дагестанцам, вот нам же можно стрелять. Притом, мы мусульмане, нам наплевать на все. Подавно на узкий мир. Поэтому, как говорится, нас надо вооружать. Нас, понимаете, всю жизнь, блядь, каких-то Бин Ладенов, Хуянов вооружала Америка, тупорылая нахуй. А сейчас, нахуй, когда нам надо помощь, она не хочет вооружать нас, блядь.
Что за хуйня, блядь? Или Кашапов, Руслан Габасов и Закаевых что-то не по той линии ходят, я не могу понять. У Закаева вроде сын там тоже воюет. Я не могу понять. Где уже, блядь, вот эта армия, которая пойдет на наши земли? Зачем на Украине воевать? Там хватает своих. 500 тысяч, вон они говорят, еще набрать надо. Наберут 500 тысяч. А мы должны спасать себя. В одном месте вот это меня и вот поражает. Я, может, блядь, даже и не военный, блядь, 2 года только служил в армии, блядь. Ну, я логически, нахуй, пытаюсь размышлять. Нахуя долбиться в одном месте, если можно, блядь, его развязать в другом месте? Понимаете смысл? Путин же тоже так делает. Крым взял, потом, блядь, чуть-чуть там от Крыма отошел, там это какую-то хуйню взял. Недалеко от кассы уходил. Потом только вот это Харьков, сейчас надо его ебать начал, Харьков. А что нам-то не раздвинуться на 1500, если Путин на 500 километров туда налево-направо ходит, потому что ему больше не надо, что он свою землю, Россию будет захватывать, там нечего захватывать у него нахуй. А мы можем на 1500 марш-бросок кинуть нахуй, захватить Уфу, Татарстан, потом уже на Москву пойти. Надо разжечь внутри России, блядь, бардак этот. Они, блядь, долбиться в одно в очко, блядь. Только на Украине, понимаешь ли. Ладно, хоть как-то додумался Зеля в Курск выйти. Надо было еще дальше идти, конечно. Короче, вот так вот. Что тут еще опять, блин? Нижневартовский молочный завод. Ёпта. ЛДПР требует сохранить молоко для югорчан. Югра в задница. Молока нет, что ли, нахуй? Доите нахуй своих женщин. Молочный кризис, пикеты против закрытия молокозавода прошли в Нижневартовске. 3 ноября в Нижневартовске прошли одиночные пикеты против закрытия молокозавода, которые вышли члены местной ЛДПР. Обычно активатика не освещает мероприятия системной российской партии, но проблема закрытия молокозаводов в регионах России поднимается уже 2-й раз за месяц. В Нижневартовске грозит закрыться местный молокозавод «Белая корова». Продукция завода уже перестала поступать в торговые точки. Причина закрытия «Белой коровы» – финансовые трудности, повышение цен на сырье, энергоресурсы и снижение спроса из-за экономического кризиса. Пикеты прошли у молокозавода, у администрации Нижневартовска и возле одного из фирменных магазинов завода. Мы не можем допустить, чтобы жители Нижневартовска и все югорчан лишили доступа к качественному молока. Это удар не столько по кошельку жителей, но главное по их здоровью, заявил Иван Огнев, участник пикета. Ну да, особенно еще, блядь, медикам каждый день, там, или каждую среду, нахуй, или каждую субботу, блядь, выделяется там литр или 2 литра молока, блядь, за, ну, типа, блядь, за, блядь, как это называется, блядь, за вредность, нахуй, молоко дают медикам. Вот, заебутся. Ну, окей. Ну, чё, блядь, нахуй, если, блядь, с Арабских Эмиратов масло привезли, теперь сейчас молоко привезут, проблема, что ли, нахуй, вон, навезут вам сухого молока, забодяжат, нахуй, на воде, блядь, и хуйнут, нахуй, в пакетике, как в пятерочке, нахуй, будет продавать там, блядь, вам по 100 рублей, нахуй, за литр. Ну, проблем нет, молоко, вон, надоит, нахуй, и Эрдоган вам накидает, нахуй, молока вам, блядь, все дадут. Казахстан даст, если надо. Все дадут. Так что не сдохните без молока, блядь. Не до этого нахуй. Молоко там, масло, блядь, заебали уже. Так. Что такое нацизм? Какой-то Гарри Польский. Так. Это обычный бытовой патриотизм, основательно разогретый и доведенный до точки кипения. Нацизм дремлет в любом народе. Само собой, блядь, я тоже, может, я нацист, нахуй. Я нацист против узкого мира, во! Вот я такой буду, нахуй. Нацист, нахуй, против узкого мира, нахуй. Уничтожитель, нахуй, узкого мира. Вот так меня, нахуй, величайте, нахуй. Пидоросня, блядь. Так. Основательно разогретый и наведен до точки кипения. Нацизм дремлет в любом народе, легко возгоняется и
и начинает рулить реальностью. Нацизм удивительно заразен. Его контагиозность нахуй возрастает в зависимости от массы заражаемых. Да, вот здесь заразитель ваш нахуй. Так что давайте, бля, башкиртлар, татарлар, я заражаю вас. Чем их больше, тем быстрее и сильнее распространяется зараза, особенно склонны инфицироваться патриотизмом и нацизмом подросткового сборища. Ну, я подростков не вызываю, я вызываю с 30 до 50 лет. Заражайтесь нахуй. Или сегрегат, что ли, чтобы вы конкретно уже заразились. Ну, у меня столько спермы не хватит вам нахуй. Так. Режим Путина грамотно играет в эту игру. Не мудрено, ибо русский нацизм гарантирует нужное поведение масс. Только он может душить антивоенные настроения. А вот у узкожопых нацизм конкретный, потому что они ебут друг друга нахуй. У них заражение идет очень быстро нахуй, через жопу. Так что, блядь, мы пока бессильны нахуй. Мы все-таки мусульмане. Мы не можем долбиться в попы нахуй. Все эти березеньки и я русские быстро стали нацистскими гимнами России. Их смысл и подтекст очевидны. Бойтесь нас, мы беспощадны, мы ненавидим вас. Но одних гимнов мало. Нужен мощный миссионер-инфектор, который может заражать молодежь нацизмом. Им стала манерная 40-летняя тетка по фамилии Мизулина. Писулина нахуй. И она отлично справляется на своей миссии. На видео «Динамо-арена» в Волгограде 2800 человек. Патриотизм, национальный нацизм, расизм – это разные агрегатные состояния племенного пещерного чувства. А, это, оказывается, писал брат Невзоров. Невзоров кто по нации сам-то, блядь? Сам тоже, наверное, такой же узкожопый? Или все-таки еврейчик маленький? Так. Не удивимся, если они скоро начнут петь и эту песню. Пушистые не фашисты. Пушистые не фашисты. Ну да, это Писулина собирать весь свой сборот узкомир нахуй. Понятно с ними, понятно. О чем речь? Так. С Днем народного единства мы один народ. Волк и козел. Мы один народ, оказывается. Так. Так, идем дальше. Ну вот, да, вот Таджикистан с 3 детьми держат в Екатеринбурге, оказывается. Вот дошли до этого момента. 3 мигрантов лишили гражданства РФ. Так, практически без одежды, на холодном кафеле 3 маленьких детей с отцом держат в центре временного содержания мигрантов в Екатеринбурге. Да, пиздец нахуй. Я просто хуею нахуй. Вы обезьяны, блядь, узкожопые нахуй. Даже вот, которые... Он по идее, блядь, он не тюремщик. Он не по статье, он просто должен отправиться в этот, депортироваться. Депортационный лагерь это называется. Вы, гондоны, когда вы что-то делаете, хотя бы пидоры нахуй, если вы копируете, блядь, европейцев в голубизне или в каких-то гей-парадах своих нахуй, вы хотя бы иногда тоже хорошие вещи тоже копируете нахуй, хотя бы свои сраные тюрьмы нахуй, сделайте по-человечески нахуй, чтобы там народ хоть сидел и кайфовал нахуй, как в Европе. В Европе нахуй, в тюрьмах нахуй, есть телек нахуй, с PlayStation нахуй, вся хуйня в депортационных. Так что нахуй, я знаток всего этого. Так что, друзья мои нахуй, хотя бы вот так делайте нахуй. Если вы, пидоры нахуй, держите 3 детей с отцом, блядь. Или отправьте нахуй сразу, блядь. Гондоны, блядь. Нацисты. Поэтому, как говорится, Дуслар, Европа на 500 лет нахуй опережает Русню, блядь. На 500 лет минимум, блядь. Там тюрьму нахуй еще приводить в порядок надо у них, блядь, сука. Вот этих же, блядь, как они не любят гастарбайтеров, их надо привозить, тюрьму вам ремонтировать надо, дебилы, блядь. Чтобы потом там они окопы не рыли, нахуй. В европейских, нахуй, тюрьмах точно окоп ты никуда не выроешь, нахуй, и не выйдешь. Так, Русская Православная Церковь в нынешнем виде поддерживает введение смертной казни в России. Ваше святейшество, добрый день. У меня вопрос о смертной казни, о ее необходимости в нашей стране. Начну с богословия, да.
Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь, заявил светящий патриарх Московский и всей Руси Кириллка. Кириллка нахуй хочет нахуй смертную казнь. Нихуя себе, блядь, вампиры хотят крови нахуй. Они заебали уже, блядь, Путин пьет, теперь Кирилл пьет. Да это уже надоели нахуй уже, блядь. Помню, когда 2022 год, и до этого было 2016 год, в Норвегии смотрю, короче, русский канал этот ебаный нахуй, потому что там другого канала не было нахуй, где я находился. Короче говоря, был норвежский и, короче, русский канал, короче, и какой-то арабский и турецкий каналы. И тут, короче, Россия-1 или что? И там, короче, они такую ересь несут, вот этого соловья. Я так там дохуя насмотрелся этого соловья, нахуй. Пиздец, блядь. Эй, блядь. Они говорили, что, оказывается, в Украине, вот короче, в церкви попы, говорят, другие, оказывается. А в России другие, оказывается. Я охуел, блядь, нахуй. Это вот две славянские государства пытаются разделить церковь еще на что-то, блядь. Я не могу понять. Теперь вспоминая те моменты, теперь я могу сказать, что явно в Украине церковь, она все-таки приближенная, так скажем, к Богу, а в России, нахуй, это шайтанское, нахуй, сборище с этим, блядь, Кириллчиком, нахуй. Понимаете смысл, нахуй? Вот где разница. А они пытались чмырить на Украине, там какие-то войны делали церковные, разделения церквей, там то, все, что-то меняли, они там что-то пытались, что-то творили, там, насчет этого говорили, там, что-то не то. Ебанутые, нахуй. Вот где та истина, нахуй, вот этого, блядь, церковного, блядь, вот этого узкожопого, нахуй, православия. Вот и все. У них нет ничего этого приближенного, даже на букву «Б». Не то, что к Богу. На букву «Б» даже нет приближенного. Это шайтанская система, которая, блядь, шла вот со времен царя. Потом вот этот красножопые нахуй пришли, вот с этого коммунизма. Все оно вот в этом флаконе. У них все сделано под одним шаблоном. Гнобить народ. Вот и все. И по церкви народ должен быть в рабстве, и в коммунизме должен в рабстве, и в ментовской путинской системе рабы. Короче говоря, в любом понимании должны быть рабами. Не раба Аллаха, допустим, как мы, допустим, а они создают рабов своих вождей. Допустим, блядь, Сталин нахуй мутил, потом, блядь, Ленин, теперь нахуй вот это мутят, везде, блядь, будут афишировать убитого медведя украинца, грубо говоря, да, шкуру медведя будут везде показывать. Так, короче, полный нахуй куку, блядь, слетевший нахуй народ, блядь. Это и есть, блядь, тот деградационный нахуй момент, блядь, когда Рашки нахуй пришла уже точно нахуй, блядь, как это, психушка нахуй, как, блядь, в Москве называлась, блядь, не помню. Блядь, какое-то место называлось в Москве такой, психушка там ихняя знаменитая, блядь. Блядь, я не помню, блядь. Сука, как психушка называлась у них. Короче говоря, всегда, когда прикалывались в Москве, блядь, психушка туда тебя отправить, туда отправить. Вот типа туда, блядь. Ну, короче говоря, узкожопый мир пытается воткнуться во все щели. И в церкви нахуй они рулить хотят, и у мусульман хотят рулить в мечети. Везде. Крестные ходы их неправильные на наших землях. На Украине, понимаешь ли, церковь не такая. Блядь, в России правильная церковь. В Башкортостане, Татарстане они должны ходить в свою церковь, блядь. Мы в мечеть не должны ходить в Москве. Вот такая вот демагогия, Дуслар. Так. И тут что, опять какой-то сибирский батальон мне отправили.
Наши бойцы постоянно проходят практические тренировки по тактической медицине от базовой помощи до сложных сценариев на поле боя. Под руководством инструкторов они оттачивают навыки оказания до врачебной помощи, контроль кровотечения, обеспечение дыхательных путей, предотвращение гипертонии и другие критически важные действия. Для дополнительной отработки используем мобильное приложение LifeSaver Sim. Оно разработано на основе стандартов НАТО и рекомендаций ТССС, что позволяет эффективно повторять алгоритм March и поддерживать знания на высоком уровне. Приложение не заменяет тренировки инструктором, но является полезным инструментом для самостоятельной отработки действия, чтобы в экстренной ситуации каждый боец знал, как действовать быстро и точно. Понятно, короче. Чисто это так, для информации. Аппарат МРТ в Магадане будут чинить за счет врачей. Дожили. Министр здравоохранения Магаданской области сообщил, что сломанный аппарат МРТ Магаданской областной больницы будут чинить за счет сотрудников больницы. Одна из причин допущенной ошибки – большая загруженность персонала. Проведенный анализ показал довольно много случаев, когда МРТ-исследование назначается без объективных показаний. Это вопрос к лечащим врачам, в том числе в городской поликлинике. В ряде случаев вполне можно использовать компьютерную томографию, тем более, что таких аппаратов в больнице несколько. Принято решение о частичном возмещении расходов за счет работников, по чьей вине произошла ситуация, написал в своем канале Александр Витько. Врачи, которых назначили крайними, уже пострадали, заведующий рентгенологическим отделением и лаборант получили дисциплинарное высказывание, отстранены от работы. Сломавшийся аппарат единственный на всю область аппарат МРТ государственной больницы на весь Колымский край, который состоит из Магаданской области и северо-восточных районов Якутии. Сука, даже уже через МРТ хотят людей гнобить, нахуй, убивать, блядь, дожили, блядь. Другие аппараты есть только в частных клиниках, где обследование стоит дорого. В этом году аппарат МРТ в Магаданской областной больнице сломается уже не первый раз. До того он находился в ремонте с мая по август. Нынешний ремонт продлится до декабря. Врачи Магадана добиваются поставки в область еще одного аппарата МРТ, но пока безуспешно. Магаданская область, больница, архив. Ну понятно, понятно. Позор, блядь. А почему ломается? А почему его нельзя сделать? Я не знаю, что за хуйта это, конечно, МРТ, блядь. Ну явно, блядь, запчастей-то нету. Санкции, вся хуйня, нахуй, запчастей. Да хуй найдешь, наверное, все с Америки, с Европы таскали, наверное, запчасти. А теперь хуй, блядь. Ну все, и МРТ, хуй РТ, блядь, все вагинальное, нахуй, и этот геморреальное, нахуй, все тыкайте в жопу, в нос, нахуй. Сами как-то будете так уж лечиться. Выхода нет у вас. Хули, блядь. Вы же, как говорится, убиваете так и так людей. Итак, сколько нужно денег, чтобы одеться как Карине Хабирова? Пиджак, нахуй, 479 500 рублей. Заебись, башкортлар, татарлар. Пиджак за 479 500 будете одевать? Не больно ли, нахуй, дорого, а? 479 тысяч, это, грубо говоря, нахуй, это где-то в каком-то районе, нахуй, звали за 500 тысяч, сходу давали, блядь, пойти на войну, блядь. 500 тысяч говорили. Не 200, а 500, блядь, где-то говорили. Охуеть. Галстук 130 500. Или это яулок какой-то. Юбка 198 500. Сапоги 89 950. Итого 898 450 рублей. Без пиздежа. Сколько надо потратить, чтобы одеться как это пидораски? Разбирали на примере образа, которым первая леди ходила на выставку Третьяковской галереи. Понятно. За миллион она ходит в галерею Третьяковскую. За миллион. А вы, как говорится, за смерть своего чувака, которого отправили нахуй на войну, блядь, еле как даже миллион не получаете нахуй. Вам говорят 5 лямов, но вам хуй дают. Вам же даже не доплачивают. Вот недавно кто-то ныл нахуй, что не доплачивает даже зарплату 200 тысяч. Это, кстати, Башкорта видео смотрел. Кстати, я его не вижу. Его тоже обсудим. Который с этого, с Башкортостана. 35 лет. Хз, не помню, как зовут его. Короче говоря, на допросе у этого. Видели, наверное. У Айгуль Леон. Он, оказывается, смотрел перед этим
YouTube, что на войне хуево, вот этого еще бородатого украинца смотрел, который пленными разговаривает, как он там, Золкин там. И он все равно пошел на войну, блядь. Вот мал түгел ме, а? Маллах түгел ме, башкир татарларға мен обращаюсь. Вы что, тупорылые нахуй? Зачем пошел он? 20 тысяч рублей, оказывается, он работал, блядь. За 20 тысяч рублей в Уфе работал на этом, на пароходе. 20 тысяч рублей, 35 лет нахуй. И он пошел на 200 тысяч. И попал в плен. Повезло. И он сколько там будет торчать, неизвестно. В плену, короче, на Украине. Но пока живой. Зато. Березка не растет через его тело на земле. Рахат дунья, айма. А зато за миллион Хабирова одевается. А вы, блядь, за 200 тысяч идете нахуй и в плену. Я не знаю, блядь. Не стыдно мекян, а? Хуй его знает, да? Ой, блядь. А, вот дошло таки наконец-то. Во втором туре выборов президента Молдовы победила Майя Санду, наконец-то. Выступившая за европейский путь страны, следует из данных ЦИК страны. После обработки 100% протоколов Санду набирает 55,4 голосов избирателя. Ее соперник Александр Стояноглу 44,6. Для Санду это будет второй президентский срок. Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженность достоинством в будущем. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью, вы свобода, надежда, стойкость. Я горжусь тем, что служу всем вам. Написал Санду в Иксе. Да, молодцы. Молдаване трудолюбивый народ, блядь. Охуенные пацаны. Конечно, половина их как цыгане, конечно, нахуй. Вот это меня бесило в них, блядь. Ну, надеюсь, сейчас, придя, как говорится, в Европу, они образумятся, перестанут нахуй свой цыганский табор нахуй создавать. Вот только так. Олга, Молдавия. Вот самое интересное вот дошли. В Уфе контрактники получат скидку 500 тысяч рублей на приобретение жилья для жителей Уфы. Заключивший контракт с Минобороны, появилась новая мера поддержки. Она предполагает получение скидки в размере $500 000 рублей на приобретение жилья в городе. А я вам до этого что говорил? Как раз вот 500 тысяч. Нихуя, тут другая тема чуть-чуть только. Үфелә контракт төзүчеләр торлык хатып алуга 500 000 сум ташлама аласак. Убей нескольких людей, снеси пару городов, получи скидку на квартиру. Такой новый конкурс организовывают в Башкортостане. Кто проиграет, Хабиров не виноват, а Путин тем более. Охуенно подъебали, да ведь? Молодцы. Это, конечно, свободный Идель Урал пишет. Поэтому, как говорится, это реклама. Башнюс нахуй отправляет, блядь, я хуею, блядь, в интернете, блядь. Это оттуда взято. Заебись, Холи, заебись, блядь, я херею, блядь. 500 тысяч. Сейчас вот такой, блядь, утазбещашлик малайлар там, сейчас попрут, блядь, за деньги. Им же, блядь, земля нужна, вот как до этого я же говорил, там чеченцы с дагестанцами землю делят какую-то, нахуй, огород какой-то, блядь, не могут разделить, блядь. Туда, говорит, колышко забивает, сюда колышко забивает. У вас то же самое, понимаете? Вы ничем не отличаетесь. Вся рашка, она такая, блядь, гнилая. Вас купили, понимаете? Вас купили, а вы продались так дешево. 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей за вашу голову. Понимаете смысл? А если уже говорить тут о каком-то морали, да морали даже нету здесь. Мораль даже смысла нет употреблять, потому что вы манкурты, у вас нет морали. Вы шкуры продажные, которых они говорили то, что, блядь, нахуй, крымские татары, там, все такие во время войны продали, и всем зомбировали, всем людям, народам, что они, да, на самом деле продажные, туда-сюда, и всю жизнь как бы их как бы чмырили. А получается, блядь, вот сейчас, в данный момент, продажные, Башкортостан, Татарстан халка, продажные вы.
И в Чечне, и в Дагестане то же самое. Едете за деньги, потому что в Дагестане не лучше, чем в Башкортостане. Также зарплаты. Пенсии тоже 10 тысяч, зарплаты тоже 20 тысяч. Не спишь здесь, не проживешь. Вот такой тематикой только они живут. Как говорится, они, как говорится, ебут и берут деньги у кого захотят. Но Башкортостан, Татарстанда такая тема не работает. Там ебет и дразнит Хабиров. Поэтому, я не знаю, блядь. Холока, я не знаю, как мы это достучимся или нет. И как-то надо больше как-то, блядь, распространять внутри, чтобы народ хотя бы не шел пока временно, блядь. Дождитесь уже, что ли, я не знаю. Вот опять трое, блядь, каких-то долбоебов. Нас спустили на мясо, чтобы выявить вашу дислокацию. Так говорят орки, сдавшиеся 3-й штурмовой бригаде ВСУ. Охуею, блядь. Просто тупизм, блядь, нахрен. Их пустили, оказывается, на мясо выявить этот. Россия для русских, по мнению ведущего. Давайте послушаем. Вот вроде бы собирают людей в ту же русскую общину. Я общаюсь с представителями региональной русской общины. Грамотные, деятельные, толковые. И я понимаю, что они искренне хотят и искренне собираются наводить в стране порядок. Если мы сейчас всех чуркобесов уничтожим, выдавим из России, и уже не только мигрантов, а лица кавказской национальности, недорусские, полурусские, а еще какая-нибудь мордва там неправильная. Мигранты, они занимают там мое рабочее место, они не дают мне там дышать спокойно и так далее, и так далее. В нашем обществе мы должны чувствовать себя монолитом так, чтобы никто не задавался вопросом, как я в армии, когда Женька Федоров через полгода говорит, а я вообще Мар-2 по паспорту. Я говорю, а Мар-2 это что? Вот вроде бы собирают... А Мар-2 это что? Видите? Охуенно. По мнению ведущего, русская община это хорошие ребята, которые занимаются правильным делом. Россия для русских, оказывается, националистов. А всех других нахуй. Типа того, наверное. Цена на масло взлетела на 25% за год. Дорожают и другие продукты. В Госдуме обсуждают возможность ввести регулирование цен. Заебутся нахуй. Фигурант баймакского дела, ну об этом уже постоянно говорили, тут сегодня тоже выползло с утра прям. Погиб после задержания, эксперты утверждают, его избили силовики. Изучили результаты Идель-Реали, изучили результаты независимой экспертизы по факту смерти 37-летнего Рифата Даутова, которого обвинили в участии в протесте в башкортостанском Баймаке в январе 2024 года. Но скоро мы набрел блайнда. Послушаем, что он говорит. Ну тут видео, как его захватили. То, что вы сейчас видите, это предполагаемое видео задержания башкортостанца Рифата Даутова. Силовики решили, что он один из тех, кто выходил на акции в поддержку национального активиста Фаиля Алсынова в январе этого года. Через несколько часов после происходящего на видео Рифат Даутов умрет прямо в автозаке. Сегодня мы Нихуя сразу умер, оказывается. Даутов и почему его близкие, адвокаты, активисты уверены в том, что мужчину убили силовики. А глава Башкортостана Ради Хабиров в свою очередь назвал его, я цитирую, человеком, которого обвиняют в тяжком преступлении, массовых беспорядках, человеком, которого пришлось брать спецназом, и человеком. Посмотрите, вот здесь комментарий кем-то yazgan. Не смог заработать, сидишь, плачешь тут. Александр Ташагович, блядь. Александр, нахуй. Москва слезам не верит, да, нахуй? Я в твою сраную, блядь, нахуй, армию, нахуй, заработать, нахуй. Ты, наверное, блядь, точно новичок в моем канале, наверное, нахуй. Ну, зайди по всем моим каналам, пройдись, нахуй, поймешь, о чем речь. Я ебал в рот, нахуй, твои рубли, нахуй. Деревянные, сраные, блядь. Кровавые, нахуй. Как кровавая барыня, нахуй.
Отправляйте. с которым случилась беда. На войну, Мы блядь. восстановим всю хронологию, поговорим с адвокатом и узнаем, каким выводом о причинах смерти Даутова пришли эксперты. Первые сообщения о задержании Рифата Даутова появились днем 26 января, когда мужчина уже был мертв. Брата забрали, он нигде не участвовал. Сначала в Уфе вызвали в участок, выписали бумагу, как дебоширу. После в Зианчуринском районе на улице затащили в «Газельку» ОМОНы и увезли. Не представились, неизвестно, куда увезли. Позднее женщина добавила, что сперва полицейские опрашивали ее брата в Уфе, после прошедшей там 19 января акции солидарности с осужденным активистом Фаилем Алсыновым и задержанными участниками баймакских протестов 17 января. Но сестра утверждала, что Даутов не участвовал в акциях ни в Уфе, ни в Баймаке. В столице республики он был рядом с местом проведения протеста, но незадолго до его начала. Там он ждал свою девушку Гузель. Давайте вспомним, что же произошло в Баймаке и кто такой Фаиль Алсынов. 17 января 2024 года суд в Баймаке признал Фаиля Алсынова виновным в возбуждении ненависти либо вражды и приговорил его к 4 годам колонии. Алсынов стал обвиняемым из-за доноса на него главы республики Радия Хабирова, который усмотрел активиста и защитника Куштау экстремизм. На оглашение приговора в Баймак приехало несколько тысяч сторонников Алсынова, которые встретили решение суда с возмущением. На площади перед зданием суда произошли столкновения. И толка не было. Приехали, а толок-то никакого толка нет. Газом и избивали их дубинками. Протестующие в ответ закидывали полицию снегом. В итоге силовикам удалось вывести Алсынова из здания суда только после того, как к ним прибыло значительное подкрепление. После протеста в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовные дела по 2 статьям: организации участия в массовых беспорядках, а также применение насилия в отношении представителя власти. Фигурантами этих дел стали более 85 человек. Рифат Даутов был одним из них. Именно в рамках этого дела его задержали, а незадолго до этого объявили в розыск. 87 жылғы екен. И Дель Реале ознакомились с некоторыми материалами дела. Поэтому мы точно знаем, в чем конкретно силовики обвиняли мужчину. По версии следствия, Даутов, я цитирую, активный участник событий у Баймакского районного суда 17 января 2024 года. В ходе этих событий он нанес, далее я цитирую, удары руками в область головы начальника полиции МВД России по Стерлитамаку Рустама Асанова, причинив последнему телесные повреждения в виде кровоподтеков мягких тканей волосистой части головы. СКР, сказано в документах, опирался на результаты оперативно-розыскной деятельности. Этого Рустама Асамова тоже найдем, пидораса. МВД по Башкортостану. Мента сраного. Реалии обнаружили в документах явные нестыковки. Так, Следственный комитет уже 18 января объявил Рифата Даутова в федеральный розыск. В то же время потерпевший начальник полиции Рустам Асанов опознал в Даутове нападавшего только 25 января. Однако, по словам сестры Даутова, 17 января он был в Уфе, где проходил медосмотр перед отъездом на вахту. Они виделись после полудня, когда Даутов заходил к ней домой. На всякий случай я отмечу, что расстояние между Уфой и Баймаком 412 километров или 5,5 часов на автомобиле. Дальше, чем я, бля, от Парижа, блядь. Охуеть. Рифата Даутова задержали 25 января в деревне Новые Чебенки Зианчуринского района Башкортостана. Он приехал туда со своей девушкой к ее родителям, чтобы попрощаться с ними. Через несколько дней Даутов должен был уехать на вахту. Гузель Губайдулина, девушка Рифата, рассказывала, что в тот вечер они вышли прогуляться. Во время прогулки навстречу им ехала «Газель» белого цвета. В какой-то момент автомобиль остановился, дальше я цитирую Гузель, из него выскочили 4 человека в камуфляжном обмундировании, в касках, сразу схватили Даутова, завели ему руки за спину и уронили его на землю. По словам Губайдулиной, силовики, уточнив фамилию Даутова, схватили его, подняли и затолкали в салон автомобиля. Нихуя здесь. Видео тоже есть. В течение 10-15 секунд.
Вероятно, именно это видео, которое вы видели в начале, зафиксировали те самые 10-15 секунд. Адвокат Павел Васильев, который представляет близких Даутова, уверен, что это подлинное видео задержания мужчины. Что случилось дальше, мы можем только догадываться. Все, что нам известно, это показания непосредственных участников тех событий, а это силовики. Уже в Баймаке в ночь с 25 на 26 января они погрузили Даутова и других задержанных в автозак. Вот этих силовиков всех будем мочить, Туанар, всех. Все силовики против нас пойдут. Всех будем ложить нахуй, штабелями нахуй. Пидорасов. Что с ним все нормально. Пиздец кулом кыши нахуй, блядь, сіз машуларны сыгып тошларға нахуй, бүтінісін нахуй, отып тошлыйсың келе, блядь, ладно. ОМВД России по Белорецкому району. В пути следования, проехав деревню Узянбаш Белорецкого района, не доезжая до деревни Серменево, кто-то из арестованных сообщил, что Даутову стало плохо. От него исходят рвотные массы на пол автобуса, в связи с чем сопровождающие, выбрав безопасный участок дороги, остановились. По словам силовиков, Даутову позволили выйти из машины, подышать воздухом и попить воды. Но лучше Рифату не стало. Даутов стал жаловаться на плохое самочувствие, речь стала невнятной, на что... Ну, наверное, сломали, что-то согнули, что-то, наверное, сделали при... Именно на этом участке дороги не было сотовой связи. Через 300 метров силовики якобы нашли сигнал и вызвали скорую. Около 4 часов 46 минут утра Или избивали по дороге. Заправки «Башнефть», которая находится в селе Серменево Белорецкого района. Заправили служебный автомобиль, после чего узнали, что с Даутовым что-то случилось. Пиздец. Один из задержанных сделал ему искусственное дыхание, а Харасов делал непрямой массаж сердца. Еще через некоторое время приехала бригада скорой медицинской помощи, которая уже только констатировала смерть Даутова. Вот и все. Анонимные. Когда стало известно о смерти Рифата Даутова, близкие к властям медиа и телеграм-каналы стали распространять версию о том, что он умер от алкогольной интоксикации. Так, 27 января телеграм-канал «Силовики», ссылаясь на некие предварительные данные судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что у Даутова, далее цитата, выявлены признаки отравления суррогатами этанола, а также характерные признаки алкогольной интоксикации. В том же сообщении авторы канала опубликовали так называемые видеопоказания задержанных, которых этапировали вместе с Даутовым. Так, ункиши и утаскиши утра. На обрезанных и смонтированных кадрах несколько человек говорят, что у Даутова было несвежее лицо, и он не мог внятно разговаривать. Ну, его плохо, говорит, что-то рвот, а потом сказал, что у него типа понос. Когда он зашел, вот стол стоял, он облокотился на этот стол и стоял. Он просился в туалет. Когда я его увидел, он уже как-то неважно себя чувствовал. И по пути у него остановилось дыхание. Он перестал дышать. Тошнило его. Блевал и перестал дышать. Однако родственники и знакомые заявляли, Рифат не пил и тем более не употреблял наркотики. В день задержания в гостях у родителей его девушки. Они поужинали, потом Рифат с Гузель сходили в баню, после чего вышли на вечернюю прогулку. Мужчина не был болен, не пил в тот день, а на его теле, по словам Гузель, не было никаких травм. Человек, когда его вот взяли под стражу, тем более в очень грубой форме, как говорят свидетели, был абсолютно трезв. Он не пил, понимаете? Рифат не пил. Это Ильдар Юмагулов пиздел. Что угодно сделать с этим человеком. Ну, явно. До смерти. Явно как это, блядь, нахуй, какой-нибудь Скрипалей мочили нахуй этим новичком, блядь. Новичок какой-нибудь ебанули ему. И все. Следователи заказали несколько физико-химических экспертиз, постоянно спрашивая у экспертов об алкоголе. В этих экспертизах полно несуразицы. Так, эксперт Лапин сперва везде пишет, что этиловый спирт у Даутова не обнаружен, но в резолютивной части указывает, что он присутствует. При ознакомлении с экспертизой мы указали на это следователю. Так он заявил потом на допросе у следователя, что, мол, это техническая ошибка. Вообще, следствие сперва явно старалось вывести на то, что Даутов отравился суррогатным алкоголем. О, пиздец нахуй. Придумают нахуй.
Кутакбашлардан все можно ожидать, блядь. Рифата Даутова похоронили в селе Ямагудино в Башкортостане, где проживают родители погибшего. На следующий день, 7 февраля, в Уфе на встрече главы Башкортостана Радия Хабирова с представителями Всемирного Курултая Башкир. Здесь остановлю, блядь, дохуя пиздеть там. Добавлю здесь. Mana bir kishi o'lgan ekan, boshqirdlarga обращаюсь. Bir kishi o'lgan ekan, aymi? Представьте, Германия, Франция, даже там не смерть, просто, блядь, нахуй, кого-то ударили, выходит толпа нахуй, сносит всю нахуй, пол Германии сносит нахуй, пол Франции, блядь, разъеб идет полный нахуй. А bizda Башкортостанда, блядь, нихуя. Теперь насчет Татарстана. Татарстанда да шулаюк, блядь. Посадили, блядь, 4 Хизбут Тахрир, блядь, женщин. Где они? Про них даже не слышно сейчас. Где они? Что с ним произошло? Никто не пишет даже. Какая татарлар нахуй? Петушатник сраный нахуй. Казанский, блядь. Казанские такие, блядь, неебенные татары. Где вы нахуй? Гондоны сраные, блядь, нахуй. Коясыз, блядь, нахуй, который, блядь, защищает мусульман. Где вы, нахуй? Создаете, блядь, узкие общины, блядь, ходы, блядь, всякие, блядь, крестные, нахуй. Мында, блядь, бір кишіні үтірәлер, нахуй. Просто так. Коя халық, блядь, башқұртлар, татарлар, блядь, бірге болып, блядь, шыға тұрған. Нашествие, блядь. Вот эти, не крестный ход, а разбор полета, нахуй. Какого хуя Даутов умер? Да какого хуя, нахуй, Алсыну сидит? Вот за это, нахуй. Выходите по 100 тысяч, нахуй, с каждой республики, блядь. Заебали уже, нахуй. Курқып ятырға, блядь. Нәрседен курқып ятасыздар, блядь. Өлімненме, блядь, нахуй. Эй, юқлап ятырғаныңда өліп кетуің мүмкін. Аузына тышимлар, блядь. Произошел скандал, виновником которого, по мнению многих общественников, стал сам руководитель республики. Народный артист Башкортостана, хореограф и танцор Риф Капитов предложил почтить память Рифата Даутова. Да, это я помню. Артиста Хабиров отверг, назвав его отвратительным. То, что касается... Да. Унизил Хабиров, пидорас его. Минуты молчания. Оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно. Отвратительно. Хабиров, не? Остановлю здесь. Мразь, Таушин. Таушинда иштасым келмей. Хабировны, блядь, нахуй. Нарсякеге олып, нахуй. Мана, как это, блядь, одного украинца голову на штык они засунули, да ведь? Хабировны бошын кисіп, штыкка куйып тұрып, нахуй. Уфага, нахуй. Куйып куйырға хочу, нахуй. Не верите, нахуй, да? Вот это я хочу сделать, нахуй. Если меня поддержат, нахуй, бошын кисіп, нахуй. Болта, блядь, шабып, нахуй. Шунды бір ағашқа тығып, нахуй, на штык, нахуй, засунуть. И уфага тығып қойып, мемориал ұштап қойырға. Прям шулай, кипсін, нахуй, шулай, блядь. Бошы, блядь. Шырып, кипсін, нахуй, шуны бошы, блядь, нахуй. И балалары, әнкелері, кем оны туғанлары болсын, қарасын шунарға. И все, клетку сделать это все, нахуй, и поставить, и охрану поставить. Чтобы оно стояло, нахуй, вот так, блядь. Мемориал, нахуй, блядь. Башкортостан, блядь, Татарстанга, блядь. Что был такой гнида, нахуй. Который, блядь, продал, нахуй, наш народ, блядь. Только так, нахуй. Мин утырыга могу. Сіз утыралмасагыз, мин утырам, нахуй. Которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. Вот что... Қатынында шунда куырга кырга, блядь, нахуй. Кумып, нахуй. Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядках и посягательств на сотрудника, которого пришлось брать спецназом. Значит, которым случилась беда, которую никто не ждал, который скончался по пути перевозили. Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы, которые показали, что нет ни гематом, ничего. Глава республики. Гематом нету. Значит, явно, блядь, новичок. Новичок, нахуй. Что, блядь, нахуй? Любой, нахуй, новичок засунули ему куда-нибудь и все. А по другой версии... Достали что-то, выпить дали ему и все, пиздец. Экспертиза, которая показала, что нет ни гематом, ничего, нам говорят о чем?
О чем? В то же время соседи говорят, и значит о том, что... На этом Хабиров оборвал свою фразу, заявив, что не хочет, далее цитата, трогать память активиста. Но после все же решил провести параллели с делом Джорджа Флойда в США, которого во время ареста 25 мая 2020 года задушил полицейский. Глава республики назвал погибшего наркоманом, после убийства которого вы видели, что было. О, что было? Ну-ка в Америке что было? Интересно. Согласно заключению эксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Не сказала. Лапина от 26 февраля, смерть Рифата Даутова, я цитирую, наступила в результате заболевания острого инфаркта миокарда второго типа и острой коронарной недостаточности. Это заболевание развивалось на фоне кардиомиопатии и осложнилось кардиогенным шоком. Отметим, что эту экспертизу провели по просьбе следствия. Специалист заявил, что при производстве судебно-медицинской экспертизы тела Даутова были обнаружены кровоподтеки на нижней челюсти у правого глаза, на груди слева, на ладони левой кисти, на руках, коленях, а также ссадины на правой щеке, на обеих кистях рук и на правой голени. По мнению эксперта, эти повреждения, я цитирую, могли быть получены при не менее 12-кратном ударном, сдавливающем, скользящем воздействии тупыми предметами. Однако эксперт Лапин пришел к следующему выводу, я цитирую, данные телесные повреждения расстройства здоровья не влекут и как вред здоровью не расцениваются. В причинной связи со смертью не стоят. Эксперты также не обнаружили в крови и моче Даутова следов спирта и наркотических средств. Во! Это, блядь, точно, блядь, новичок, блядь. Это новичок, нахуй. Без запаха, без следа. Новичок ему испытали. А значит, у каждого мента есть новичок, нахуй. В правительстве каждому раздали. Чуть-чуть новичок, нахуй. Один из выводов эксперта. Установлено, что циркулярные кровоподтеки на обеих нижних конечностях Даутова частично представлены отдельными полосовидными кровоизлияниями с характерным просветом в центре, характерными для возникновения от ударов тупым твердым предметом геометрически правильной формы круглого сечения диаметром не менее 3 сантиметров. Эксперт отметил, я цитирую, общее число достоверно дифференцируемых признаков самостоятельного травматического воздействия составило не менее 48. Общая площадь поражения ударным воздействием, по подсчетам специалиста, составила не менее 30%. Тут вообще про удар говорит. Он установил, что с учетом толщины гематом объем внутренней кровопотери должен составить не менее 5,19 литра. Да, именно столько. Эксперт в этом абсолютно уверен. Он считает, что потеря Даутовым такого объема крови в результате внутреннего кровотечения, далее я цитирую, должна была занять около 5 часов до наступления смерти, которая произошла, как следует из документов, в 5 часов и 6 минут утра 26 января. Специалист сделал вывод, далее цитата, что причинение повреждений Даутову состоялось в пределах временного лага между задержанием и доставкой в МВД по Баймакскому району. Эксперт, проанализировав протокол осмотра видеозаписи из отдела полиции в Баймаке, констатировал, что у Даутова уже к тому моменту были зафиксированы клинические признаки нарушения возможности к самостоятельному передвижению. То есть эксперт уверен, Даутов получил не менее 48 ударов по дороге в отдел полиции в Баймаке около полуночи, а после, во время его перевозки трамбовали, значит, в «Газели». потерял около 5,2 литра крови в результате внутреннего кровотечения. Ну все, ебашили каким-то тупым... Ну, они любят ебашить. И Дель-Реалии попросили прокомментировать выводы независимой экспертизы адвоката семьи Даутова Павла Васильева. Когда, по вашему мнению, Рифата могли избить? Вы говорили, что это был только один вариант, где и когда это могло случиться. Я полностью согласен с экспертом, здесь у меня сомнений нету. Это задержание до доставления в Баймакский отдел полиции. Эксперт там все это подробно расписывает. Я могу рассказать обыденным языком, да. То есть, во-первых, на что он обращает внимание на видеозаписи. И там четко видно, что в час 11, по-моему, когда его привели
завели в РОВД, сняли наручники, он там уже по стенке передвигался. То есть наш эксперт говорит, что это уже был критический момент для него. Он уже начал умирать от травм, которые он получил до этого. Как вы считаете, почему силовики Вот и все. так повести и Вот и все. С этим сталкиваюсь с 2005 года, как начал заниматься адвокатской практикой. Для меня это не новость. Я все-таки склоняюсь к тому и надеюсь, что это был эксцесс исполнителей, но учитывая, во что это сейчас выливается, да, баймакское дело, понимаю, что, по крайней мере, как минимум, руководство закрывает глаза на такую агрессию. Как рассказывают опера, там двое с Ленина 7, по-моему, один местный, Белорецкий, баймакский. Ну, там какой-то опрос проводился, сразу задержали, начали проводить опрос. Видимо, Рифат начал говорить: ребята, вы зачем вы издеваетесь? У меня алиби, меня там не было. Ну, явно он брыкался, наверное. Возьмите башкортлар, мы не можем тихо, окей, сидеть. Мы же кутакуя тұрғанбыз. Просто он один был, и вот ебанули его все. Эксперт говорит, что не менее 48 ударов, это и больше. Потому что невозможно там определить по гематомам, но скорее их больше. Поэтому натягивать это на случайность как бы очень проблематично. 48 ударов минимум. Орудие, которым били понимаете? по описанию, похоже на резиновую дубинку. О. Но силовики заявляли, что у них их с собой не было. Что угодно могут сделать. Кто в курсе? Ментовская дубинка, один удар вроде бы, блядь, 50 что ли, блядь, или 85 килограмм вроде бы, не спиздеть. Кто в курсе? Один удар дубинки ментовской, сколько вес дает? Напишите, если кто знает. Ну, я извиняюсь, если бы... Один мах, вот этот, один мах дубинки ментовской, он имеет вес свой. Ни Рифат, ни силовики вы не получили. Какие мы в итоге констатируем у Рифата Даутова. Павел Васильев отметил, что результаты независимой экспертизы он еще не направил в Следственный комитет, но в ближайшее время намерен это сделать, обжаловать постановление об отказе в возбуждении Да уголовного ничего не дела смогут они сделать. Даутова защита не планирует. Вот и все. Послушали, да? Так что фигурант баймакского дела Рифат Даутов, Утажидияш, умер в прошлом году. Пиздец. Что я могу сказать? Избили, значит, ничего даже не подсовывали, просто тупо избили, оказывается. Видите, блядь, 48 ударов, если не больше, может 480 ударов, блядь. Может один удар ему хватил, блядь, мы же не знаем. Ну вот оно и дало, блядь, блевать и так далее. Вот оно и ушатало его. Само собой, нахуй. Если они били, нахуй, по рукам, где вены, по венам они, а может еще они ёбнули по сердечному вот этому сплетению, сердечное сплетение, или как называется, солнечное сплетение. Все, пизда. Даже в армии нам говорили, что нас по солнечному сплетению, нахуй, пиздить нельзя, блядь. Вот и все. Поэтому, как говорится, если они ебашили еще дубинкой и по солнечному сплетению, то пизда всему. Ассалам алейкум, яхшы. Узиляр. Вот, поэтому, как говорится, туғанлар, мы очень, так скажем, молчаливо себя ведем, блядь, и это не к добру, не к добру. Но мен Алладан сұраймын, чтобы рано или поздно у нас пошло восстание, потому что по-другому сізні көтеріп болмай. То, что мы пиздим, блядь, тут все, чтобы мы поднялись, не знаю, блядь, внутри, если только не пошатнется что-то, вас кто-нибудь нахуй не тронет, вы не шевельнетесь, мне кажется, вот только так. А то, что я там говорю, это все вот это, я думаю, так себе действие. Жундыхаль, поэтому, но главное, буду говорить так, для памяти, да, YouTube записывает, память остается, и каждый, наверное, проникнется рано или поздно когда-нибудь, услышав это в дальнейшем, что все-таки где-то мы говорим правду. Мне какой-то хуй, короче, писал сегодня, блядь, комментарии.
Сталина на таких нету, сразу бы проблемы другие пошел решать. Я, оказывается, другие буду проблемы. За независимость Башкортостана и Татарстана я не буду решать, оказывается, а другие проблемы, если Сталин был бы, оказывается. Понимаете? Народ требует Сталина, нахуй. Срочно надо заказать, нахуй, Сталина, блядь. И был он, чтоб он грузином, не узкожопым. Сталин должен, натуральный. Так что давайте, дерзайте, нахуй. Пизденки, бритые пиздюнки, езжайте в Грузию, чтобы рожать Сталина. Срочно, блядь, нахуй. А то вам пизда придет, нахуй, от нас. Так. Теперь почитаем чуть-чуть, что тут пишет. Ёшкин Крот пишет. За время войны в Украине погибли 585 детей. И еще 1664 получили ранения различной степени тяжести. Ну, конечно, я не верю этому. Наверное, погибло там 5000, наверное, детей, не 585 уж. Еще больше 1700 считается пропавшим без вести. Во, видите как. Часть из них могла быть насильно вывезена в Россию. Ну, понятно. И еще десятки тысяч детей по всей Украине лишились национального детства. Ну, я в тот раз же говорил, что 700 тысяч русня украла детей. Это ужасное горе не пришло бы в семьи, если бы не бессмысленная война, развязанная пидором Путиным. И тут комментарий. Не десятки тысяч, а миллионы детей лишены нормального детства. Это страшная трагедия. Дети больше не могут смеяться, быть беззаботными. Наша жизнь больше никогда не будет прежней. Это страшное горе после такого жуткого злодеяния, сущности, которое устроило, это будет проклято в веках, блядь. Само собой, нахуй. Вот вы когда, как говорится, какие-то действия садомазохистские делаете, против Путина только делайте, нахуй. Чтоб он конкретно, нахуй, окочурился, нахуй. Делайте, нахуй, все свои эти, блядь, ижевские, блядь, удмуртские, короче, проклинания, нахуй, на Путина делайте. А то шаман шел, блядь, Путину, нахуй, зашаманить, нахуй. И тоже, блядь, нахуй, его засунули. И вот бедный шаман сидит сейчас в обезьяннике. Или психушке вообще сидит. Поэтому надо как-то шаманьте, блядь, нормально, да? Многобожники же есть вражки, блядь. Шаманьте нормально, чтобы, блядь, Путин окочурился там, блядь, коньки отбросил где-нибудь, нахуй, у себя в катакомбе. Так. Менде бери жақсы сені естіп қуандым бауырым. Бұнда, бля, урысларны мына сігірге керек. Урысларны мында да хуя урыслар ялса. Я сейчас одного нахуй послал вот из Александра Гондона. Некому там им, блядь, ответку давать, блядь. Я же этот читаю здесь и не могу контролировать. Ики YouTube баравить надо. Ики YouTube, но не успеваю тут комментарий, пиздец, туда-сюда, туда-сюда. Не успеваю проследить комментарии. Вообще-то Крым не русский и не украинский. Это же Татарская республика. Ну да, все говорят, чтобы Крым был отдельным и так далее. Самое главное, я думаю, чтобы с Украиной и с Крымом, как говорится, отвязаться от русни, а потом уже, как говорю, каждая эта земля, наверное, сама по себе решит, с кем она будет. Главное, Крым, потом в Турцию не ушел, вот самое главное, блядь. Крым к туркам не отдать, вот самый интересный момент тут будет еще. Что, блядь, турки, нахуй, не рыпались, нахуй, там, за Черным морем. Поэтому это я и против турков, блядь. Турков, нахуй, вообще не приближать на наши земли, нахуй. Это хуесосы, нахуй, пусть живут у себя, нахуй, в ебучем Стамбуле. Туркам, нахуй, вообще дорога закрыта на нашей территории. Имеется в виду Эрдоганом, вот этим пидорасом. Ну вот как раз вот, да. 22 вагона с углем сошли с рельсов под Уфой. Я же говорил об этом. Железнодорожная авария произошла около 1:20 ночи на участке Иглино-Дема. Пиздец, блядь. Считай, блядь. Мои земли. Дема рядом с деревней Бурцево. Находится между южным обходом Уфы и деревнями Шмитова и Шамонина.
конечно, все имена нахуй изменены вот этих ебучих деревнях. Вот насчет Башкортостана, все имена будем менять. Все. Везде только Салават Юлаевы будут вот примерно в этом роде. Все. Хоть назовите Русланом Габбасовым, но только не Шамонина нахуй, и не Шмитова, и Хуитова какой-то, Бурцева, блядь. Нахуя, не наши имена вообще. Грузовой состав двигался по маршруту Курган, Саратов. Саратау тоже, блядь. Саратау отойдет Казахстану. Курган будем разбирать. Курган чей тоже разбирать будем. Так, сообщили пресс-службе регионального управления МЧС. Всего в составе было 74 вагона. На движение пассажиров поездов по данным ведомства аварии не повлияло. Однако дорога однопутная и грузовые составы сейчас следуют по главному ходу через Уфу. На ликвидацию последствий направлены 3 восстановленных поезда из Аши и со станции Дема. На месте работают 150 железнодорожных и 40 единиц. Необходимо освободить пути, восстановить полотно. Об этом сообщали республиканский Минтранс. Координируется работой оперштаб РЖД. Вот пассажирских поездов на данном ведомстве авария не повлияла. Вот нужно создать так, чтобы коллапс нахрен был на дорогах. Именно юлларны нужно раздолбать дороги, я как всегда говорю, где идет вот эта военная техника. Она идет из гнилых нахуй дальневосточных краев. Оттуда с Дальнего Востока прутся всяко эшелонами эти китайцы, корейцы нахуй прутся, блядь, как-то. Короче говоря, нужно долбить все дороги железнодорожные, где идут составами оружия, бля, на Украину. Все надо бомбить, все. Я в тот раз в других эфирах тоже об этом говорил. Нужно бомбить все эти земли, кровь из нос, потому что если этого не делать, то это то же самое, что стрелять лишними оружием на Украине. Легче же там додолбить с этими же маленькими, как все говорят, экономичными дронами по этим путям. Просто пути херачьте, блин, километрами пути. Даже пусть пустые пути херачьте, чтобы они еблись. Вот сейчас холода пошли, они заебутся это дорожное полотно делать, понимаете? Я это знаю, это железку, блядь. Как-то... Так, ладно. Не будем уж больно вдаваться в подробности. Sen dürüst aytarsan dostum öz tilinde bir köbürek söylersen senin tilin qanday edemi. Мен өзім тілімде сөйлешмеймін. У меня же на том эфире украинцы сидят, поэтому я говорю на русском пока уж. Украинский же я не знаю. Так. Так, защитник хиджаба, как муфтияты помогли запретить хиджаб. Чаринский и Джабраилов. Ну, тут видео, наверное, там, понятно. Добавлю еще от себя такую тему. Короче говоря, вот этот... Блин, что за херня? Зарядник двигается. Что вот этот... Вот этот узкий мир, насчет чуть-чуть про мусульманскую тему поговорим. Вот этот узкий мир, как я понял, создал в Башкортостане, в Татарстане, в Дагестане, в Чечне своих, так скажем, рабов в исламском мире. Вот этих, блядь, вот как здесь на картинке, вот этих всяких Камиль Самигуллин, потом этот, блядь, попы эти, я их попами, блядь, уже назвал, эти муллы, вот эти тупорылые татары из Башкортостана, из Татарстана, как их, блядь, зовут, не помню, Гайнуддины, вот эти черти, блядь. Эти все муриды, которых создал Кремль, получается. Это, ну, грубо говоря, они, ну, можно сказать, блядь, в погонах они. Это, грубо, менты. Можно даже назвать их ментами, нахуй. Вот этот твари рулят и в Чечне, и в Дагестане, в Башкортостане, в Татарстане, в Москве. Вот где есть весь исламская тема, везде эти муриды, вот эти чертовые, блядь, так скажем, засланные казачки, которые пытаются строить из себя мусульман, но не выходя из тех рамок, которым им дали в Кремле задание. Ну, грубо говоря, может, они и не ФСБшники, но
подчиняются ФСБшникам, которым сказано, вот это ты можешь говорить, вот это не можешь говорить. Читай свою лекцию, но она должна быть такой, которая не будет поднимать восстание. Вот и все. Вот по такой логике Башкортостан, Кавказ, Татарстан, заканчивая вон Якутии, живут таким макаром. Да, может, я когда не сенсацию открыл, но, по крайней мере, мы должны понимать, что в ислам, который нас зовут в России, это все, как говорится, дерьмо. И то, что все вот эти проходят там хутбы и так далее по пятницам, тоже это, грубо говоря, дерьмо, которое просто, оно проходит чисто вот прошел. Вот и все. Везде камеры запичканы, как будто, не знаю, блядь, там мусульмане сами себя будут взрывать, блядь. Тупизм, да? Камеры, ну, понятно, блядь, и в Европе камеры сейчас везде. Ну, там-то что? В Башкортостане, Татарстане нахрена камеры? Не могу понять. В итоге, короче говоря, ладно, там подумаешь, там, может, кто-то что-то украдет в мечети, может, для этого. Было такое тоже, в мечетях что-то воруют, дебилов хватает. Но, по крайней мере, все это слежка, вот эта вся тема, все руководство идет от узкожопых из Москвы. Поэтому мы должны понимать, что в мечеть одежды у нас нету вообще. Вообще даже рядом не стояла. Это мечеть, вот этот Камиль Самигуллин сам лично, говорит, бабки какие-то набрал. Вот это хайер, который в мечеть, наверное, приходил, он купил буханку, как они хвастались, помните, пару месяцев назад, и отправил на СВО. Это сволочную войну. Вот и все. И получается, деньги мечетские он потратил на войну. После этого какой он халяльный мулла. Понимаете? Это харамная система. И даже они харамные. Поэтому мы, когда мы будем заходить, инша Аллах, будем зачищать эту всю территорию от таких манкуртов, как муллама, имамма. Хоть пусть у него, блядь, как всегда говорю, до пола, блядь, у него пусть борода будет. Похуй. Завяжем этой бородой и повесим нахуй. Вот и все. Всех нахуй кастрировать, блядь, всех ублюдков. Так. Я Дмитрий из Челябинска. Вот. Как раз мне сейчас чуваки отправили, Рахмат. Слышите? Сулан-Удэ, Республика Бурятия. Я русский. Я Агдас из Казани, Республика Татарстан. Я русский. С Казани он русский. Республика Чечня, Урус Мартан. Я русский. Опа! Я Натар. Стоп, вот здесь пропустим. Республика Татарстан. Я русский. Я Умар, Республика Чечня, Урус Мартан. Я русский. Опа, я думал с Дагестана. Я Умар, Республика Чечня, Сурус Мартана, и он русский. И он русский! Я в ахуе, блядь. В одежде на войне. Это то же самое, что в Казани заставили детей в хиджабах кричать руки вверх, они русские. Помните? В прошлом году. Века, нам сколько-то времени прошло. Это что за херня, блядь? Слушаем дальше. Я Атар, я Кызыла, Республика Тыва, я русский. Охуеть. Тыва, Кавказ, татары и буряты. Под флагом нашей Родины в строю. Им имя Родина дала, великие солдаты. За мир и счастье душу отдают свою. Народов много, защищает земли наши. Гордится каждый Родине служить. Свети, страна, и становись всех краше. Россию нашу никому не победить. И всех нас объединяет наша Родина, наша Россия. Поздравляем вас с Днем народного единства. Ага. Победа будет за нами. Ага. Ага. И теперь добавлю свое. У них
победа будет, оказывается, за ними, когда они по Уфе, по Татарстану крестным ходом ходят, то татарам нельзя 1552 вспоминать, а им можно. А здесь, с Казани, пидор из Чечни, ублюдок один, говорит, я русский. Я ебал в рот таких нахуй, бізге, туғанлар, блядь. Олар бізге туған түгіл нахуй. Бізге бұлар нахуй, туған түгіл, блядь. Их, блядь, я говорю, этих манкуртов, в первую очередь нахуй будем ебашить. В первую очередь нахуй. Потому что они нам нахуй в спину нахуй стрельнут. Поэтому мы должны будем уничтожить вот этих, блядь, всяких пидоров нахуй, которые кричали сейчас из ТВ, из других каких-то нахуй, что они русские, блядь. Какой нахуй? Сиккамен нахуй, мне урастуголь, блядь. Так, окей. В тот день, помните, я Куштау Байрам писал, так и мне не ответили. Короче говоря. Админ. Напишем туда. Чат Куштау Байрам. Мен тағын эфирда отырам. Мен сізден жауап olmadım. Чат Куштау Байрам. Кто здесь админ? Напишите мне. Siz kim onda? Boshqirdmi, tatarmi? Kim onda buni olib bora? Считайте, 170 у них уже за эти дни новостей засунуто, но мне так и не ответили. Чисто они грузят, но у них какая-то часть вроде бы похожа на наши тематики, что-то вот, но какая-то часть идет в Куштау Байраме с руснёй вместе. Понимаете смысл какой? Неполный шаблон нашего этого видения. У них как-то все микс какой-то идет. Типа, что они хотят донести людям, непонятно. Так, окей. Этот тоже прикол здесь написали. Генеральный директор Первого канала, этот, блядь, Эрнст, блядь, сравнил автора айфона Стива Джобса, Стив Джобс, который уже умер давно, да, как я понял, с Адольфом Гитлером за создание этой дряни. В это же время жена Константина Эрнста, Софья, со слезами на глазах снимала его на iPhone. На другом фото также Константин Эрнст, видимо, еще не прозревший. Да, точно, блядь, нахуй. Ебануться, блядь.
У всех на руках iPhone главный, блядь, нахуй там, блядь. И они, блядь, про iPhone что-то пиздят, блядь. Вы ебанутые нахуй. Не то, что iPhone. Букву А хотя бы научитесь создавать. Букву А. Просто А. Так, у здания парламента Грузии начался масштабный митинг оппозиции. Они протестуют против фальсификации результатов парламентских выборов 26 октября. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает Эхо Кавказа. Ну да, сегодня обещали же, и что там добились. Завтра узнаем. Организаторами акции выступили оппозиционные объединения коалиции за перемены национального движения «Сильная Грузия». Один из лидеров коалиции заявил, что митинги будут проходить ежедневно. Ну, посмотрим, что будет. Терпение и труд, потом все умрут. Такой девиз, блядь. Подмосковье бюджетник спрашивает о репродуктивном здоровье анкетами. О, вы видите, как вам в Подмосковье уже рожалка работает у вас или нет? Если не работает, срочно будем, как говорится, вас кастрировать, девочки, чтобы вы рожали нахуй быстрее от кого-нибудь. Мы русские, с нами Бог. Именно это выражение использовали нацисты при Гитлере. Gott mit uns. Gott mit uns. Scheiße, Russia. У меня вопрос к властям РФ. Если вы общаетесь и договариваетесь с Талибаном, дружите с Ираном, помогаете Северной Корее, почему тогда ваши эти жены, бляди, и квартиры на Западе, а не, например, в Афганистане? Да, на самом деле, а какой хуй, блядь? Езжайте в Афганистан, узкожопые нахуй. Вы же гондоны нахуй. Навальнята, Кац нахуй, вот это вся поеботина нахуй. Ну езжайте нахуй в Афганистан, блядь. Давайте делайте там палатки, малатки, становитесь нахуй, стройте там свой узкий мир, блядь, в Афганистане, в Иране, блядь. Давайте туда заходите. В чем проблема-то нахуй? Че, подвинутся они нахуй в горах, там место найдете себе нахуй? Че вы, блядь? Давайте, блядь. Так что ваше место как раз там, потому что все равно в Москву вы не влезете нахуй, мы вас со своих регионов выгоним нахуй. Вся Рашка это наша будет. В Москве, ну, вы не влезете точно нахуй. Как вы говорите, вас же 150 миллионов, да? Вот 150 миллионов в Москве будете ютиться как-то, как в консервном банке, нахуй. Нормально. Засунем. Не влезете, нахуй. Подрежем. Приспособитесь. В Мариэле состоялось торжественное открытие камня почета Чапку в культурно-историческом месте Мамич-Бердей. Камень установлен в честь легендарного героя марийского, татарского и чувашского народа Мамич-Бердея в Оршанском районе Республики Мариэль на перекрестке дорог у лесной опушки за селами Великополье и Мари-Эрнур. На торжественном открытии присутствовали представители марийской интеллигенции Корты Анаинге, марийской ортодоксальной религии, которая десятилетием преследовалась в России, учащиеся школ и марийская молодежь. Фото и видео репортаж Ромая Юлдашева. От Ромая Юлдашева. Интересно. Мариэль бит инде меня бик якын булып калды бит инде. Азакы еллар. Ну да. Как марийцы говорили, Мариэль, весь Мариэль, который вот этот луговой особенно, они все ездили в Казань. Вот на эти территории, которые вблизи Казани, не скажу, какие города, не помню, блядь, как назывались. Короче говоря, я один раз в жизни там был. Все ездили в Казань, на базар, туда-сюда, ходили пешком, ходили на лошадях, ходили вот так вот в древности. Ходили в Казань на торговлю и очень хорошо жили с татарами. Очень хорошо, пока эта пидорасия нахуй не захватила всех. И не было там такого, что, блядь, син урыс, син татар, син мары. Нихуя этого не было. А вот это все деление создали эти узкожопые нахуй, эти московиты. Поэтому, исходя от этого нахуй, Мариэль, таким же образом, как и мы выйдем, и мы им тоже поможем. Их, конечно, мало,
нам нужно им помочь, я думаю. Также и Шупашкаре тоже. Так что с марийцем разберемся. У них есть также манкурты, ебанутые нахуй, которые типа крестятся, там, бухают, блядь. Порылые есть такие тоже. Но ничего. Как говорится, ни в семье, ни без урода. У нас половина такой нахуй населения, если не больше. В 7 утра перекрыли центр Казани, чтобы прошел этот ебаный ход крестный, блядь. Крестные отцы нахуй ходили сегодня, блядь. Напомню, что татарам не разрешат провести Хатыркыны. Да, Хатыркыны не дали провести. В память о погибших воинах, которые обороняли Казань. Как ни кстати, крестный ход проводят тогда, когда сегодня 4 ноября отмечает День народного единства. Только в этом народном единстве нет места татарам, получается. Ну, само собой. Татары нахуй никому не нужны. И башкортлар. Вы что, не можете понять, что ли? И чеченцы, и дагестанцы. Мы нахуй никому не нужны. Мы пока сами нахуй не скажем о себе, мы никому не нужны. Вы это не можете проснуться, блядь, нахуй, с этого узкого мира, блядь. Порой думаю, знаете, блядь, вот говорят, блядь, вот эти, как раз таки, блядь, эти... Блять. Ну вот эти, блядь, удмурты, вот эта вся поеботина, которая, блядь, хуйней мается, они говорят такую хуйню. Я уж выскажу это, блядь, в полном эфире, нахуй, чтобы понимали. Короче, когда, блядь, течка, нахуй, у женщин, если эту течку, нахуй, кому-то, нахуй, дают схавать, короче, да, мужику, все, он становится, типа, оказывается, влюблен в рот ебись, нахуй. И мне кажется, нахуй, каждому народу, нахуй, русская барыня, нахуй, дала этой течки, нахуй. Каждому капала, блядь, в тарелку, блядь. И вы все сожрали эту течку, нахуй. Исходя от этой течки, нахуй, вы уже зомбировались, нахуй. И вы не можете отойти, блядь. Понимаете смысл? Вот в чем прикол, блядь. Я нашел, нахуй, косяк, я думаю, в этом, наших народах. Вы схавали когда-то течку, нахуй, узкожопых. И теперь вы не можете, нахуй, отойти. Как говорится, вас они залюбовали, нахуй, от этой хуйни. Так. Баба Яга вне закона. Организатор праздника в честь героини русских сказок обвинили в сатанизме. Сука. Я хуею, блядь. Фестиваль в честь дня рождения Бабы Яги отмечается в Сочи парке с 2015 года и позиционируется как праздник русского фольклора. Гостей праздника ждут Леши, Кикимора, Домовенок, Кузя, Кощей Бессмертный и другие герои народных сказок. Ну да, они же этими станут, нахуй, ЛГБТшниками, нахуй. Они же ЛГБТшники, переодетые, нахуй. Это бабушка какая-то, блядь, садомазохистка, нахуй. И этот Кузя, нахуй, блядь, какой-то черт, блядь, нахуй, домовенок, блядь. И этот бессмертный, нахуй, Дон, блядь, нахуй, бессмертный. Пиздец, нахуй, здесь все дондоны и хуиндоны, нахуй, собрались. Опасная сказка, бля, нахуй, такая, блядь. Опасная. Пиздецкая, блядь. Так, идем дальше, ладно. Так, да, про Уфу так говорил я. Про это говорил. Так. Так. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Куличевский какой-то, блядь. Ну хули, блядь. Наказали, нахуй. О, блядь. Еще раз про День единства. Это какой-то энциклопедический хрестоматийный видео для кого этот праздник можно ювелирно увидеть именно на этом видосе. Только надо проанализировать каждую долю секунды в нем. Кто такой Мурат Номад? Непонятно, кто такой.
Понятно. День единства, говорите, окунемся тогда в высокодуховную историю Руси. И так как первым делом опраздновала сие единство новая династия Романовых. В конце 1614 года в Москве около Серпуховских ворот по приказу царя Михаила Федорасии, нахуй, Романова, был на потеху публики повышен трехлетний царевич Иван, блядь, Дмитриевич Ташагин, блядь. Или, как его обозвали узурпатора престола Рюриковичей, Иван Воронек, или вообще Ивашка, хуяшка. При этом петля не затянулась на шее малютки, и он погиб от холода лишь несколько часов спустя. То есть Романовы, чтобы никто не претендовал на их трон, шлепнули невинное дитя. Ха-ха, прикиньте, да, пиздец нахуй. Ну вот видите, вот, поэтому-то они и мочат детей. Садомазохисты нахуй, маньяки нахуй, ебут детей. Блядь, от афганцев по сути не отличаются нахуй, бочовозы сраные, блядь. При этом, да, то есть Романовы, чтобы никто не претендовал на их трон, шлепнули невинное дитя. 3 века спустя шлепнули дитя самих Романовых, чтобы те больше не претендовали на трон. Потом, скорее всего, шлепнула команда Сталина, которую потом уже раз 50 перешлепанная команда шлепнула самого. Не забывши, скорее всего, шлепнуть его сына Василия. Ибо нефиг мечтать о власти, как у папы. Единственное, тут, конечно, я преслеживается в мыслях и делах, как бы быстрее шлепнуть, пока нас не шлепнули. Они реально единые. Охуенный рассказ, да? Короче говоря, нам тоже, наверное, пришлось время шлепнуть Путина нахуй и всех ихних узурпаторов, блядь, всяких. Meni oq quloqlar izli oq quloqlar. Қазақтар сені қолдайды деп ойлаймын. Жасаған есіне сәттілік, аман бол, зияны сақ бол, ақ құлақлар сені іздеп жүрген шығыр. Мені ізлейлер енді олар, само собой ізлейлер. Пока шунаға битімні көрсетмейін. Битімні көрсетсем, вообще потом миымны сіге башлайлар. Так, 16 кіші, 8 кіші утра. Так. В каком-то году, блядь, Путин говорил, мы будем придерживаться демократических путей развития, будем развивать гражданское общество и ставить под контроль общественности государственные институты. Угу. Мне кажется, в диктатуре так и живем. Опа. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего не побеждать-то? Киев будет взят так быстро. 1,5–3 дня. 2 дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Некому воевать, блядь. 3 года нахуй. Я 2, блядь, уже. 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили. Не говорили уже? Уже такое не говорили, нахуй? Ай, сука, блядь, я охуенно таким, блядь. Гульнур Надельшина написала. Зачем эту мразь тут постить написано? Понятно. Так. Так, здесь комментарии почитаем-ка. Люди везде одинаковые, равноправные. Во всем мире происходит спектакль. Так, о чем тут речь идет? Виновата власть, которую это пропагандирует. И тихо, и наш.
Так. Так. Окей. Принято. Итак, вот это комментаторши. Так, секундочку. Отошел. Напишите нам, чат Куштау Байрам, телевизион 2024, вот. Кто такие? Нәрсекей, Куштау bu? Kim bu вообще? Men anglamam. 100 marta уже yozdim. Narsa sizga yollanib yozarga kerak, что ли? Sen boshqirdmi, tatarmi? Kimsing o'zi вообще? O'ris bo'la turgan bo'lsang, yozib da yurma menga нахуй. Куттак бошлар. Заебали нахуй. Вот эти, говорю же, вот эти манкурские нахуй, все вот эти, блядь, ТГ нахуй, все это дерьмо, которое пытается за Башкортостан, за Татарстан что-то пишут нахуй, это пидоры нахуй, те еще нахуй. Их тоже нахуй будем расчленять, пидорасы, блядь, заебали нахуй. Вроде, блядь, один комментарий нормальный, другой хуёвый. Один нормальный, другой хуёвый, блядь. Даже, видите, с одного нахуй, с другого перекидывает меня, с одного на другой перекидывает, с одного на другой перекидывает. Затрахали уже, блядь. Сейчас им прикольнусь нахуй. Напишите нам, и мы ответим вам в ближайшее время, блядь. Бот этот сраный ихний, блядь, заебал. Как они заебали меня уже так. Так, сейчас им найду я им. Секунду. Угу. Вот это. Этот. Так, Башкортостан. Итак, дальше. Теперь в чате Куштау посмотрим, что они тут. В чате вроде бы есть нормальные люди, а вот этот сам Куштау Байрам какой-то не такой, блядь. Вот не знаю, блядь. Вот зайдите сами, посмотрите. В какую-то ересь они несут, мне кажется, блядь, там. Какая-то часть, блядь, за русских топит там, нахуй. Так. Ну вот комментарии вроде общаются нормально, но... Так, пишет кто-то. Братья наш, дух упал, что ли? Почему люди молчат? Аллах нас всегда
прости нас, веди прямым путем уничтожить неверующих, не заменяй нас другими людьми, уничтожи притеснителей, которые идут по нашей земле со своими крестами и имперскими флагами. Братья, надо объединяться, распространяйте. Почему все молчат? Что эти кафиры себе позволяют? О чем я вам говорю? Siz anlamıyorsunuz, наверное. Мен anlamıyorum. Вот почему? Потому что siz işyesiz. İşyesiz, понимаете? Siz işken kişi koydan indi Allah'ını bilsin indi. Siz işken kişi sizge urus mu, блядь, башкирт mu, utirerler mi, utirmiler mi? Sizge похуй, блядь. Море по колено вам, блядь. Когда, может, вы как-то очнетесь как-то, вот я же говорю постоянно, musulmonlarga aytamiz ham. Musulmonlar хотя бы siz uyanıгыз, вы же трезвенники. Вы же трезвенники, давайте вы хотя бы просыпайтесь, блядь, чтобы мы с вами уже пошли, если эти алкаши не могут идти, блядь. Башкирт, мол, татарма, блядь. Алкашу, блядь. Хрен знает, блядь. Кому уже даже, не знаешь даже, какому населению, точнее, какому из них обращаться даже не знаешь. Так, давайте теперь Татньюс почитаем. Татньюс тоже непонятный, но хз, блядь. Рустам Минниханов предложил сделать Татарстан инвестиционным центром Бахрейна. Этот Рейс Кутакбашевский провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль-Халифой. В ходе встречи со стороны обсудили вопрос сотрудничества между регионами и в различных областях. Минниханов предложил сделать Республику Татарстан платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна. Король Бахрейна поддержал эту идею, отметил, что и Минниханов стал главным гостем конференции, чем, несомненно, поднял ее статус. Наша страна рассматривает королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе, подчеркнул Раис. Республика является центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна. Теперь смотрите. Окей. Согласен, допустим. Эта тема хорошая, как я всегда говорю, экономическая тема с Азией, Казахстан, Узбекистан и с другими потихоньку, да? Но вот эта тема сейчас нам, это не плюс. Мы, как говорится, должны любым способом развалить нахрен Башкортостан, Татарстан, любым способом. Чтобы, блядь, народ охуел, блядь, там, нищете. Вот когда только они, когда локти начнут кусать, вот только тогда проснется народ. Вот только тогда они, когда лапти в ногах будут носить, блядь, вот тогда они пойдут на Москву. А до этого народ сытый, ну почти что, они не пойдут, не рыпнутся нахуй. Потому что скажут, блядь, нам это хватит. Если они довольны за 20 тысяч, живут 10 тысяч пенсии, для них это нормально. Вот когда у них будет зарплата, как в Северной Корее, 2-3 доллара в месяц, это 300 рублей в месяц, вот тогда они охуеют. 300 рублей в месяц, нахуй. Вот примерно так. А для этого, нахуй, вот эти, блядь, встречи, блядь, всякая хуетация, узкий мир, нахуй, уже пытается рулить через мусульман. В кавычках. Марионетки эти, блядь, продажные шкуры, нахуй, Миннихановы, Хабировы и так далее, блядь, пытаются через мусульман, как говорится, поставлять, блядь, деньги, инвестиции, нахуй, товары, блядь, вот Турция, пидорасня, помогла с маслом, нахуй. Сразу первая Турция помогла, блядь. Это что, наш помощник по развалу России? Нихуя не помощник, блядь. Нихуя. И арабы 90 тонн масла, блядь. Нихуя не помощники они, блядь. Да, может у них цель такая, что подзаработать у них цель. Ладно, хуй с ним. Может цель, блядь, мусульманам помочь? Не, нахуй. Все это лицемерие. Нам нахуй такая помощь не нужна. Я же вам говорил всегда. 500 лет нахуй помощь дала бы Турция, если бы она хотела помочь нам вытащить татар из России. 500 лет. 1552 и 2024. Грубо говоря, 500 лет. Нихуя никто не помогает. Так что сказки не надо рассказывать нам с этим турецким миром.
Вот, добавил еще. Банк России подписал соглашение с Всемирной организацией по стандартизации исламских финансов. Исламские финансы, вот эта тематика, да, ведь, риба называется, да, риба тоже харам. И, как бы, если тут братья-мусульмане есть, они поймут. Не надо нахуй нам исламский кредит. Я помню, блядь, хотел когда-то развивать свой тоже бизнес, нахуй, так скажем, блядь, и наткнулся на такую тематику. Мне предложили, блядь, возьми, говорит, вон, в Башкортостане вроде бы этого еще не было, в Казани, говорит, возьми. Я говорю, пошли нахуй. Потом я внедрился в эту тему и посоветовался с братьями-мусульманами. Мне сказали, что риба, вот этот, который выходит из маржа, да, так скажем, маржа, которая дается вот такими исламскими какими-то финансами, это тоже как бы в то же время все равно нахуй харам. Никакого нахуй халяля там нету. Халяля там нету. Могу как бы расчленить примерно. Это как суда или как это хуйня какая-то. Типа такая тематика, что преподносит нам это халяль, но на самом деле это харам. Это получается какая-то фирма, вот это банк, получается, входит с тобой в этот бизнес нахуй. Входит и покупает за тебя все. Но ты уже добавки этого процента, который вам посчитает она, типа посчитает, ты отдаешь им долг. Вот и все. Один хуй, блядь, долг и один хуй нахуй повышение ставок. Уже просто эти 21, как этот и Набиуллина сказала, 21% они добавят сверху, и все, ты даешь нахуй, вместо 80 даешь, блядь, 101 тысячу, блядь, и все. И где тут нахуй халяль, блядь? Нихуя не халяль, блядь. Поэтому... спускаясь, блядь, Осха, Башкортостан, блядь, Татарстанда, когда будут все, когда мы войдем, иншаллах, возьмем республику в свои руки, всем башкортларга, татарларга, которых захотят жить в Башкортостане и в Татарстане, из других регионов, всем и внутри, само собой, и всем, которые захотят переехать, всем дома, квартиры, да, будем давать бесплатно. И это мы можем позволить себе. Мы можем позволить, триллионами отдаем нахуй Москве вот эти деньги, плюс прибыль и так далее. Прокрученное бабло потихоньку будем выдавать всем бесплатное жилье. Каждый год нахуй хотя бы, как говорится, по одному региону, блядь. Вот, допустим, Уфимский регион, потом дальше Крымскала, дальше вниз поехали Сибай, там, Старый Тамах и так далее, и так далее. Или там по краям, наоборот, начнем, где хуже, да, ближе к Уфе, а потом ближе к Уфе, наоборот, круг замкнем. Примерно вот такая тематика. Поэтому бушсба и кредитная вот эта ставка, нахуй, и кредитодавание мы насчет домов своих, да, ведь мы не будем делать. Чтобы Харбер, Башкортта, хам Татарда и болсын, интегу был маскатыш. А потом уже на какие-то нужды, если банк посчитает там, финансовая там сторона, там кредит, если мы будем, вдруг даже если вытаскивать, то мы его должны будем сделать без процентов. Кредит такой должен быть без процентов, блядь. Это значит охуительная экономика у нас должна быть, где не будет процент. Потому что банки должны будут, по идее, государственными. Никакого частного банка не должно быть нахуй. Будет оно государственное. Почти как в Норвегии, можно сказать. Ну, в Норвегии тоже есть там от 1 до 5% есть ставки свои. Там, допустим, мизер, но все равно есть ставки. Поэтому мы должны будем как-то вот этот экономический дырку этой экономики, банковскую тему, мы должны будем закрывать его с другого места. С какого места надо придумать. Хуй его откуда. Надо будет с какой-то маржи, короче, должно оно, блядь, обеспечиваться. Ну, короче говоря, то же самое, что, вот, допустим, в Эльдорадо, в Nvidia, они же дают, нахуй, без рассрочку, блядь, на 1 год. Допустим, вот так, да, вот как будто вот такая тематика должна быть. Они же от этого не проигрывают, блядь, нахуй, ничего с ним не происходит. Короче говоря, вот тема такая. Примерно вот так. Его, конечно, я, как говорится, не специалист, додумать надо еще. Главное, чтобы харама не было, процента не должно быть. Так, больше всего намаз популярен в Татарстане, Крыму и на Кавказе.
Интересно, кто это такой скопировал? По результатам анализа сравнительной популярности тем по данным Google Trends в сентябре 2023 года определено, что поиск по запросу намаз чаще всего делался жителями Татарстана, Крыма и Кавказа. Также в этот топ вошла Московская область. Ничего, какая Московская область? Синим цветом обозначен регион интересующий гороскопом. Красным цветом поиск по запросу молитва. Зеленый намаз. Ну, тут территории типа они так поделили. Намаз, где это. Как они это посчитали, я не могу понять, блядь. Вот, не знаю, блядь. Кишега язырга керек бит инде, блядь, нахуй. Хуйню какую-то, блядь. Где делали намаз? Не делали намаз. Я уже, наверное, в столицах, блядь, Башкортостана, Татарстана, Ичкерии и Дагестана намаз, наверное, должен делаться. Он должен там делаться. Поражаюсь какие-то действия, вот эти сравнения какие-то тупые тоже порой. Вы бы написали бы лучше, сколько мусульман полегло, блядь, на Украине. Вот за этот период, блядь. А не карта намаза. Так, что там? Слитком заинтересовался халяль питанием в школах Татарстана. После того, как власти Менделеевского района Татарстана сообщили о переходе на питание халяль в школах, этим заинтересовался Следственный комитет, передает им Казан. Сегодня же пресс-служба СК РФ заявила, что Бастрыкин поручил организовать проверку из-за возможного нарушения прав детей. Доклад по данному вопросу должен предоставить глава республиканского ведомства Валерий Липский. В центральном аппарате СК поставят на контроль ход проверки по этому вопросу. Напомню, что Бастрыкин начали писать из экстремистской организации «Русская община» по поводу халяльного питания в школах Менделеевского района на оси Татарстана. Ха, перекиньте, да, блядь? Еду, блядь. Теперь будете свинину, как говорит, детям жрать давать. Свинину будет жрать нахрен. Да, возле Москвы 20 деревень строят. Скоро афроузкие будут для африканцев. Ну, это пизда вам будет, нахуй. Если вот реально, если туда загонят африканцев, ой, блядь. Они же, блядь, нахуй никогда окей не говорят африканцев. Вот же я здесь знаю их. Они никогда окей не скажут, нахуй. Они будут пиздец, нахуй, ебашиться, нахуй. Если им еще узкожопых, нахуй, есть такая, нахуй, слово на букву Н, блядь. Они любят это слово кричать им всем, блядь. Они же афроамериканец или там африканец. Не будут же кричать. Они будут просто 4 буквы кричать на букву Н. И все на этом. Поэтому узкожопые, нахуй. Это такие пидоры, нахуй, которые, блядь, как говорится, они субординация, что такое не знают, нахуй. У них нет, блядь, вот этого субординационного, нахуй, дистанции, блядь, нахуй. У них есть только, нахуй, оскорбления, чурки, черные. А вот теперь тут конкретно черные приедут. Конкретно, блядь, сажа приедет. Ё-моё. Так что пиздец вам будет, нахуй. Так что черные члены будут вас иметь, нахуй, во все щели, нахуй. Только в рот не давайте, задохнетесь нахуй, как говорится. Девушки. Или мальчики даже вдруг. Голубизны-то дохуя узкожопых. Итак, дальше вот этого. Один из этих членов зачитывает текст, говоря, чтобы люди, не относящиеся к их конфессии, не плевали в чужой колодец, не лезли в их огород. Это пиздец, нахуй. Тогда как они сами из этой экстремистской организации в первую очередь лезут в чужие территории и пытаются навязать свое. Например, они лезли во внутренние дела Татарстана, когда хотели отменить халяль питание в школах, где большинство проживает мусульман. Так что прежде что-то требовать от кого-то, начните с себя для начала, а потом и поговорим о другом. Ну, интересно, я это закину себе, пусть почитают люди. Да, интересный момент, да, ведь. Но, вот опять началось это. Члены экстремистской организации «Русская община» во Владимирской области поддерживают запрет по ношению хиджабов в школах и устроили свою провокационную акцию. Неудивительно слышать такое от нацистов и борцов против мусульман РФ. Послушаем, что они говорят. 22 ноября 2024 года
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области выпустило приказ о запрете ношения в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учащихся, в том числе хиджабов, никабов и так далее. Спустя некоторое время после выпуска приказа администрация Владимирской области подверглась нападкам со стороны представителей диаспоры, а также представителей СМИ и их поддерживающих. Школы, а также иные общеобразовательные учреждения являются светскими, и ношение предметов одежды, демонстрирующих религиозную принадлежность, является проявлением показного неуважения к людям, исповедующим другие религии, и может привести к чувству исключительности и дискриминации. В светской школе важно, чтобы все ученики чувствовали себя равными. Запрет ношения религиозной одежды касается не только мусульман, но и других конфессий. Мы, представители русской общины Александровского района Владимирской области, а также неравнодушные жители, полностью согласны с данным решением и выражаем свою поддержку администрации Владимирской области в этом вопросе. Понятно. Получается, блядь, стринги на голове можно носить, а вот хиджабы нельзя. Как говорится, да ведь? Закусывать гондонами нахуй на завтрак можно, блядь. Но, как говорится, хиджабы нельзя. Все это можно, сало можно, бухать можно, как говорится, в очко долбиться можно, но хиджабы нельзя во Владимирской области. Ну тогда, если этот Владимирский Централ узкожопых, ну тогда мы туда и загоним их нахуй, Башкортостан, Татарстандан. Нехуй на наших землях нахуй творить, блядь, стринговые голубизные дела, блядь, нахуй. Всякие Моисеевы, Киркоровы нахуй, всякие хуесосы, блядь. Нам не нужны вы нахуй. Понимаете смысл? Поэтому, как говорится, вы когда что-то творите, вы уже творили нахуй. Я уж, блядь, так больно мягко выражаться, блядь. Если вы такую хуйню уже творите, то тогда, блядь, нахуй вам 1000 раз уже говорилось, блядь, 1000 раз говорилось, блядь, глубоко, сильно нахуй. Не перешагивайте нахуй в своих мыслях, блядь. Потому что это все на вас пойдет. Это все на вас пойдет, на узкожопых, которые, блядь, возомнили себя христианами. Такими невъебенными, нахуй, которые гонят черных. Если вы гоните черных, тогда как раз таки, как Алсынов говорит, без хорохолок же. Мы же такие черные, блядь. Пиздец черные, что тогда в Башкортостане, в Татарстане с черными вы не живите, нахуй. Пиздуйте в белые места. Как в Подмосковье какой-то хуймент сказал, отбелить Подмосковье нужно, оказывается, депортировать чурок. Ну тогда отбеливайте, отбеливайте. Тогда мы тоже так же будем зачернять. Нам надо зачернять, понимаете? Нам больно белизны дохуя. В глаза аж, блядь, режет, сука. Отдает в глаза, нахуй. В очках придется ходить черных. Поэтому, туганлар, урыслар, туганларым меним. Башкортостандан, Татарстандан. Собирайте свои шматье нахуй и пиздуйте в Владимирскую область нахуй. А оттуда, вот кто в хиджабе, их отправьте по домам. Я согласен. Их отправьте по домам. Нехуй им там жить, блядь. Отправьте это по домам. А вы по всем домам своим нахуй. Меняемся местами. Они приедут в ваши дома, Башкортостан, Татарстан, в хиджабах. А вы туда пиздуйте в ихние дома. Чтобы вот так было честно. Без крови зато предлагаю сдаться. Сдавайте сейчас без крови. Когда мы уже зайдем нахуй, там стринги на голове вашей не помогут. И гондоны на завтрак тоже не помогут нахуй. Ублюдки. Послушаем еще что-нибудь. Мы, народ Владимира, выражаем свою поддержку запрету на ношение религиозной одежды в государственных учебных заведениях нашей области. И нам есть что сказать в ответ на нападки в сторону нашего Министерства образования. В Российской Федерации есть федеральный закон 273 от 29.12.2012 года, где сказано, что образовательные учреждения устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченными органами субъекта РФ. То есть, если ты не являешься работником уполномоченного учреждения данного субъекта, ты не можешь диктовать свою волю, такого закона. Это первое. Второе. Верховный суд дважды встал на сторону администрации субъекта в аналогичных случаях в Мордовии и на Ставрополе. Странно, что некоторые завидным упрямством напрашиваются на третий раз. Как будто бы двух предыдущих не хватило для понимания текущих реалий.
Третье. Свою позицию по данному вопросу однозначно высказал президент Российской Федерации. И она совпадает с позицией Министерства образования Владимирской области и Верховного суда. Налицо единство всех ветвей власти, поскольку федеральный закон в свое время также принимала Государственная Дума. Позиция людей, вроде депутатов хороших, оказывается лютой оппозицией в данном случае. Четвертое. Если кто-то желает что-то доходчиво объяснить людям, принимающим участие в подготовке и выпуске данного приказа, он может это сделать в суде. Как до него пытались это сделать дважды. Больше нигде и никак. Точка. Пятое. Нас интересует, есть ли среди тех, кто решил совместно добиваться отмены решения о хиджабах, Игорь Егошин. На фото его не было. Нам, как жителям города, где он был избран, чтобы представлять и отстаивать наши интересы, очень хочется услышать его комментарии по данной ситуации. Странно, что депутат Егошин отмалчивается. Его слово могло бы наглядно охарактеризовать его актуальность и ценность как депутата для нашего региона. Шестое. У каждого народа есть исконная территория, где он проживает веками, где складывались и устаивались его традиции. Это колодец самобытности народа, его малая родина. Россия многонациональная и многоконфессиональная страна именно потому, что у каждого народа в ней есть этот колодец, позволяющий самоидентифицироваться каждому следующему поколению, и сохранить в единстве все многообразие культур и традиций. Так вот, попытки плюнуть в этот колодец людей, не имеющих отношений ни к нашей культуре, ни к нашим традициям, да и полномочий тоже не имеющих, мы воспринимаем как агрессию и реагируем соответственно. И последнее. Министерство образования Владимирской области дало нам повод для гордости за свою администрацию. Хочется, чтобы этих поводов стало больше. Продолжайте в том же духе заботы об интересах подавляющего большинства жителей веренного вам региона. И не оглядывайтесь на лезущих не в свое дело шоуменов от политики и блогеров-экстремистов. Благодарим всех, кто помог воплотиться этому приказу. Благодарим лично Светлану Анатольевну Болтунову. Спасибо вам. Слава России! Сила в правде! Слава России! Это как это, украинцы они, слава Украине орут, что ли? Но там-то славы нету, блядь, во Владимире и в пизде Кукуева. Вот сами себе они ответили. Теперь я им отвечу, этим гандоном нахуй. Кто там, блядь, выскакивал нахуй, этот депутат, да ведь? С Дагестана, оказывается, он. Другой там пиздел с Чечни, блядь. Пусть они пиздят. Внутри, поймите, это манкурты пиздят. Они не с нами. Как они пиздели, похуй. Лицемерный образ это. Просто надо было сказать кому-то, сказал он, и типа надо было сказать. Потом, когда мы с них будем спрашивать, вы говорили, когда мы за нос, за ноздри их притащим, вы говорили, они скажут, да, мы говорили, но нас никто не слушал. Вот примерно такая хуйня будет. Поэтому, как говорится, это лицемерное дерьмо, нахуй, нам не нужно. И вот эта мразь, сама, блядь, вот эта, блядь, ебучая, нахуй, система, она сама сказала, нахуй, что территория, и никто нас не должен учить. Окей. Башкортостан, блядь, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, их тоже не должно быть, блядь. Они сами себе ответили. И они, если думают, что Башкортостан, Татарстан, ихний, нахуй, колодец, и туда и они могут плевать, нихуя не будут они туда плевать, нахуй. Нихуя, пока я жив, нахуй, они туда не должны плевать. Поэтому мы должны зайти рано или поздно, блядь, и разъебать эту, нахуй, узкую мразь, блядь. Загнать, нахуй, московское, нахуй, болото, нахуй, Владимир, нахуй, потолок, нахуй, это ихняя территория последняя будет, нахуй. То, что они увидят, блядь, вражки. Потолок, нахуй, Рязань, Владимир. Представили, отрезали по карте, в уме, представили карту эту. Вот примерно вот это, нахуй, не больше, нахуй. И то, когда, если, я говорю, если Киев захочет забрать, как всегда предлагаю, Киев 1, Киев 2. Киев на своем месте, а Москва, чтобы никогда не называлась Москвой, нахуй, блядь, красножопой, нахуй, туда сделать Киев 2, нахуй. Остановка, как говорится, поездов, самолетов Киев 2, нахуй. Аэропорт Киев 2, нахуй. Вот примерно так, нахуй. Киев 2 пусть называется. И вот эту всю территорию отдать Киеву, нахуй, полностью. И чтобы она была Украиной, и чтобы, блядь, с Владимира, нахуй, была вся Украиной, блядь. Чтобы мы утыкались, блядь, в Украину только.
а не в русню это сраную нахуй. И вот с Владимира ниже до Челябинска, и там дальше посмотрим как, это будет все наша территория. Дальше Челябинска уже там буряты, хуяты, там сами разберутся нахуй, похуй мне. Там эти, блядь, многобожники ебаные нахуй. Я их тоже больно не люблю нахуй. Сраные многобожники. Эти, блядь, какие-то крестоносцы сраные нахуй, а там многобожники. Поэтому мы тоже так же сделаем. Наши колодцы нахуй, они не придут воду пить. Безне чишмелерден алар, су ичмилер башка. Берхочанда. Кто-то если захочет это из русни, блядь, со мной пободаться нахуй, пусть ответит вот за эти пидорастические свои высказывания, вот этих общин, блядь, которые мне пишут нахуй, мы с Башкортостана, мы русские, мы хорошо живем, ты пидорас, я провокатор. Вот, пусть он ответит тогда вот с этим гандоном, который нахуй запрещает хиджаб, блядь. Пусть он ответит, не сможет, потому что его тоже засунут нахуй, как хуево агента, туда-сюда, навальниста засунут и затрахают там новичком. Так что им, как говорится, с нами нахуй, лучше не бодаться нахуй, даже словесно нахуй. Словесно даже мы их сделаем нахуй, потому что вся правда только у нас нахуй, и они находятся на нашей территории. Это уже значит ихняя ложь, блядь. Так, Манда вот на татарском один написал. Правильно. Барыгызга ассалам алейкум. Qadrli musulmon qardoshlarim. So'nggi vaqtda ko'p xabarlar kela masjidlar turunda. Qo'yadi tuzirga bermaylar, qo'yadilar yobalar. Onday hal bo'lmas uchun yurigiz har bir namozga masjidga. Shoqirigiz do'stlaringizni, din qardoshlaringizni ham birgalab yurigiz masjidlarga. Bizning zamonda masjid to'lgan bo'la jumg'a kunni yoki bayram kunlaridagina masjidlarni bo'sh qoldirmaylik. Olg'a Tatariston, olg'a Boshqirdiston. Buni bilan men kelisham. Mana shulay. Ey, masjidga yurigiz. Masjidlar qurig'iz. Mana с этим надо заниматься. Если они борются своим ебучим крестным ходом, значит, размножать даже мечеть. Постройте, наконец, этот Аль-Рахим. Муртаза Рахимовтан qolgan Аль-Рахимni ko'tarigiz endi shuni. Конце концов, boshqa totarlar. Birgalashib. Сколько вы уже можете, блядь, молчать, блядь? Впитывать это дерьмо, блядь, ихние крестовые, блядь, походы, блядь. Я просто, просто хуетить там, bütün narsadan, блядь. Мыйларым сигіле, блядь. Дальше больше мына шыннапта bu narsa шул darajaga жетadi endi. Men o'zimni, наверное, точно шығарам, наверное. Рано или поздно, наверное, men o'zimni шығарам. Шунда гана, наверное, народ пойдет смотреть на меня, наверное. Вы, наверное, курмаган халыкка реакции мало. Вот я вот это чувствую, блядь, нахуй. Вот придет, наверное, время, я вытащу себя, наверное, все-таки на обозрение. Ну, конечно, блядь, нахуй, я бы всегда говорил в своих стримах, за собой оставить бы кого-то, нахуй, если вдруг меня шлепнут, нахуй. Только этого я, наверное, как-то опасаюсь. Чтобы мое дело доделать надо. Если я на этот путь стал, я люблю доделывать это дело, а не ортқа сиерге, нахуй. Қошып кетерге, нахуй. Я таких дохуя видел, блядь, которые говорят и не делают, говорят и не делают, нахуй. Но Аллаға шүкір, мен вот айтам, ишлейм, мен мына шундай нәрсәне яратам, блядь. Потому что мен все-таки родом Узбекистаннан, и Узбекистандагылар, если даже многие не такие, но я, наверное, впитал такую тему, которая, как всегда я говорю, берите хорошее, плохое оставьте. Поэтому я, наверное, взял именно то, что, блядь, если ты сказал, сделал, нахуй. Сказал, пропиздошился, қыл нахуй. Күтінге жауап бер. Айдар Мухаммедшин пишет какой-то. Если власти Башкирии не могут одну мечеть достроить, значит за новую браться не стоит. Глава сказал, что он мусульманин, а дети его крещенные. Позор родного народа, позор родной матери. Комментарий от жителя Уфы. Пиздец нахуй. Шабин, да? Шаб, что я могу сказать? Власти Уфы отказались от строительства мечети в городском лесу. Ну, помните, один день я уже прочитывал про это. Власти Уфы в Башкортостане отказали от строительства мечети в городском лесу, якобы из-за того, что жители ближайших домов выступили против. Да, где-то в Сипайлово.
Сипайлова вроде бы этот разговор был. Ну, тут и картинка есть. Ну, такой... Добавлю сюда свое. Вот я жил в Норвегии, в Германии, в Европе, везде. В любом месте, вот напротив вас, вот дом, да, стоит, вот этот, да, гнилой дом. В любом месте, на первых этажах, на вторых этажах, везде есть здесь молельные комнаты. Везде есть мечети, на каждом шагу. В Германии их вообще полно. И никто их не запрещает, никто ничего не говорит. Делай, что хочешь, занимайся своим делом. Идешь молиться, уборка, чистота, порядок. Есть там свой мулла, имам. Все, никто никого не лезет. Никто, у каждого своя хата с краю, как говорится. Они в этот не лезут католикам, они христианам не лезут. Везде все нормально. В Париже тоже видел, блядь, русскую церковь. Стоит она, никто его не трогает. Кому нахуй она нужна? Вот и все. Вот вспомнил как раз. Беспристрастным. Беспристрастным надо быть нахуй. Беспристрастным, вроде вот это слово я всегда забываю сказать. Пристрастность нахуй, если мы будем делать нахуй, это будет вот русская община. Они пристрастно пошли к этому делу нахуй. Поэтому у мусульман есть та тактика. Мы никогда нахуй, как Иван Грозный, никого не заставляем прийти в ислам. Это ваше собачье дело. Хочешь приходишь, хочешь нет. На том свете отвечать будешь каждый будет отвечать. А вы, гондоны, вот эти Иванушки, блядь, крестили татар, блядь, которые до сих пор не могут отчехлиться теперь оттуда, нахуй. И эту мразоту отдельно мы будем ебать, нахуй. Их всех, нахуй, кастрировать сначала надо, гондонов, чтобы они более-менее образовались, нахуй. Потом дальше уже. Так, дальше что пиздят? Здесь сейчас комментарии тут пишут, сейчас прочитаю комментарии, тут пишут люди. О, Всевышний, неужели я слышу речь умного человека? Только не ругайтесь так сильно. Хочу немного написать о себе. С 3 лет до 24 жила в Ташкенте. Окей, я андижанский. Потом поехали к бабушке в Украину. Папа русский, в России мама украинка. В Украине живу уже 32 года. Окей, метиска, мои сестры такие же. Всегда разговаривала на русском языке. Мои тоже на русском говорят. Никто и никогда меня не ущемлял. Вот так же, как и с хиджабами. Была бы причина, им нужна власть. Сколько еще должно пролиться крови, чтобы они захлебнулись ей? Ну, примерно чем-то я согласен с этим автором комментария. Но языковый барьер в Узбекистане у нас, само собой, такого не было. Разницы нету. У нас там в Узбекистане нацизма нету. И в Башкортостане я всегда в других эфирах рассказывал, встретил такое нахуй от татар. Меня они называли Казбеком. Ладно, хуй с ним, я это проживал это нахуй из-за их тупости нахуй, я так понимаю, уже повзрослев, понял, что они тупые нахуй были. И до сих пор тупые такие же. Ну, а насчет того, что, блядь, Путин и русская община, нахуй, ну, это пиздец, нахуй. Это не прощается, нахуй. Это только месть. Это только месть, нахуй. Это месть, нахуй, мусульманина крестоносцам, блядь. Как и, блядь, скандинавы были крестоносцами. Крестовые походы здесь были в Европе тоже. Страшные, нахуй, крестовые походы были. Блядь, тут пиздец, нахуй, что было. Ну, оно все куда-то утихло, нахуй. Значит, и Башкортостанда, Татарстанда тоже так же должно оно утихнуть, нахуй. Раз и навсегда. А утихнет оно, когда только возьмем мы независимость. Другого варианта нет. Тимур Кадыров в Татарстане становится модным изучать культуру и родной язык. Директор РМО, Ассамблея представителей народа на территории РТ, подчеркнул, что родители все чаще отдают детей на уроки изучения родного языка. Надеюсь, это правда. По его словам, родители все чаще обращаются с просьбой открыть в школах курсы по изучению родных языков. Окей. На сегодняшний день ведется работа над тем, чтобы изучать родной язык было модным. Этим занимается и Министерство молодежи республики и различные общественные организации. Я сам был руководителем молодежной ассамблеи народа Татарстана. С 2010 года наша организация старается сделать национально актуальным востребованным среди молодежи. Родители также заинтересованы в этом, поэтому отдают детей на уроки изучения родного языка, пояснил Кадыров. Окей. Это 0,00001% нахуй в нашем деле. Сейчас языковый барьер нам нахуй не нужен.
Язык нахуй, олар урыс тілінде сөйлей ме, хоть мукшы тілінде сөйлесін, похуй ненде тілде сөйлей, ол татарлар нахуй. Нам самое главное сейчас взять, блядь, свою независимость, а потом уже нахуй, они, блядь, кутаюк нахуй, они будут все равно изучать этот язык. Они все равно будут изучать, потому что бүтін жерде не так будет продукты азык-түлік. Нет, бүтін жерде будет азык-түлік. Только так будет. Никакого нахуй продукты нахуй, месячные нахуй, не месячные нахуй. На русском ничего не будет, блядь. Все будет на татарском, Башкортостанда, башкорт тілінде. Все. Вот этот разговор вот такой. Он краток нахуй, конкретен, что вот эта тематика, то, что они изучают, похуй, блядь. Пусть изучают как хотят, нахуй. Но они будут ходить в татарскую школу и башкорт школу юрилер. Все, там уже никак нахуй они не отвертятся, нахуй. Не знает нахуй. Значит, блядь, в нулевом классе будет изучать сперва, блядь, нахуй татарский, потом только пойдет этот ребенок в первый класс. Так было и в Узбекистане. В Узбекистане всех, блядь, за деньги нахуй узбеков учили русскому языку. Прям за деньги отдавали эти узбеки нахуй в Андижане, блядь. Пиздец, они такие умные, блядь. А то, получается, года меняются, и ты понимаешь, что этот узкий язык, он нахуй никому не нужен, оказывается, был. Они сами себе, эти родители, ставили крест нахуй своим детям и семьям нахуй, чтобы они потом поехали они изучив этот русский язык, явно уж не все стали нахуй, блядь, министрами, блядь. Блядь, 100%, наверное, нахуй из них, может, блядь, все поехали подметать улицы, которые, так в кавычках, знают эти узбеки русский язык. И все. Вот к чему этот ихний узкий мир привел. Даже в Узбекистане каком-то далеком. Поэтому, как говорится, нам именно внутри этой русни нахуй, уж, блядь, татарский и башкирский, блядь, он нужен будет обязательно, потому что, как говорится, внутри врага мы живем всю жизнь. Внутри врага нахуй. Вот и все. А враги не дремлют, заставляя нам хуйней маяться нахуй. А, вот как раз про него давно я не читал. Про Энгель Фаттах, которого засунули ни за что. Вот эта дорога из одного СИЗО в другой. Меня очень плохо переношу, сказал Фаттахов и попросил суд о переводе поближе к дому и месту дислокации следствия в Мензелинск, если меры пресечения не смягчат. Это психологически давит на меня. Представляете? Бывший глава Минобороннауки РТ и экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов пожаловался на свое здоровье. Он утверждает, что ему стало хуже после перевода в Чистополь и попросил о переводе ближе к дому в Мензелинск. Вот эта дорога меня очень плохо переношу. Это психологически давит на меня, сказал он. Также стало известно, что Фаттахов сейчас находится не в СИЗО, а в больнице для осужденных. Оттуда ее периодически вывозят на обследование РКБ. Адвокат спросил отпустить Фаттахова под домашний арест, отмечая, что его причастность к преступлению не доказана, а в СИЗО его здоровье ухудшается. Об этом сообщает пресс-служба «Бизнес Онлайн». Мы считаем, что Фаттахов сидит по сфабрикованному делу. И это месть со стороны московского Кремля за татарский язык и за спиленный крест в Татарстане. А также за остаивание платков в школах РТ. Тем самым они убрали яркого патриота Татарстана и татарского народа. Вот. Это я закину себе в канал тоже. Вот такая тема, туганлар. Понимаете, вот Энгель Фаттахов, вот пару месяцев назад, летом или когда там его засунули из-за того, что, блядь, нахуй, типа, он, оказывается, откуда-то, нахуй, спиздил деньги и, понимаешь ли, ремонт сделал в своем коттедже каком-то. То ли ремонт, то ли что-то сделал, блядь, тот же материал купил, то ли что. И вот эту хуйню повесили на него, блядь. Там, то ли, блядь, не спиздеть, то ли 200 тысяч, то ли 500 тысяч, нахуй. Вот что-то такая сумма, может, не знаю, вот, не помню. Вот такая хуйня. Поэтому этот узкий мир будет, блядь, шить фабрикованные дела и узкожопым своим же, подобие навальнистам, нахуй, и татарам, и чеченцам. Разницы нету им, блядь. У них, нахуй, в системе нет нации. Они же так говорят. У них нет нации в системе. Но есть узкий мир, который, нахуй, правит всеми. Но у них нет нации. Так что, как говорится, эти все, по сути, для них тоже узкие, такие же татары и чеченцы, для них все узкие, у них нет нации, но есть только узкий мир, который, как говорится, все равно их гнобит.
Ну, то же самое дедовщина в армии. Есть, как говорится, духи и дембеля. Вот и все. Архитектура ислама в Татарстане, исторические мечети в районах что-то. После указа Анны Иоанновны о массовой христианизации в 1742-1744 годах на территории нынешней Татарстана сожгли 418 мечетей. Понимаете? Их нынешние потомки также ведут борьбу против мечетей, только другими методами и способами. Ну да, вот и все. Поэтому мы... спокойной ночи, хайрлы тун. Тоныштықы. Рахмат. Артун Ярбердин. Алла берса. Я қардашым, вот нешік шылхатлышап айтып қойдың, күңілі балық шекілді. Рахмат, алға Татарстан, алға Башқұртстан. Біз ұрыстан құтылырға тиіспіз. Мына көресіз ме? Когда вот сожгли, когда вспоминаю, я вот сожгли, слово сожгли вообще, да, ведь вот недавно где-то натыкался на такую тему. В интернете просто вопрос задавал насчет сжечь, ну, насчет огня вообще. И мне надо было, короче, узнать кое-что. И, короче, там написано, где-то наткнулся на одном, ну, Google же, блядь, до хрена скидывает этих вещей. И вот там написано, что сжигать насекомых, так скажем, животных, это, оказывается, нельзя, это грех. Ну, порой, блядь, допустим, что-нибудь захотим, что-нибудь сжечь, да, блядь, ой, надо сжечь, да, типа. Это самая нахрен херовая вещь, оказывается, при наказании. Ну, допустим, если ты что-нибудь хочешь, муравья, допустим, убить, просто там или раздави, или что-то в этом роде, да, ведь там. А сжигать нельзя, оказывается. Сжигать нельзя, понимаете? По исламу сжигать нельзя. И тут, получается, эти шайтаны в свое время, в древности, блядь, во время коммунизма, сожгли, вот не помню, какой-то аулны, Исян-Туки, что ли, Ясан-Туки, Башкортстанда полный аулны сожгли. Башкортлар белән бергә, понимаете, кишләре белән бергә, аулны полностью эти узкожопые сожгли, с нашими предками, башкортами. И также жгли, вот тут уже, понимаете, вот я что вспомнил, это 418 мечетей, понимаете? Олар, получается, делают Аллах Таалам кушмаган метод белән кешене яндыралар. А помните, кто сжигал людей в печах? Как там, мартыновских печах? Этот, или как там называется, фашистских печах. Гитлер сжигал. Понимаете, вот. Вот когда идет эта огненная тема, получается, Олар, значит, идут против ислама, в первую очередь. Они идут со своим крестом, долбоебы. И таким образом они причиняют всем нам огненную, получается, так скажем, погибель. Огненную. Шайтан юлондайнда. Из-за этого мы должны конкретно на такие вещи реагировать. Конкретно, потому что сжигание Корана, если помните, это говорилось в Швеции, один долбоеб один, блядь, сжигал, Курт какой-то, Курт или кто там, Гондон один, сжигал в Швеции Коран. Потом эти твари, типа Захарова или что-то там обсуждал об этом. Вот, типа, у нас ислам нормальный, а они там Коран сжигают, начали вот пиздеть, блядь, про Европу. Да, в Европе есть тоже такие ебанутые внутри них, которые не любят мусульман. Швеция, Норвегия, они ненавидят. Но до убийства и до маразма против мусульман Европа еще не дошла. А русня уже перешагнула. И это уже звонок нам, что сжигали Башкортостанда дома, сжигали мечети везде, уничтожали наш народ огнем. Поэтому, значит, это должно быть уже конкретная точка кипения, чтобы мы тоже могли таким же макаром уничтожить их, только не огнем.
а тупо даже сәнәк белән. Просто голыми руками нахрен. Оларны бөтенесен кырып ташларга нахрен. Вот бөтен, блядь, Рублевку, блядь, Барвиху, нахуй, вот это все дерьмо мы должны уничтожить. Разровнять, нахуй, Кремль и так далее. Только, блядь, не с огнем. Когда вот цель идет уничтожение, огонь, погонь, нахуй нам это не должно быть. Потому что это шайтанский путь. А мы должны именно на пути джихада сделать это. Убивать таким образом нахрен, чтобы он конкретно, блядь, нахуй, получил увечье от нас. Аллаху Акбар. Под таким лозунгом. Жизнь зависит от политики. Сможет ли Татарстан обеспечить лекарствами орфанных больных? У Татарстана не хватает денег обеспечить лекарствами больных, страдающим редкими заболеваниями, пишет издание. Проблема с закупкой препаратов для лечения людей с редкими заболеваниями в республике наблюдается давно. Стоимость лечения одного пациента с орфанным заболеванием в год может составлять 43 миллиона рублей. Процедура сильно ударяет по карману РТ. Напомню, что татарстане пожаловались на отъем денег Москвой. И большая часть налогов в республику уходит в федеральный бюджет, это почти 70%. Новости Татарстана. Остановимся здесь тоже. Насчет вот этих больных раком и так далее. Какого люди приезжают в Германию? Какого хрена приезжают во Францию лечиться от этого рака? Вот миллион людей я тут видел с такими заболеваниями. Счастья и так далее. И моя тетя тоже от рака умерла. Украинкой она была. И исходя от этого, в Узбекистане ей не смогли помочь. Метастаз у нее начался, и нихуя. Узбеки нихуя не знают, не шарят, блядь. Тупят, пиздец нахуй. И на Украине ей попытались спасти, но уже было поздно. На Украине охуенно лечат рак. Охуенно. Исходя от этого, значит, Башкортостан, блядь, Татарстанда у нас должны быть открыты взаимосвязь с Германией, с Украиной, с Францией и с другими частями мира. Чтобы у нас, как говорится, такие лечения совместно проводились. И в идеале пригласить врачей, которые могут обучить наших в Башкортостане и в Татарстане, а не открывать, как Хабиров Гондон, какие-то хосты нахуй по уничтожению этих людей. Понимаете смысл? Поэтому бізге көтеруге керек бүтін экономиканы, чтобы мына шундай ширлілер государство жағынан должны обеспечиваться. Ғұмыр бойына. Мына оны яшауына біз должны будем причастны быть. Допустим, мына милләтті кіші ширлі екен, біз онарға ярдам беруге тиішпіз. Біз дегенде енді дәулет ярдам беруге тиіш. А не то, что, блядь, нахуй сейчас в экономическом, блядь, мире творится, блядь. Деньги есть, ты живой. Денег нет, ты сдох, блядь. Нет, нахуй. Мы именно должны такой Башкортостан, Татарстан создать, что мы должны помогать больным. Это бесплатно, безвозмездно. Вот примерно вот так. Надеюсь, объяснил эту тематику тоже. Нигде не слышал про это, кто-нибудь пиздел про это. Решил сказать. Теперь вот здесь пишут, смотрите. Я не могу понять, блядь, новости даже, понимаете? Вот новостям даже порой верить нельзя, блядь. Смотрите. Во время, в Владимирской области, до этого, помните, что я слышали, да? Во Владимирской области не будут отменять запрет хиджаба в школах. Это написано 31 октября, блядь, 2024 года. Тем временем правительство Владимирской области не будет отменять введение запрета на ношение в школах одежды, который демонстрирует религиозную принадлежность, в том числе хиджабов. Об этом пишет «Коммерсант». Источники, близкие к руководству региона, делятся, что губернатор области Александр Авдеев не намерен поддаваться на давление со стороны депутатов Госдумы Адама Делимханова и Султана Хамзаева, которые потребовали от власти отменить недавно введенный запрет на ношение в школах одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность. Нихуя не понял, блядь. То, блядь, можно, то нельзя, нахуй. Какое-то дерьмо происходит. Короче говоря,
Суть какая, блядь? Они сами не поймут, что делать, нахуй. Как гайки закрутить, болты, нахуй, закрутить, блядь. Они сами не поймут, блядь. Как еще дальше давление делать на народ. Вот и все. Вероятно, из-за чего Кремль дистанцировался, потому что многие официальные лица, в том числе религиозные деятели, выступили против такого решения. Типа они ни при чем. Считаем, что это хорошо. Местные власти во Владимирской области остались без поддержки. Федеральный центр в этом вопросе решить эту проблему будет легче. Конечно, надеемся на это. Добавлю от себя. Они-то уже своих псов, блядь, узкожопых выпустили. До этого же слушали. Значит, получается, от этого вот этих, блядь, сука, новостей мы понимаем, что правительство не будет лезть. Как во время 2000 годов, когда Путин пришел, зачищал мафиозную систему, блядь, Москвы и так далее. И типа он не лезет. Но будем мочить в сортире. Вот типа того. Но он ни при чем. И все, он пустил нахуй, как говорится, в это дело нахуй скинхедов, всякую вот эту шушуру, блядь. И все, вот и вам этот, русская община. Он не будет делать. А башкаларна кулы, блядь, улана шли. Еще как и шли, блядь. Йохшитеры шли при том еще. Потому что мафия шулайла шли. Мафиозный клан, нахуй, это питерский, как говорится, пидор, нахуй, приехал, блядь, в Москву и создал мафиозный клан. Вот и все. Поэтому, ну, как сказать вам, блядь, говорят же, типа, хайр, когда даешь, давай правой рукой, и чтоб левая не видела там, да? Но у них только наоборот все. У них делается все, этот говно левой рукой, чтобы правая не видела. А мы все-таки это понимаем. Мы же не тупые, наверное. Поэтому харамные действия из Москвы будет оно постоянно идти. Так. Какой-то Ватанча пишет. Откуда взято? Ну, явно это вся тема, сейчас уже читаю, это там тема татар, которая связана с Кашаповым. Имейте в виду. В противоположность татарам русские не стараются сблизиться с инородцами. Проявляет к ним по большей части прямо-таки враждебное отношение, награждая их при всяком случае не особенно лестными названиями. Русские, например, не позволят своим детям играть с детьми чуваш или черемис, а поесть из них посуду, сохрани Бог. А поесть из их посуды, сохрани Бог, ибо из их посуды едят свиньи да собаки. Нередко от русских можно услышать об инородцах и что это за народ. У этих собак и особой банной посуды нет, из чего моются и из того и жрут. Тьфу, давно бы их всех следовало в Сибирь сослать. К подобным издевательствам инородцы в значительной степени привыкли и претерпелись, но и о сближении их с русскими, конечно, не может быть и речи. Поэтому и в разговорах о вере язычник по большей части молчит, хотя внутренне не соглашается с собеседником. Русский же непременно сведет речь к насмешке над инородцем и тем оттолкнет его от себя еще более. Отрывок из книги православного миссионера Коблова «Татаризация инородцев Приволжского края». Біздің юлыбыз ата-бабаларыбыз ысулы бойынша кушалабыз. Ватанча это пишет. Ну, понятно. Ну, келишәсің енді мындайлар белән келишәсің. Мен бит әйтәм, урысларга каршы любое белән келишәм. Уничтожить урысны мы должны объединяться. Похуй какая нация, блядь. Главное раздолбать полную русню и вывести их до чистого колена, нахуй, до финно-угров, блядь. Чтоб эти пидоры, нахуй, осознали, что они лаптоебы и финно-угры. Другого варианта у них нету. И чтобы они, блядь, попытались, нахуй, уже забыть, что они узкожопые. И сделать их, наконец-то, всех нахрен, так скажем, киевским игом. Для них нужно вот это московское ебучее место сделать Киевом все-таки, чтобы они, украинцы, их всех ассимилировали, переебли всех нахуй там.
А бізге, наоборот, от них надо сокращаться. Башкортостан мен Татарстанда оларны бүтінісін нахуй вытеснить и бізге создать побольше, чтобы біздің Башкортостан мен Татарстанда минимум за какой-то период 100 миллион кіші болырға тиіш. 100 миллиондан, әрбір бізде. 100 миллион онда, 100 миллион мында. 200 мың кішіні біз тудырға тиішбіз. Өзіміздің жерлерде. Примерно хотя бы вот так. Чтобы сопоставляться хотя бы кусочку Эритрии. В Эритрии 180 или 250, не помню. Если не 300, блядь, нахуй. А в Бангладеше 200 вроде бы. В Бангладеше 200. У меня просто товарищ в Бангладеше живет, пиздец, нищета там. 200 тысяч вроде, не спиздеть, блядь. 200 тысяч в маленьком Бангладеше. Поэтому 100 тысяч Башкортостан на жире куб, это нормально. Чтобы все вот эти посадки, аулар, бетон жерлер, таулар, башлар, бетон жерлерда у нас заселялись люди. Чтобы не пустовали деревни. Вернуть весь народ в ауларға. Постараться. Шахардан, шахарға жимастан. Шлайрақ. Так. Все, здесь тоже я уже дочитал. Тут старье какое-то идет уже. Ага. Вот скинули тут нахуй адресочек. Я тоже, блядь, пидоры этого закину себе, а потом удалим. Вот этот черт весь, короче, в татухах, блядь, нахуй. В татухе у него что за хуйня? Мой царь, блядь. Путин, нахуй, в татухах, что ли? Нигматьянов Арслан. Нигаматьянов Арслан Азатович. Он же Арслан Н. Фактически адрес город Челябинск. Улица Клара Цеткин. Пиздец, нахуй. В Андижане тоже Клара Цеткин был. Пиздец. Дом 32, квартира 75. Это же Клара Цеткина, нахуй. Это же та, блядь, какая-то 8 марта, которая сделала, нахуй, вроде бы. Что такое, нахуй? Тоже, блядь, бізге ондай урамлар керегі жоқ. Прописка город Уфа, улица Башкирской Кавдивизии. Дом 35. Паспорт 75 14 55 95 51. Выдан 12.05.2015. Есть номер телефона. Может быть старый номер. 8 961 786 53 84. Если найдете его, почему я это читаю, можете морду бить этому гандону. Это тот, который Алсынова допытывал, нахуй, когда он с Турции приехал. Недавно это Рауфу допытывал с этого. Рауфу Рахимову в аэропорту допытывал, нахуй, она когда приехала с Турции. Когда у нее шары на лоб полезли. Вот этот пидор, нахуй. Нигматянова Альбина Руслановна. 11 10 19 95. С английского, что ли, блядь? Этот гандон какого года, я таки не понял. Этого гандона год не написан, что ли, рождения? Короче, хз. Прописка: Оренбургская область, район Кваркекский, поселок Белозерный, улица Раздольная, дом 5, квартира 1. Работала тоже больница ГБУ ОПЦ. Паспорт 75 19 37 40 41. Выдан 21.10.2009. ГУП России по Челябинской области. Код подразделения 740 002. Номер ее 919 309 21 24. Ну, это вот комитет башкирского сопротивления. Оттуда, короче, взято. Оттуда взято, вытащено. Но в комитет сопротивления у меня нет доступа, короче. Вот это от блога Рауфы Рахимовой. Хабировский недоблогер Нигматьянов известен тем, что разжигал межнациональную рознь в соцсетях и странным образом избежал за это уголовной ответственности. В частности, он оскорбил культуру тюркских народов, в том числе башкир и татар.
Эти обычаи и древние традиции башкирского татарского народа. Вот это все тюркские обычаи, ублюдские просто. Тюркские обычаи, заявил Нигматьянов. Когда он подъебаш Хабирова, и плюс у него, блядь, нахуй, если этому верить, нахуй, везде все тело на колках, нахуй, и на колке у него, блядь, рожа Путина, блядь, и мой царь у него там написано, блядь, нахуй. Понятно уже, блядь, нахуй, что такой черт, нахуй, явно какой-то, нахуй, пидор, нахуй, нечаянно родился, нахуй, или татаром, нахуй, или хуй знает кто он, нахуй, там. Ну, короче говоря, высший классный манкурт, блядь. Башина, как говорится, она прямой, нахуй, выстрел. Вот и все. Больше никак. По Корану смертная казнь только в отместку за убийство. По хадисам за вероотступничество, прелюбодеяние, мужелюбство и п.р. По хадисам. Ну, кто-то кому-то что-то ответил насчет Русская православная церковь. Ну, короче, все. На сегодня то, наверное, будем заканчивать, потому что здесь больно ничего нового нету, ни хера, короче. Какая-то всякая ерунда. И этот, ну да, что-то тут реально все я вроде уже прочитал. Ну вот, здесь чуть-чуть есть еще кое-что. В Элисте продолжают спасать русскую культуру вместе своей. Сегодня в столице Калмыкии открыли очередной сквер имени Пушкина. Сука, блядь. Единственное отношение, которое этот поэт имеет к Калмыкии, это его короткое путешествие в здешние места, во время которого он интересовался преимущественно молодыми калмыцкими девушками, к которым приставал, как он сам писал в своих текстах. С возрастом он вычеркнул все упоминания о приставаниях к девушкам, переписал заново свои дневники, оставил только этнографические наблюдения. Некоторые из ранних текстов и часть дневников сохранились, в том числе стихотворения о красоте неизвестной калмычки от 1829 года. Под это стихотворение открывали новый сквер. В Калмыкию Пушкин попал по дороге в Кавказский фронт. Туда он ехал уже второй раз с целью посмотреть, пострелять, проведать и поддержать друзей, принимающих участие в захватнической войне. Примерно так же, как в свое время актер Михаил Пореченков или глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ездили на Донбасс пострелять по людям ради развлечения, пострелять Пушкину удалось, если верить тому, что пишут российские источники. Удалось даже войти в город Эрзерум вместе с наступающей российской армией. Если бы к этому времени Калмыкия не была подчинена российской власти, очень вероятно, что Пушкин приехал бы пострелять и в сторону калмыков. Об этом можно судить из его отношения к участию калмыков по повстанческом движении Емельяна Пугачева, выступившего против самодержавия и крепостного строя. Многие народы, завоеванные Москвой, поддерживали Пугачева именно потому, что видели в его восстании шанс на свою свободу от имперского центра или хотя бы шанс на расширение своих прав. Пушкина свобода калмыков не волновала, о чем он сам написал в произведении «Капитанская дочь». Не бывало еще, чтобы иноземцы помогали русскому государю. И что же такое Пугачев? Просто бунтовщик и разбойник. Пугачев и калмыков за собой потащил. Спустя 6 лет после Кавказского путешествия Пушкин написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в котором он заявил о том, что жесткий век славил, свободу и милость к падшим призывал. В Калмыкии уже есть немало мест, посвященных Пушкину. В Рунете, в школьных учебных повестно рассказывается, что Пушкин с теплотой и дружелюбием относится к калмыкам. Однако небольшой анализ показывает, что это отнюдь не так, а количество упоминаний Пушкина в Калмыкии непомерно завышено и преобладает над количеством упоминаний любого из национальных писателей или поэтов. Исходя от этого, если мы будем
сюда вспоминать, что этот Куттакбаш Кудрявый, блядь, был африканцем, его дед, да, ведь, и когда у него, блядь, эта вся русня, нахуй, выливается, это вся дерьмо, в его оттенках, нахуй, стихотворений, которые нам заставляли в ебучей школе, нахуй, учить, блядь, всякие, нахуй, там, на дубе он, блядь, сидит, нахуй, цепь, кот, нахуй, вот это дерьмо, блядь, то мы понимаем, что, блядь, даже если он қонында башка қон бар, урысны қонында, ул барыбер урыс болып қала. Шуны аңларга керек. Поэтому, когда вы думаете, что Татарстанда, һәм Башкортостанда есть метисы, вот эти семьи русскожоповские, то не обольщайтесь, нахуй. Вы поймите, что они в первую очередь нас предадут. Это не забывайте. Поэтому, так скажем, на этой теме, наверное, будем заканчивать, потому что уже больно, уж я дохуя уже сказал, мне кажется, на сегодня новостей больно таких сильных нету. И самое такое интересное, вот это напоследок, давайте прочитаем «Татарский разведчик». Опять этот, блядь, кашаповская тема. Татарстанның егетләре кими бара. Менә тагын бер атна үтте, тагын 100 татарстанлылының гомере өзелгән. 100, блядь, бір атнада 100 кеше үлгән. Вы можете представить? Я же вам говорю, блядь. Да хуя, блядь, людей ложится, блядь. Вы говорите, нет, там хуйня, не умирает никто. Kimler bu soğuşta öle? Bizning yoqdoshlar. Birida tuğup üsken respublikaga fayda kitirirday kishilar. Amunda kim qolacak? Kim qola? Uruslar qola. Uruslar siznisiga. Ivanushki будет рождаться нахуй. Tatar qizlaridan. Javob gadi. Olar o'rnina boshqa kishilar kelar. Bu tatar jirin, tilin, madaniyatin anlamagan kishilar. Biznikilarni shunday aqlli siyosat bilan so'g'ishda yuqqa chiqaralar. Imperiyaga bit Tatarning o'zin tugul jirigina kerak. Durust, durust. Mana shunday hal do'stlar. Shularga mana shunday tema bilan, наверное, печальный. Я, наверное, закрою сегодня стрим. Sizga tinch yo'q. Menda soat 12 dan 42 minut o'ta. Menga da yotirga kerak, ertaga menga kiraya kerak uyquda. Menda ofisga kirib chiqara kerak. Mening narsa ekan. Ну, кильдинда, медицинским страховкам, если кто думает, что как медицина тут во Франции, альхамдулилля, вот год медицинской страховки у меня закончилась, мне дали новую медицинскую страховку, вот сегодня я ее получил, завтра зайду дополучать по этой же медицинской страховке, я буду получать бесплатно, ну не бесплатный, как это, пенсионную книжку, так скажем, такой билет, на него будем писать, наверное, заявление, что-то будем писать, иншаллах, типа, чтобы мне дали эту карточку пластиковую, чтобы я на поездах до Парижа, там, да, ездил с лимитом минус 70%. Допустим, если билет стоит 150 евро до Парижа, а я буду покупать его всего лишь за 12 евро. Примерно так. Вот шундыхаль, шунарга, как говоря, мы, иншаллах, создадим такую социальную, хорошую, классную республику Башкортостан или Татарстан, если мы пойдем по нашему пути, по избавлению от русни. Шундыхаль. И сенсал туганлар, тогда будем хайрлашырга, иртеге чыгалсам чыгырмын, а так шунда инде мен. Yazığız комментарий, хабарлар, телеграм-каналымды білесіздер. Сейчас под этим видео как раз не забуду, оставлю что-нибудь там, телеграм-канал попозже. И нәрсеке может. Ну, вы знаете, телеграм-каналым «Граница Хорватия». Телеграмда топ блайнданы. Шунда yazığız, темалар поднимать будем, скидывайте какие-то новости, которые мы не знаем, Татарстанда, Башкортостанда, и будем обсуждать об этом, пока хотя бы народу это доносить. Вы тоже как-то доносите, шапорткана матурить трэптеге тихо, мирно, чтобы вас не загребли. Главное, түрмеге ләкмәгез. Вот так вот. Главное, түрмеге, потому что она алсынов утра, и нам не нужны эти посиделки, зря на зря убивание времени, а эти люди могли бы с нами идти на Москву. Поэтому нам нужно увеличиваться, а не уменьшаться. Шумблян.
исән сау. Так, 9 кеше монда утыра, монда 5 кеше утыра. Потом результатын мен в Telegram скидываю и в TikTok скидываю. Еще и TikTok подписывайтесь. Башкортстан алга. Башкортстан алга TikTok. Рахмат. Исән сау. Берсен ябабыз, потом икенчесен ябабыз.